Так, друзья, всем привет. Сейчас Веруша подключится к нам. Вот. Всех очень рад видеть. Скажите, как меня видно, слышно? Напишите, пожалуйста, в чате. Сегодня у нас вертикальный стрим, а не горизонтальный. Экспериментируем. Смотрим, как у нас, что получится. Так, ожидаем тогда Верушу. Сейчас она должна подойти. Так, всем привет. Слышно нормально. Да, я без микрофона, просто с телефона, друзья, стрим. Вот. Сейчас, друзья, ждем. Так, сейчас, секундочку, друзья, я отвечу. Так, секунду, друзья, что-то у нас пошло не так. Ну, ё-моё. Пишет, что не может войти, хотя мы тестировали, все было хорошо. Стрим будет также прекращен для вашего гостя. Сейчас, секунду. Так. Почему интересно? Так, вот сейчас все вроде бы у нее получается. Так, сейчас должна Веруша появиться. Друзья, извиняюсь за технические неполадки. Вот. Привет. Слава богу, подключилась. Да, все получилось. Вроде тестировали 5 минут назад, все было хорошо. Да, и тут, Всем привет! да, всем привет, друзья. Пишут, что видно и слышно, в принципе, хорошо. Сейчас посмотрим, как нас вдвоем Ой, слышно. Слышно ли Верушу? ты такой высокий, а я такая низкая, Я могу подальше вот так вот а я, отодвинуться. наверное, поближе. Вот так вот, да. Вот когда поближе, тебя лучше слышно. Да, Отлично. да, да, да. Привет, Иван, привет. Так, все слышно, я так понимаю. Хорошо, ты видишь чат, да? Я так понял. Да, я вижу. Ну, наверное, не все ребята, мужчины знакомы со мной. Просто Да, вот я написала те, кто пишет Вера. да. Ой, Друзья, Илья сказала добрый вечер. кто не знает, в гостях сегодня канала «Жизнь свободного мужчины» Веруша. Это блогер на YouTube. У нее есть свой канал, который так и называется Веруша. Ссылка, кстати, на канал есть в описании данного ролика и в названии стрима, собственно говоря, тоже есть на нее ссылочка. Если кто-то захочет подписаться или ознакомиться с творчеством Веруши, можете перейти и посмотреть. Но я думаю, что большинство все-таки знает тебя, так же, как и меня, потому что у нас смежная аудитория и тематика плюс-минус все равно похожая. В связи с этим у меня сразу первый вопрос, я думаю, будет очень многим зрителям интересно. Как ты Мгм. вообще пришла к тому, что открыла такой YouTube-канал?
где ты говоришь о мужских проблемах, что тебя сподвигло? На самом деле это произошло совершенно случайно, но, как известно, наверное, случайностей не бывает. Так получилось просто, что я думала о том, чтобы мне хотелось приносить какую-то пользу в своих видео. То есть мне хотелось записывать какие-то видео, но я понимала, что просто так, что-то, делать, без пользы мне не хочется. Совершенно неожиданная произошла ситуация, когда, молодой человек какое-то время не мог подойти. Я, наверное, его буду просто бесконечно благодарна этому прекрасному молодому человеку. И я стала, как-то читать, узнавать, в чем дело вообще, почему он не подходит. Это что, разве так сложно? Или сейчас такие мужчины пошли? И я записала первое свое видео, почему мужчины такие слабые и не подходят знакомиться. Надо сказать, что, конечно, такой активности, которая, была под этим видео, у меня не было никогда, потому что у меня были и просмотры маленькие, и тут раз, там я радовалась 2 комментариям всего. Тут раз, я помню, выпустила и пошла там заниматься дальше. Смотрю, одно, второе, третье комментарий. Я думаю: "Так, это что, людям интересно, что ли?" Ну вот, стала отвечать, а потом записала второе следом видео. Ну и все, и как-то вот мне начали писать, что, знаете, очень интересно слушать вас. И вот так вот я стала записывать, собственно, видео. Вот очень случайно, но при этом у меня какое-то такое вдохновение было, ну и сейчас оно есть. Вот как-то я садилась записывать видео свои, и я, во-первых, сама невозможно просто получала удовольствие. Плюс, когда я готовилась, как-то вот, раз вот я что-то там хочу найти, и оно вот очень быстро находилось, и как-то вот одно к другому, какой-то смысл видео, Мгм. был скреплен очень быстро. Поэтому как-то вот все говорят же, что вот если оно как-то твое, да, то оно сложится, и как-то все будет легко. Вот у меня как-то, в общем, в этом плане все легко сложилось. Мгм. Я понял. И у нас сегодня как раз тема стрима. Эм, Какие ошибки допускают мужчины при знакомстве с женщинами? Эта тема, вот как раз ты сейчас и обозначила, да, ну, немножко этот вопрос. И на моем канале очень часто мужчины задают и мне вопрос, и самим себе, и женщинам, наверное, а почему же не получается познакомиться, да, какие ошибки допускаем? Ну, это тем, кому нужно, потому что есть часть аудитории, которым вообще знакомство с женщинами, ну, в этом нет необходимости. Вот. Кто-то живет жизнью соло для каждого, ну, не то, что для каждого, для некоторых мужчин это вообще отсутствие женщин, у некоторых это взаимодействие, у третьих это вообще совершенно что-то другое. Вот для меня лично жизнь соло это все-таки подразумевает взаимоотношения с женщинами, но на длительной дистанции я не вижу смысла, ну, жить под одной крышей, ну, вот такой вот я, да, я про себя лично говорю, с женщиной, потому что это все в моей жизни уже было, и ни к чему хорошему это в итоге не привело меня. И этих женщин, кстати говоря, тоже. А Причем, второй ну, раз может быть по-другому. какой второй раз? Да. Так у меня было и второй раз, и третий раз, и 10-й раз. Я там А, со счету сбился, сколько раз это было. И женщины были разными. То есть еще когда я не вел такой канал, это были женщины, разведенные с детьми, и, э, и без детей, и так далее. То есть, ну, чего только не было, и ничего в итоге хорошего не получилось. Причем А в чем, а я можно претензий, спросить, извини, да. пожалуйста, а в чем причина? Вот, ну, работа над ошибками, я тут просто подушку Ты хочешь на подкладываю, чтобы уровне, да, повыше я была, да, я мне хочется быть пытаюсь отдалиться, повыше. а ты хочешь. Я Ну, вообще работа себе над этому не ошибками у могу. тебя была произведена? В чем причина того, что не складывалось из раза в раз? Ну, работа над ошибками. Не, я задавался, конечно, себе этим вопросом, сам себе задал этот вопрос и пытался проанализировать, и анализировал в ходе даже ведения своего вот этого блога. И до сих пор я занимаюсь каким-то анализом своеобразным, почему не получилось
и свою точку зрения высказываю, да, ну, потому что в первую очередь у женщин необоснованные, вот если брать большинство, да, тех женщин, с которыми я взаимодействовал на долгосрок и на короткой дистанции, ну, тут долгосрок, да, интересует, у них очень большие завышенные космические требования. То есть даже лет 10 назад это уже было, 15 лет назад это было. Вот. Но хотя Мгм. 15 лет назад даже и 10 было немножко попроще, сейчас просто некоторые женщины замахнулись до таких высот, просто ну, не достать на самом деле. Ну, Просто святое. да, ценник на отношения или на что, я просто не знаю, ну, сами себе, может быть, ценник такой они вывешивают, но просто-напросто недосягаемый порой. Может, Но, скромнее нужно девушек выбирать? я сейчас, да, продолжу, но что я понял, что я еще понял. Э, Не так давно, в принципе, да, я начал посматривать и другие каналы, и мужские, и те, которые связаны с отношениями. Вот. э, И я понял, что я не выполнял, да, запрос вот этих женщин, как мужчина. А они не Мгм. выполняли мой запрос, скорее всего, вот, в большинстве случаев. То есть, ну, если у женщины есть запрос, да, на какого-то конкретного мужчину, либо какие-то ожидания все-таки у них были ложными, ну вот, раз ничего не получилось, то и смысла в этих отношениях нет. То есть вот такой анализ. То есть я понимаю так, если я не выполняю запросы, да, можно было женщин попроще найти, и я пытался это делать до 36 лет. Вот. Я объясню, почему 36 лет, потому что в 36 лет я, в принципе, ознакомился вот с мужской тематикой. Да, это было 4 ноября 2018 года. Я помню точно эту дату, когда я посмотрел первый раз ролики. Есть такой блогер, не знаю, жив он или нет, но в политику там немножко ушел. Миганыч такой, может быть, ты знакома с его творчеством, так сказать, он чат-рулетку вел и много рассказывал про отношения в том числе. Он себя не причислял ни к мужскому движению, ни к какому, наоборот, был противником ярым, но все, что касалось отношений, особенно ролики «6 причин не жениться на э, РСП», да, я просто скажу, как вот, я не люблю эту аббревиатуру употреблять, но вот так вот ролик этот назывался, или несколько серий роликов. И, собственно говоря, для меня это было открытием вообще, на самом деле. И неважно, на самом деле, проще там женщина, не проще, как оказалось, все равно, так или иначе, я подходил к тому в отношениях, что в течение вот этих вот отношений запросы женщины менялись. Они, может быть, изначально были не такие космические, потом эти запросы росли в геометрической прогрессии. Либо женщина изначально лгала, и у нее были изначально ложные ожидания от меня, то есть то, чего я не мог дать. Иногда я, естественно, я не снимаю с себя ответственность ни в коем случае, иногда я, конечно же, мог лапши на уши навешать, было такое, конечно же, безусловно. И женщина в это верила и ждала каких-то определенных действий, да, в течение отношений. Вот, собственно говоря, вот такая вот история. И я не вижу сейчас особого смысла вот целенаправленно искать женщину для отношений. Так же, как и какая-то часть моей аудитории. Потому Ну, что мы, видишь, мы с заблаговременным тобой как, мужчиной. black and white. Ты в черном, я в белом. Ну, Я все таки получается, как женщина. я в черный, это как вот такой отрицательный какой-то герой, а ты положительный. Нет, 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 у тебя просто другая позиция. У меня позиция, такая, конечно, что, ну, я опять же со своей женской стороны говорю. Во-первых, я Мгм. прекрасно понимаю, какие сейчас запросы. Я сама вижу, что вокруг происходит, и общаюсь тоже и с молодыми девушками, которые там просто сразу же их интересует сколько, не качество там, ну, даже не касаемо отношений вообще, просто, Мгм. ну, других каких-то вещей. Просто главное бабки, что называется, деньги. Поэтому это все очень грустно на самом деле. Поэтому в этом плане я очень мужчин понимаю. Но, с тем же самым я все таки очень много комментариев у себя на канале читаю, от мужчин, которые все таки теплится еще надежда.
познакомиться. И тоже некоторым грустно очень становится от того, что сейчас такая ситуация. Ну, если у меня будет возможность, то я постараюсь каким-то образом, ее исправлять и, делать, что-то в эту сторону, направлять все свои силы. Ну, посмотрим. Это я уже так, на будущее. Я уже говорила, своим подписчикам тоже и зрителям, что я не собираюсь останавливаться и собираюсь дальше не просто говорить, а, ну, дальше что-то делать. Мгм. Вот. Я, конечно, за отношения, за знакомства и, вот. Мне кажется, немножко, нет, мы не будем уделять время нашим зрителям. Вот Не, как-то мы, что-то. друзья, ну, так как я ведущий, да, эфира, я сразу расскажу так, структуру нашего сегодняшней трансляции. Мы сейчас несколько вопросов затронем, да, и потом, естественно, перейдем к чату, обязательно прочитаем то, что вы пишете, и можете задавать вопросы, да, я так понимаю, Веруша, если сочтет нужным, ответит на самые интересные, я в том числе, потому что комментариев достаточно много, у нас на онлайне 172 человека. Друзья, спасибо, что вы пришли на трансляцию, прожмите лайки. Да, Вот, спасибо вам большое всем. кто не подписался на наши каналы, если есть желание, подпишитесь. Вот, если нет, значит нет. Вот, и по поводу отношений я вот хотел еще сказать. Я не против отношений гармоничных, хороших, качественных. Я не против этого. Я не против там женщин и так далее. Это совершенно бессмысленно. Ну, бывает, что некоторых женщин не за что любить, да, не за что уважать и так далее. Есть такое, так же, как и мужчин. Вот. И вот мужчины меня поймут очень многие, да, то, о чем я говорю. То есть у них, в основном они приходят ко мне на канал, к тебе на канал, как раз-таки после токсичных отношений, после разрушенных отношений, после разводов и так далее. Естественно, мужчины мало верят уже в это. Вот, и, кстати, сейчас мы перейдем к вопросу, да, к теме к нашей. Вот все-таки какие ошибки допускают, даже элементарно познакомиться не могут, да, познакомиться с женщинами, и молодые ребята, и те, которые уже более опытные мужчины. Но вот как ты говоришь, у кого теплится еще надежда, какие они ошибки допускают при подходе к женщине. Вот, понимаешь, иногда бывает, очень часто я слышу от мужчин, и сам это испытываю регулярно, когда подхожу к женщинам знакомиться. Вот какое-то пренебрежение, вот знаешь, какое-то чувство, как биомусор, что ли, себя чувствуешь. Вот знаешь, с таким каменным лицом иногда встречают, не улыбаются, вот, и страшно им или что, я просто не могу понять. И это сплошь и рядом не только у меня. Бывает, конечно, знакомства более успешно заканчиваются. Но я еще раз говорю, целенаправленно я не знакомлюсь. Вот не подхожу и не выхожу на улицу. Если мне женщина понравилась, то я не подхожу и не спрашиваю, а можно с вами познакомиться. Я завожу диалог несколько по-другому. Вот, кстати, может быть, как раз-таки мужчины из-за того, что подходят стандартно, да, со стандартным вопросом, а можно с вами познакомиться за Девушка, вам секунд взять кофе, не вам может взять быть, не это нужен, причина. да? Вот интересно тебя послушать. Спасибо за донат, кстати, за первый там суперчатик кто-то отправил. Мгм. Какие ошибки? Ой, у меня, я прошу прощения, у меня тут этот, интересно меня послушать, как мужчины какие совершают ошибки, да? Да, 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 Ну да, да. вот, Вот, мгм. женщина вам взять не нужен, да, там начинают. У меня просто со мной тоже, когда знакомятся, конечно, я сразу отмечаю для себя, что, а, ну, я бы, здесь не нужно, конечно, никакой акробатики, не нужно никаких фокусов, и не надо вот удивлять прям, это делать специально. Я вот, прочитала такую историю, как, молодой человек в автобусе познакомился с девушкой. Он сказал, Мгм. девушка, можно веревочку? А у вас есть веревочка? Она говорит, зачем? Он говорит, я хочу с вами дружбу завязать. Вот. Э, ну так вот, оригинально подошел. И он, это делал там потом девушка, они в итоге стали муж и женой, и девушка сказала, она говорит: "Он настолько уверенно это сказал". Ну, то есть, может быть, он вообще какую-то там, ну, для кого-то, может, показывать какую-то глупость сказал, но это было так мило. И с другой стороны, он так это уверенно сказал, с такой подачей, что девушка, она была бессильна, и дала ему номер телефона, и Мгм.
Потом они, соответственно, продолжили общение. Но, первый, конечно, это первое впечатление всегда — это внешний вид. То есть, как вот сами мужчины говорят, если ты вот на тя девушка смотрит, и ты просто сразу не понравился, здесь что бы ты ни сказал, все, вот все. В принципе, как и у мужчины. Но у мужчины же тоже нет такого, что вот он смотрит на девушку или женщину, она ему вообще не нравится. Он такой: "Ну, сейчас я подожду, вдруг она что-нибудь такое скажет мне интересное". Ну, то есть, конечно, очень важен внешний вид. Это важно. Вот. Но, я тоже про внешний вид там могу попозже сказать. Это не значит, что нужно там каким-то нереальным красавцем быть или, не знаю, каким-то в бархатном пиджаке. Вот. Но тем не менее, то есть, вот этот фактор, когда ты видишь человека, он тебе симпатичен или не симпатичен. Это вот важно. Потом, конечно, само поведение. Вот есть, ребята, которые знакомятся, но они делают это неуверенно. То есть это чувствуется, либо он уже какое-то время знакомился, у него это не получалось, здесь у него еще одна попытка, но он не уверен. Вот. Девушкам и женщинам очень нравится, когда мужчина уверен, но без перебора, чтобы это не было как такой гопник, я извиняюсь, подошел, или такой вот очень напористый такой, самоуверенный, такой типа детка. Ну, то есть вот что-то такое, да? То есть что-то естественное, но опять же у всех знакомства разные. Здесь еще тоже вопрос, где знакомиться, потому что когда ты находишься в своей какой-то комфортной обстановке, например. Вот со Мгм. мной недавно познакомился мужчина на улице. Он вот просто сравнялся со мной, говорит: "Можно вас пригласить на чашечку кофе?" Вот просто если, ну, интересна женская реакция моя. Он, высокий, в принципе, внешне приятный, как-то он выглядит так, в общем, все вроде хорошо с ним. Но мне просто вот, ну, во-первых, мне это не надо, во-вторых, просто мне вот он, как бы я поняла, что мне он не нравится. Вот прям сразу. Или вот я рассказывала, у меня на канале знают, мои зрители историю, как со мной мужчина познакомился, когда я выбирала арбуз. Ну вот он мне сразу не понравился. Вот что бы он ни делал, он меня полчаса уговаривал, чтобы я ему дала телефон. Он и так, и там уже пошли в ход, и давайте в Италию полетим вместе. И я могу там своим друзьям сказать, вам там из Германии привезут, там я там батончики покупала, там спортивные. То есть он уже вот все карты выложил, а мне вот вообще все равно. То есть это к вопросу о том, что можно хоть на голове стоять, но если ты не понравился изначально, то, ну, это сложно. Но с другой стороны, ну, если вот речь идет именно там, у тебя есть возможность, вот только вот ты видел девушку, да, и все, и больше ты ее никогда не увидишь. Но если есть возможность еще какое-то время общаться, и ты видишь периодически эту девушку, здесь уже я бы другую стратегию выбрала и тактику, скажем так. То есть это не значит, что если, девушке изначально не понравился мужчина, то потом, ничего не сложится. То есть разница между тем, как можно, видеть друг друга, и девушка и женщина все таки присмотрятся. Или у тебя есть вот, там 2 минуты, и девушка сразу понимает: нет, все. Просто бывает, вот мужчины тоже обижаются, часто же, во-первых, девушки и женщины не планировали познакомиться, они куда-то идут, спешат, и тут, мужчина такой, со своим интересом. То есть, либо он что-то такое говорит, то, что вот мне, например, неинтересно слушать. Тоже обижаются, говорят: "Вот сейчас женщины пошли". Вот из серии, как со мной в сауне там познакомились, ребята там периодически знакомились. Вот я села, во-первых, это сауна, я хочу расслабиться, там релакс-музыка. Он мне блиц-опрос устроил сразу: "А где вы работаете? Вы часто ходите сюда?" Ну, вот такие вот дежурные фразы. Вот мне тут интересно, вот это первый вопрос, где я работаю, вот, для знакомства. Ну, то есть это же надо понимать, что такое не надо задавать. Или, например, вечером в темном переулке мужчина хочет познакомиться. Я вот знаю такую историю, вот недавно у девушки произошла, моей знакомой.
она думала единственное о чем? Это о том, чтобы полицию вызвать. Потому что, конечно, она переживала. Было темно, никого нету вообще. Ну, то есть вот такие вот, моменты, как бы вот так вот. Мгм. Вот, То есть у меня вопрос сразу же. Э, давай. Я очень часто слышу от женщин, ну, такую фразу. Слышал. Раньше очень часто, сейчас реже, конечно. Ну, оказывается, внешность мужчины не имеет значения. И вот женщины даже в ходе этого ответа сами себе потом дальше противоречат уже. Ну, они продолжают отвечать и говорят, ну вот если он мне не понравится, то есть, ну как бы, ну, понятное дело, что все равно, понятно, внешность, как бы, мы кому-то нравимся, кому-то не нравимся, это все понятно. Но внешность все-таки имеет значение. Ну, вот и тебе вопрос. Имеет ли внешнее значение или нет? Ну да, красивый может быть парень, на твой взгляд, и он тебе чем-то не понравился. Ну, вот как ты сейчас, да, сказал, вроде бы какой-то мужчина подошел, внешне привлекательный, на твой взгляд, но он тебе не понравился. Может быть, он для тебя не привлекательный просто-напросто. Вот Ну, я мне, немножко во-первых, не нужно неправильно это знакомство. То есть он вот подошел, да, мне не нужно, я не хочу идти с кофе с ним пить. То есть, абсолютно мне вот я не заинтересована в этом. Но, мужчина, вот внешность мужчины, я тоже это обсуждала на своем канале. Если речь идет именно о там 2 минутах, когда мужчина только увидел женщину и подошел, да, внешность сыграет роль. Но если мужчина какое-то время, вот как я говорила сейчас до этого, какое-то время видит женщину, то женщина может присмотреться. Вот давайте возьмем каких-то моделей. Victoria's Secret, например, модели. Если посмотреть их мужей, нету красавцев, нету. Там, конечно, как бы, ну, мужчины там обеспеченные, к примеру, да, но красавцы. Вот даже Адриана Лима есть, такая красивая модель, одна из самых красивых, на мой личный взгляд. У нее мужчина, я когда увидела, я была в шоке просто. То есть дело не во внешности, потому что мы по-разному устроены. Нужно понимать. Проблема в том, что мужчина, он мыслит так, как мужчина, и думает, что женщина, ну, поступает по его, как бы, вот, как он думает. А женщины думают, что вот я так думаю, поэтому мужчина, он так же делает. Но ты же сам понимаешь, что это не так. Поэтому мужчины и женщины не могут понять друг друга годами. Сколько существует мужчины и женщины на Земле до сих пор, никто не может понять друг друга. И Мгм. просто по-разному мы устроены. Если для мужчины очень важна внешность женщины, потому что это, конечно, влияет на его желание, там, быть с этой женщиной и так далее, то для женщины несколько по-другому. Для женщины важна защита от мужчины, чтобы ей было, ну, чтобы она могла довериться ему, доверить свою жизнь там и так далее. Ну, я так условно говорю, да. Поэтому Ну если да. мужчина через какое-то время будет все это показывать, то женщина на это, на его внешность закроет глаза. Много, на самом деле, случаев, когда изначально, а у меня у самой такой был случай, когда изначально внешне вообще не нравился мужчина. Вот вообще. Мне говорили: "Вера, присмотрись". Я совершенно ни в какую. Но как только вот мы начали общаться, через какое-то время, для меня уже этот мужчина был прекрасен. То есть И где вот он? что нужно Где понять, он? когда А где мужчины, мужчина? гов а? А где мужчина-то этот теперь? Вот я пока не знаю, где он, если он такой, если он прекрасен. Не Значит, скажу. я понял, ладно. Ну, личный вопрос. Вот, просто я тебя извиняюсь, что перебил, но все равно противоречие. Все равно противоречие Нет, даже в твоих никакого словах я противоречия слышу. нет, абсолютно. Абсолютно. То есть я понимаю, что мужчины и женщины устроены ну, по-разному. Женщины вообще живут в своем мире. Я это много раз на своем канале говорил и буду говорить. То есть то, что для мужчины является правильным, для женщины может быть неправильным. Да? То, что для женщины может быть там, привлекательным, там, для мужчины может быть... Ну, в общем, мы разные, да, абсолютно. Но, как ни крути, ну, может быть, это твой случай индивидуален,
Но вот общаясь с женщинами, исходя из просто из своего опыта и опыта других мужчин, вот первоначальная вот, встреча, да, и вот как людей встречают по одежке, да, извините меня, друзья, то, что я такое говорю, но это так, на самом Так я деле. тебе про это и говорю. Извини, что я тебя перебиваю. Я тебе про это и говорю, что Да, если есть время небольшое, то важна внешность мужчины. Если есть много времени, когда женщина будет постепенно узнавать мужчину, то внешность, а, будет стоять на каком-нибудь пятом месте. Это я тебе как женщина говорю, и как знаю много случаев, когда женщина изначально вообще не видела в мужчине, вот, ну, вообще не нравился. Но мужчина начал себя показывать, совершать какие-то, скажем так, поступки, которые сейчас тоже не очень любят это слово мужчины. Но вот как раз-таки проблема в чем сейчас? В том, что мужчины прекращают какие-то, ну, какие-то знакомства и стараться, да, как-то проявлять себя. М, ну, поэтому вот большое количество тех, кто этого не делают, просто отпадут сами собой. Ну, вот так вот. Я извиняюсь, но, останутся самые стойкие, скажем так. Те, кто готовы тратить время, готовы, как-то проявляться. Потому что, это же, во-первых, женщина вот мужчина подходит, мужчине женщина сразу понравилась. Вот просто сразу. Вот как говорят, что мужчина, он не выбирает, в кого влюбиться. Он просто берет и влюбляется. А женщина не может так. Она может, конечно, сразу влюбиться, но это, как правило, заканчивается очень все плачевно. Женщина, вот очень много историй, когда мужчина влюбился, и женщина потом присматривалась. Так женщина просто устроена. Вот это же биологически тоже. Женщина, во-первых, должна выбрать, чтобы, скажем так, да, ей было комфортно, чтобы она понимала, что этот мужчина, можно быть, скажем так, как за каменной стеной с ним. Но я сейчас говорю все-таки о осознанных женщинах, не те, которые вот, ну и все-таки, наверное, ну, уже более такие, как бы, ну, не знаю. Ну, я не говорю про молодой возраст, когда девушки влюбляются, и все, голова вообще не на месте. Я считаю, что женщина все таки ну, вот должна понимать, не должна сразу быстро подпускать мужчину к себе. Это лично мое мнение. я понял. Вопрос сразу возникает. Да, Э, Сколько, вот как ты считаешь вообще, вот я все-таки тему внешности так легко не отпущу, потому что давай. тут противоречие, ну, все равно слышится противоречие, ну, и такой диссонанс немножко у меня возникает. Никаких противоречий. Ты немножко пытаешься уйти в сторону, вот я, ну, так вижу, если мы говорим про долгосрочные отношения и женщин осознанных. Во-первых, осознанных женщин я не знаю какое количество. Я в своей жизни таких женщин встречал немного, так же, как и моя аудитория, я думаю. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, кто в своей жизни встречал хотя бы одну осознанную женщину. Поставьте плюсик. Если кто-то не встречал, поставьте минус. Просто интересно. Плюс ко всему, у нас вот как ты думаешь, а много ли женщин выбирает, ну, как для многих ли женщин внешность не имеет значения? Потому что я таких женщин знаю мало. Просто мне кажется, что мы говорим о каком-то небольшом количестве женщин, потому что на практике совершенно все по-другому происходит. Вот я тебе просто рассказываю, было много отношений и у меня, и у моих друзей, и знакомых, и даже у подписчиков рассказываю случай интересный. Э, Два парня, 28 лет. Э, Ну, да, вот все, одинаковый социальный статус, даже тот немножко победнее, вот второй, да. Вот первый мой подписчик, он как бы там и работа, и бизнес у него все есть. Встречаются они с двумя девушками, с двумя или тремя девушками, ну, с двумя, по-моему. Кстати, это в Беларуси было. Вот, ну, выпивали там, что-то там такое происходило. И в итоге вот этого моего подписчика отшивают. Говорит, ты с нами не едешь, вот мы поедем вот с твоим другом и так далее. Он меня спрашивает, а почему, Максим, так произошло? Я ему задаю вопрос, а как выглядел тот твой друг? Он, наверное, был привлекательным. Он говорит, да, он реально был привлекательным, показал фотографии и так далее. А мой подписчик, он
невысокого роста, ну, непривлекательная внешность. То есть его просто молодые девчонки, да, ну как молодые, лет 25, наверное, отшили. То есть, ну, слили, грубо, в жесткой форме, понимаешь? И для этих женщин не имело никакого значения ни социальный статус, ни деньги. Просто по принципу внешности. И таких примеров даже у женщин за 30. А они хорошо сами, женщины, зарабатывают? Я сейчас продолжу. И по поводу того, зарабатывают или не зарабатывают, это, кстати, тоже это хороший вопрос. Вот смотри, есть у меня подписчик, который живет сейчас в Москве. Ему 35 лет, высокий, привлекательной внешности. Нигде не работает, алименты, черт знает там в какой стране, вот, ну не в России, собственно говоря, вот сейчас живет в Москве, нигде не работает. Он уже лет 10 или 12 нигде не работает. Но у него есть что, привлекательная внешность. И женщины разного социального статуса на него клюют. Вот только пальцем вот так вот щелкнуть. Он мне показывал этих женщин, фотографии, видео, то есть это все реально. 25, 27 лет, 35, 40 лет женщины, привлекательные, разного социального статуса, богатые, бедные, ни копейки от него не хотят, хотят просто, чтобы он с ними жил. Они готовы даже некоторые его обеспечивать. Это про женщин побогаче. Те, которые победнее, ну, какие-то требования, наверное, все-таки есть. Но на первоначальном этапе они клюют только на внешность. У него за душой ничего нет абсолютно, кроме его внешности. Вот как вот с этим быть? То есть вот это женщины неосознанные, может быть, хотя я тебе хочу сказать, женщины с высоким социальным статусом, я просто не буду говорить, кем они работают, просто, может быть, не дай бог кому-нибудь жизнь еще испорчу я. Вот. И достаточно привлекательная. Вот как с этим быть? Понимаешь, а для богатых женщин так действительно, мне кажется, сейчас для обеспеченных, для богатых в большинстве своем, а зачем ей какая-то защита, а зачем ей какая-то финансовая безопасность? Она Нет, для выбирает по богатых другим нет. принципам. Богатые выбирают красивых мальчиков, да, богатые, да. Но мы Вот, не берем да. богатых женщин. Почему не Там берем? богатые Не, подожди, женщины не. несчастные. Подожди, нет, Веруш, я не согласен с тобой. А если мне и моим подписчикам нравится, ну, женщина, ну, так вышло, что она богата. Но вот он хочет ее, но он не соответствует запросам по внешности. По остальным он может соответствовать, но по внешности уже не соответствует. И таких случаев много. И женщин обеспеченных много, тем более в Москве. Вот. Ты же сама прекрасно понимаешь. Не обязательно богатых. Зачем им какой-то защитник и так далее. То есть ты говоришь, я так понимаю, ты можешь меня поправить дальше. Ты говоришь о том, что надо искать женщин попроще, победнее, ну, то есть и так далее, которые Нет, я так не говорю зависели бы от попроще, мужчин. победнее. Нет, Нет? я так не говорю. Во-первых, я такое не произносила. Сейчас Не, я ты, к этому вернусь. я же говорю, ты меня можешь поправить, у нас конструктивный диалог, я ни в Да, коем да, случае да-да-да. без претензий к Да. тебе, поэтому поправь меня, да, если что-то не Не-не-не, так. я поняла, конечно. Я, во-первых, хочу сейчас вернуться. Ты говоришь, вот, молодой человек, который внешне вообще никак. Вот у меня есть, знакомый, который внешне вообще никак. Он маленького роста, он очень быстро облысел. Ну, вообще, Мгм. вот он, ну, вообще неинтересный. И не он такой субтильный, а у него уже, ну, у него брак, у него вот ребенок, и, у него вот сейчас, ну, он развелся, у него сейчас девушка. Понимаешь? То есть, Развелся, подожди, он развелся, он так, развелся, потому что, там, девушка начала требовать, уже там ей нужно ну понятно, да. запросы Мгм. пошли высокие очень. Мгм. Вот. Но, я к чему? К тому, что, внешность мужчины нужна внутренняя сила, внутренняя уверенность в себе. Вот, у мужчин Понятно. связано, например, реализация себя с уверенностью внутренней. Правильно? Ты говоришь сейчас, если мы уходим в долгосрочные отношения, да, какие-то? Ну, Это, долгосрочно. Ну, какие-то нет, ну, ну, вообще отношения, ну, чтобы женщине понравился мужчина, вот даже при знакомстве. Вот я говорю, ну, маленький, лысый, субтильный, неинтересный внешне вообще, вот такой вот, я в тебя перебью. очочках ботан. Я тебя перебью. Может быть, для нее, именно для нее, это привлекательный мужчина. Многим женщинам нравятся пузатенькие, лысенькие, щупленькие и так далее. И для них это привлекательные мужчины. Но это, на мой взгляд, единичный случай. Понимаешь, ты часто консультации даешь, если даешь вообще? Просто я сдал Нет, уже не даю. свыше наверное, 200
консультаций, и у всех одни и те же проблемы. Из-за внешности их сливали. Ну, вот реально, ну вот что с этим делать? Я смотрю на человека, действительно это так. Даже у кого привлекательная внешность, тоже, ну, как бы, понятно, сливают по каким-то другим там причинам. Ну, мужчины, которые ко мне обращаются и пишут в комментариях под роликами, они, ну, вот такие вещи мне периодически пишут, и таких мужчин много. То есть то, что ты рассказываешь, я согласен. Каждый, есть исключения из правил все-таки. Мне кажется, ты все-таки говоришь об исключениях каких-то, но не о Нет, правилах. это Правила не совершенно знаешь, вот другие. у меня, например, подруги, вот которых я спрашивала, вот моя близкая, например, подруга. Если, например, я лет в 20 думала, ну, я, в принципе, вот я вообще не гналась никогда за красотой мужской, потому что для Мгм. меня красота мужская, она ценности в ней нету. В мужчине ценность совершенно другая должна быть. Я даже не понимаю, почему мужчины такой акцент на этой внешности сейчас делают. В мужчине важна Ему уверенность делают. в себе, Я тебя перебью. реализованность. Да. Я тебя перебью. Извини, пожалуйста. Не мужчины делают акцент. Мы вынуждены делать акцент на это, да, с другой стороны, потому что женщины на это стали больше делать акцент. То, о чем ты говоришь, я с тобой согласен, такое есть. Ну вот смотри, актер Адриано Челентано, вот для тебя он интересен внешне? Но я не могу оценивать мужчин так, ну, скажу, да, все-таки. Да, У него вот у него есть, ну, во-первых, если, харизма. смотри, если отбросить то, что он популярен, то, что он медийный, и, допустим, вот просто обыкновенный итальянец, да, он Да. итальянец, вряд ли бы он пользовался бы сумасшедшей популярностью у женщин. А так как он медийная личность, харизматичный, уверенность, как Нагиев, да, вот тоже, вот можно в качестве примера. Но Да. есть такие мужчины, но таких мужчин это единицы. Это Нет, единицы. Но понимаешь, когда вот, заходят такие мужчины, женщины, заходят. Вот. Но если мы поставим не медийного, не харизматичного такой же внешности, все, да, то есть, ну, наверное, то, о чем ты говоришь. Но не у всех есть харизматичность, и не у всех есть уверенность, и не каждый медийный, обыкновенные заводчане какие-нибудь простые ребята, ну они вот не будут смотри, да, вот пользоваться популярностью, взять, если они уверены. если просто пролистать список богатых людей, там будет очень мало симпатичных. Либо это будут, с пузиком, либо это будут ну, я просто, в силу своей профессии, я работала очень Мгм. много лет с обеспеченными людьми. Да. Там, бывали и, мягко скажем, обеспеченные. То есть, я с совершенно разными, и известными людьми я работала, и вот, с миллиардерами там и так далее. И, понимаешь, вот я задавалась вопросом, вот почему мне один человек нравится, при том, что у них один и тот же набор. То есть деньги есть, вроде бы вот мужчина передо мной, а один нравится, а другой вообще вот ну никак. При том, что вот есть, не буду называть его, есть известный очень, ну он очень известный а, артист, у которого тоже много поклонниц. Мгм. И, мне он вообще никак. Вот я с ним вот рядом стою, я с ним работала просто. Ну, вот вообще ничего не ёкает, никак. Понимаешь? Это что-то во-первых, нужно понимать, что мы не можем всем нравиться. Это раз. И я, тоже не всем, нравлюсь, и, здесь, тоже никто не должен на это обижаться. Во-вторых, понимаешь, что-то внутреннее такое вот. Эти богатые люди, они, делом начали заниматься, и кто-то понял, что мне нужно как-то выделяться. Чем я могу выделяться? Понимаешь, есть такое, может быть, для мужчин это обидно прозвучит, но вот есть поставить в комнату 50 мужчин, и будет женщина выбирать. Вот она должна кого-то выбрать. И как, например, не знаю, в племенах Африки, да, для них важно, чтобы мужчина был не внешне красивый, а чтобы он был сильный. У них так важно. Понимаешь? И вот эта женщина, она Да. будет выбирать. Возможно, она выберет не по внешности мужчину. Она выберет то, что вот она, не знаю, ну, там по разным случаям. Но вот эти богатые мужчины,
Почему им так легко могут дастся любая девушка, которую они там, захотят? Потому что вот у них деньги есть, это привлекает. Артисты, например, они бывают не все с деньгами. У некоторых тоже людей думают, что вот если там он как я вот работала в Большом театре, мне всегда говорили: "Ой, да ты, наверно, там вообще просто там деньги лопатой там вообще думают люди". Сотрудники, они получают-то немного на самом деле. И поэтому и артисты тоже есть, которые на самом деле не так и много получают. Но это артисты, это Мгм. известные люди. Соответственно, девушки уже, если будут знакомиться, ага, про него написано, он известный, он снялся в фильме, да? То есть я к чему? Я к тому, что Да-да-да. нужно чем-то выделяться в этом плане, да? Ну, это так глобально, и когда ты уже один на один, если ты вот обычный парень или обычная девушка, ну, надо вот, быть с этой уверенностью внутренней. Мне просто тоже пишут комментарии, и в том числе просят о консультации. Вот мне вчера написал мужчина по поводу консультации. Ну, там вообще просто, там, видимо, какие-то психологические моменты, потому что мужчина не может познакомиться вообще ни с кем, а он уже взрослый Мгм. достаточно. То есть это надо разбираться, что там в детстве было и так далее. Понимаешь? То есть, какие-то моменты такие. Я Вот, понял а по тебя. поводу внешности, ну, я, конечно, убеждать не собираюсь, но лично я вот проводила опрос, и, среди моей вот, ну, с моей подругой, мы обе сказали, что, при том, что моя подруга просто красотка. Она сказала: "Мне вообще вот, внешность мужчины". Она живет в Лос-Анджелесе, кстати говоря, там очень много всяких спортивных красавцев. Она говорит: "Мне внешность вот как таковая прям". Вот был случай, буквально недавно с ней познакомился молодой человек. Она мне показала, но это просто принц из диснеевского мультика. Очень симпатичный молодой человек, спортивный, накачанный, высокий, все. Вот. Но он подошел к ней, ну и там такой вот: "Ну, привет, там, как Мгм. дела? Вот я бы щас". Она все, она у нее просто все отпало. При том, что вот они ходили 3 месяца в спортзал, она мне звонит, она говорит: "Боже мой, ну какой он красавчик, я не могу". Все прошло, только он подошел, только рот открыл, понимаешь, у нее все Вот упало. вот оно противоречие, о котором Это я не говорил. противоречие, ты пойми, это Нет, не против, подожди, потому подожди, что подожди. мужчине важен интеллект. Не, так, подожди. И если бы он, вот она же им восхищалась, да, пока он рот не открыл. Это другой Да, момент. Я сейчас да. не об этом говорю. На первоначальном этапе, вот, допустим, если это был бы некрасивый, она даже внимания бы не обратила бы. Подошел он Но там, ну, опять же, это для нее некрасивые, потому что нет, я, не, например, отправляла, кто подожди, мне нравится. Она сказала: подожди. "Это вообще ужас полнейший". Вируш, ну понятно, вот она им, ну, какой красавец, она ж тебе, да, звонила, там, говорила об этом. Да. Ну, понятное дело, что дальше бывают мужчины такие, которые открывают рот, и все, у женщины все падает. Конечно, это такое и есть. Я же говорю немножко не об этом, а первоначально, вот когда на первоначальном этапе мужчина и женщина видят друг друга, да, вот визуально, играет роль все-таки вот это вот, да, как говорится, встречаем по одежке. То, что он там рот открыл и что-то там ей не понравилось, это понятное дело. Это немножко уже мы в другое уходим. Ты все-таки опять-таки уходишь и говоришь, что, ну, потом, может быть, понравится. Потом, может быть, Нет. понравится, когда вот рот откроет, вот, да, внешне не очень, но, может быть, потом как-то что-нибудь что-нибудь зацепит. Но дело в том, что у непривлекательных парней, у непривлекательных мужчин вообще нет шансов даже на то, чтобы сблизиться с какой-то женщиной у Но я тебе большинства. Ну, рассказала случай непривлекательного мужчины. ну, это, Ботан вообще никакой. Но у меня живет сосед, ну, вообще просто вот абсолютно обычная внешность ботана. Надеюсь, меня сосед не услышит. Но, понимаешь, вот меня как женщину, я ехала летом с арбузом, у меня постоянно случаи какие-то с арбузом, потому что я люблю арбузы. И он мне в лифте, а у него что-то с ногой, и он был с палочкой. Ну, он молодой парень. И он говорит: "Давайте я вам помогу".
ну, поднять и донести. Я говорю: "Не надо". И он просто даже без спроса взял этот пакет с 10-килограммовым арбузом и понес мне до квартиры. Понимаешь, вот этот субтильный ботан, который я вообще смотрю, думаю, ну, он на Шурика похож из "Приключения Шурика". Я Понимаешь, так и не и у понял. меня этот мужчина в глазах, он уже вырос. Я уже на него по-другому посмотрела. Вот Зайду это вот женщина, зайду с пойми. другой стороны. Я зайду с другой стороны сейчас. Давай. Вот просто точно, точечно. Я не буду ходить вокруг да около, спрошу как есть. А вариант, когда вы будете, когда будет интимная близость, как тебе это вот? Ты, ну, нормально это было бы вот с этим ботаном или нет? Вот спрашиваю вопрос в лоб. Вот то, что он хороший, богатый внутренний мир и так далее, это все великолепно и прекрасно. Когда уже близость, то есть мужчине что нужно от женщины? В принципе, как и женщине, ну, я за женщин не буду Нет. говорить. Не, подожди, не перебивай. За женщин, подожди, за женщин, вот женщины любят, как только где-то что-то услышали, не то, даже не успел еще ничего сказать. На- За женщин я поправился, ты сама А там скажешь. просто писали, где экшен, слишком спокойный стрим. Ну Вот у вот, нас, видишь, вот, идет вот он накал. экшен. Так вот, я и спрашиваю. Как с интимом-то? И вот как ребята, ну, ты вообще представляла, не представляла, как? Или потом там, ну, притереться надо и так далее. Вот как? Я тебе говорю, смотри, если мужчина красавец, но он открыл рот, и он глупый, то у женщины и девушки, как правило, это мужчина на один раз. В принципе, как у мужчины девушка на один раз. Все, женщина, а у нее просто автоматически, я говорю о нормальной женщине, не которая с головой что-то не в порядке. У нормальной женщины все просто, все желание с этим мужчиной быть, оно отпадет. Это будет мужчина на один раз. Для мужчины важен интеллект, ум его, как он мыслит. Поэтому очень важно, эм, когда знакомится мужчина, не выдавать все. Вот есть мужчины, которые начинают знакомиться, они давай все про себя рассказывать. Мгм. Я вообще не хочу, даже не готова к этой ко всей информации. Он мне уже все выдал про себя. Чё у него какие Мгм. проблемы там. На работе там этот, начальник его там не оценивает нормально. С мамой у него проблемы. Вот из детства. Все мне просто рассказал, и как, и все мне вообще неинтересно становится. Вот какой бы он, понимаешь, какой бы ни был красавец, пойми. Я про Вот в ботана чем. спрашивал, я про ботана же спрашивал. Вот, Что я ну да, представляю я вот, себя. да, как, да, вот интимная близость, как думаешь, состоялась бы или нет? Ну вот, У меня с ним даже такое думать ну, не хочу. ну, давай так как-то, можешь как-то можешь напрямую ответить, мы же тут ничего не показываем. У нас же люди хотят экшен. Ну вот я пытаюсь какой-то конкретики все-таки добиться, и у меня не получается. Вот Смотри, давай все-таки, еще раз. Еще раз если я вот, все если, да, разложу все свои мысли. Если нет, мужчина вопрос да или нет, был как возможен или невозможен, или через какое-то время, я не то могу по даже поводу. так, я не могу тебе даже ответить. Во-первых, он с девушкой. Я настолько, пойми, в этом плане такой человек, что я даже вот ты знаешь, чтобы понимать, вот какой я человек в этом плане, вот мне очень понравился Павел Воля, когда его начали в интервью спрашивать про других женщин, которые у него были. Он сказал: "У меня в моей жизни была только Лейсан". Вот это, вот это про меня, понимаешь? То есть я Я даже понял. не хочу это обсуждать, что я себя с кем-то представляла в постели. Ну, я понял. Ну, Давай бывают просто неудобные, не, смотри. бывают неудобные вопросы. Если я задаю тебе неудобные вопросы, я, конечно, дико извиняюсь, но Не-не-не, я все в уже не знал, я, порядке. я уже Просто не у знал, него девушка, и поэтому с какой, я даже с мысли какой такой стороны нету. зайти, с какой стороны зайти просто, чтобы все-таки получить, ну не то, что получить, чтобы ты дала ответ все-таки более конкретный. Если что-то не так, видишь, я старался же как-то вот нивелировать, но не получилось. Вот в лоб пришлось задавать вопрос, а по-другому никак. Вот. Кстати, по поводу осознанной женщины, я просил поставить плюсы и минусы, и вот Очень много там, минусов. ну Мало вот кто видишь, как встречал. получается.
где же эти женщины-то осознанные, где их искать? Ну Нужно вот ты, работать над. я понимаю, ты осознанная женщина, ну понятное дело, да? Но может быть это единичные случаи все-таки, нет? М, ну, на Судя самом деле, судя я, по конечно. минусам. Мгм. Я не хочу, конечно, тут про себя ничего говорить. Во-первых, очень много на моем канале, в том числе, зрителей, которые мне не верят. Они считают, что я, ну, просто там как-то рисуюсь, какой-то хайп ловлю. Я, правда, не понимаю, что мне от этого хайпа. Ну, вот ловлю я его, а дальше чего я с ним Мгм. делать-то буду? Или какие-то, ну, вот подписчики. Во-первых, я даже не произношу это. Ну и что? А Вот у меня будет много Что комментарий мне от прочитаешь? от этого всего? Я просто не очень понять могу. Вот, Мгм. но мне пишут, надо отметить, что мой канал как-то поселяет надежды на то, что есть такие женщины, которых вот зрители видят, ну, то, что я транслирую. То есть я транслирую это от души, искренне, а там уже кто верит, кто не верит, я уже с этим ничего поделать не могу. Но, Согласен с тобой. Мгм. на самом деле у меня путь мой осознанности, он был тоже нелегкий. Это было связано даже не столько прям уж прям с отношениями, а сколько в принципе в жизни. Потому что у меня были печальные моменты в жизни, когда уходили близкие, и много разных непростых ситуаций, которые я переживала. И, с этим также, конечно, всякие взаимоотношения с людьми, на работе в том числе. И я просто, ну, делала для себя выводы, сама старалась становиться лучше. То есть вот всегда очень хороший вопрос, на самом деле, нужно задавать, и когда ты задумываешься о том, что сейчас ты хотел какие-то отношения, и ты представляешь их, потому что нам просто представить, кого мы хотим, а вот, задать себе вопрос, а хотел бы ты сейчас сам с собой встречаться, вот таким, какой ты есть? Мгм. И достоин ли того человека, которого ты себе нарисовал в жизни? Вот я, например, отвечала, когда меня спрашивали там периодически: "Вер, почему ты одна? Чё у тя отношений нету?" Ну, это вот там еще там какое-то время назад было, долгое время. А, я говорю: "А я еще не готова для отношений, которые я хочу, и какого человека я хочу встретить. Я сама еще не готова". Хотя, конечно, там со мной знакомились и все, но просто я понимала, что нет, это вообще все не то. Мне еще Мгм. нужно, как-то себя доработать. Мне нужно, расти вот до тех отношений, которые я хочу. Ну, и чтобы я сама тоже. Потому что, ну, получается очень часто, что мы требуем что-то от, других, от женщины, которую мы хотим встретить, а от себя, получается, мы не требуем. Вот мне очень нравятся осознанные комментарии, которые мне пишут на канале у меня. Это когда мужчина, вот, точнее, даже не мужчина, это молодой парень. Он говорит: "У меня были отношения, они были вообще дико просто неудачные". Ну, то есть там вообще было полное непонимание. Вообще мы оба не понимали, зачем вообще нам это все. Мы расстались, и я не сразу начал вообще вступать в следующие отношения. Я очень много работала над собой. Вот это вот мне очень нравится подход. А когда мужчина только, одни отношения закончились, уже другие, тут я вот это вот вообще не очень понимаю. То есть, ну, может, у каждого свое, но ты еще, ну, еще ничего не понял. Нужно же какой-то анализ произвести. И когда, вот я спрашиваю тоже у мужчины, вот они расстались или развелся, я говорю: "А ты в чем виноват?" Он говорит: "А я ни в чем не виноват, это жена моя, все". Но мне сразу все понятно становится про мужчину. То есть мужчина, который считает, что он ни в чем вообще не виноват. Если открыть на самом деле, комментарии, почитать женщин, которые пишут про мужчин, там будет просто вагон и маленькая тележка тоже недовольства. То есть очень много недовольства у женщин к мужчинам сейчас и также в обратную сторону. То есть все друг друга просто колоссально не понимают. Да, я понял. Я с тобой согласен, претензий у обеих полов друг к другу очень много, вот поэтому ничего не получается. Я вот про себя могу сказать, да, что я целенаправленно, как я говорил, не собираюсь, в принципе, никого искать и так далее. Вот у меня просто в жизни уже много там всего было и отношения. Слава богу, только не было брака государственного.
спасибо Всевышнему, но я подавал, ну, заявление один раз я подал, и многие знают, я даже документы из госуслуг, через госуслуги я платил пошлину, 264 рубля, по-моему, я как помню. 1 июня 2018 года я должен был бракосочетаться. Ну, слава богу, Бог отвел, потому что, ну, реально, я не подходил этой женщине, и женщина мне не подходила. То есть у меня претензий к моим бывшим, так скажем, девушкам каким-то, потенциальным женам, у меня нет претензий никаких, честно. Они мне не ломали там сильно жизнь и так далее. То есть я умею брать ответственность за свои поступки сам, да, за себя. Вот, то есть я же выбрал эту женщину, соответственно, это мой косяк. Так же, как, вот, понимаешь, некоторые женщины, вот, я не говорю про всех, так же, как и мужчины, кстати, некоторые, не берут ответственность за свои поступки, то есть они же сделали неправильный выбор. Ну, понятно, что в течение жизни, там, мнение женщины, что Согласна. мужчины, но очень часто бывает, вот, когда женские паблики посмотришь или каналы, там с ног до головы поливают так мужчин, они такие, сякие и так далее. Мы на мужских каналах такого себе не позволяем. Ну, я, по крайней мере, точно. У меня очень мягкий, взвешенный канал. И моя точка зрения, ну, ты, если смотрела мои ролики, я сейчас, в принципе, не обвиняю там в чем-то всех женщин и так далее. Я рад, если гармоничные отношения какие-то получатся, ради бога. Не, ну мы с тобой, надо ребятам сказать, что мы, конечно, с Максимом какое-то небольшое, там, сколько мы с тобой там на связи были, наверное, где-то минут 20, да, общались сначала, это Ну, полчаса да, где-то. да, да. Ну, я поняла, что у тебя нет никакого пренебрежения к женщинам, то есть ты достаточно уважительно, очень деликатно, поэтому, ну, отзываешься о женщинах. Поэтому мне, в общем-то, и было интересно с тобой пообщаться, потому что надо сказать, что мне предлагали ну, разные авторы делать совместный стрим, но вот именно как ты отзываешься о женщинах, мне вот очень приятно это. Поэтому я не Да, удивлена, спасибо. что у тебя очень на канале такие зрители, которые тоже достаточно в мягкой форме обсуждают женщин. А потому что я считаю, что негативно, ну, держать в себе негатив, понятно, что есть индивидуальные случаи, когда женщины там обувают по полной программе мужчин, там и разводы, там такие жесткие истории бывают, ну, там не за что любить женщину, реально. Бывает такое. Вот, но в моем случае такого не было. Ну, в принципе, я не вижу смысла уходить в негатив и там кого-то не видеть. Это не решает проблему. То есть все-таки мой канал создан для того, чтобы, так же, как и твой, я так понял, чтобы помочь все-таки мужчинам, в первую очередь, понять, что происходит, озвучить мужские проблемы и так далее. Найти какие-то пути, какие-то точки соприкосновения, выходы какие-то, да, направления задать. Поэтому я же почему все вот это и спрашиваю, там, про внешность, про все остальное. Я на каждом стриме женщине эти вопросы задаю. Почему не получается, да? Чтобы мужчины могли послушать точку зрения женщины. Вот. И твоя точка зрения, она отличается от тех женщин, с которыми у меня были стримы, по крайней мере. Те были более прямолинейные, ну как, я не говорю, что это не прямолинейные, да, но они более точечно, ну, то есть более точно отвечали, да, вот на мои вопросы, так скажем. Я не говорю, что ты как-то отвечаешь. Щас, Ну, прости, какие-то пожалуйста, субъективные что точки зрения. значит точно? И знаешь, Ну, бывает такое, ты ну, задаешь смотри, вопрос, утвердительно, ты хочешь однозначно. получить ответ, который, Да. ну, как бы подходит, да? Да не подходит. Если бы ты сказала "да", вот в том, да, про ботаника, все, вопросов нет. Нет, нет. То есть не то чтобы мне подходит, я прекрасно понимаю, что женщина думает по-другому совершенно. То есть поэтому я и не держу зла-то особо на них. То есть я понимаю, почему эти процессы происходят. Это, ну, это не тема стрима, потому что это очень долго. Можно на 17 часов я тут могу рассказать, почему так происходит и так далее. Почему Просто вообще, вот эта внешность, почему понимаешь, она сформируем вот не про внешность, только на почему начальном этапе, эта внешность, пойми не просто. я понял. Но дело сейчас не я сейчас не про внешность, вот Да, да. я говорю о причинах, почему не получается не только во внешности. Внешность это было и в 19 веке, там люди смотрели друг на друга, и в 20-м, и в 21-м. Причины, то есть почему у нас получилось так, что вот почему такое поведение женщин сформировалось и мужчин. Это же длительный процесс был. Это и как минимум 100 лет. Понимаешь? Вот поэтому мы имеем то, что имеем. То есть и отчасти тут обвинять в чем-то там женщин, мужчин,
Ну, как-то очень странно, если более глубоко в этот вопрос вникнуть. Но я не буду сейчас в это уходить, это очень долгая тема, это больше с историей связано. Я изучаю эти вопросы, вот, и поэтому у меня, в принципе, никаких обид, так скажем, на женщин ну, нет, да, если обобщать. Если говорить про каких-то конкретных женщин, то, конечно же, есть там, да, на что и таить зло и так далее. Но это на конкретных женщин, которые были в моей жизни. Да, вот. И то я прекрасно понимаю, почему они так себя вели. Ну, вот. Может быть, чат почитаем? Есть такое Давай, желание? Обещал. давай. Давай, я вот дам тебе такую возможность первой почитать чат, может быть, какие-то вопросы интересные. Там, кстати, по-моему, был тебе вопрос, я сейчас посмотрю, через донат. Сейчас я вот здесь вот гляну, потому что у меня чат убежал. Если сейчас я его найду, я на ноутбуке посмотрю. Так, вот Клаус Ман задает вопрос, почему женщины препятствуют общению с детьми после развода? Это за тебе Потому вопрос, что скорее всего. потому что женщина часто, начинает манипулировать ребенком. Мгм. Это все, да, такой ответ? Ну, как бы, это на самом деле частая история. Вот сейчас, особенно с этими законами, мужчины как раз таки, и у меня тоже на канале пишут, что Мгм. какой смысл вообще заводить сейчас детей. Когда я стала записывать, видео свои про отношения, я была удивлена, какое количество. Я-то думала, что все мужчины мечтают о детях, а мужчины мне начали писать многие, что какой смысл вообще заводить детей, если у тебя их отберут просто сразу же, при Ясно. разводе. И поэтому почему женщина препятствует? Ну, во-первых, потому что она не очень осознанная, к сожалению, потому что, это дикая ошибка, которую совершают, женщины. Я считаю, но здесь нужно разбираться, насколько адекватны оба человека, понимаешь? Если, например, ну, я думаю, зритель, который интересуется, он, адекватный, вот, и часто это, да, к сожалению, женщины таким образом манипулируют. Вот, так вот она решила не давать, и, вот так вот. Ну, Мгм. я бы так не поступала. Но у каждого, конечно, частные случаи. Здесь можно посочувствовать, что так. И, кстати говоря, часто же потом дети, вот я тоже много знаю случаев, когда предоставляется возможность, буквально недавно тоже разбирала, когда девочка вот уже там совершеннолетняя, она в итоге сказала, что я с папой хочу быть. Вот у них развод случился, она говорит, я только с папой. Вот очень много детей, которые хотят действительно жить с папой, а не с мамой. Вот. Здесь вот, к сожалению, брак — это вообще, это такая лотерея. Выиграешь ты, не выиграешь, и, потом действительно тебе приходится как-то, выманивать вот это время на ребенка, чтобы повидаться. Здесь, конечно, нужно 100 раз подумать. Я бы, конечно, не хотела бы в такой ситуации оказываться. Ну, на месте мужчины. Мгм. Очень жалко, что так происходит сейчас. И для ребенка, конечно, просто родители некоторые не задумываются, а это же полностью вообще, меняет вот ребенка с детства. Уже все какие-то психологические моменты будут. Просто некоторые мыслят так очень как бы по-земному, скажем так, они не думают, думают: "Да какие проблемы, что там, растет и растет ребенок". Но потом это все на подсознание откладывается, и потом у ребенка свои будут какие-то проблемы там с этим. Так что Мгм. все это, Я понял. конечно, очень печально. Так, мы хотели чат, да, почитать? Да. Ну, Друзья, давай. те, кто отправил донат, я чуть попозже зачитаю. Просто ко мне донат один поступил, не знаю, может быть, Вирушу тоже. Мы сейчас почитаем чат, а потом к донатам, если они там, ну, по крайней мере, один есть, мы перейдем. Вот, давай посмотрим, что пишут наши зрители. Это, кстати, был вопрос из чата, который ты сейчас, на Ну который вот ты сейчас внешность отвечаешь. парня важна. Вот последний сейчас я пока вижу сообщение. Видимо, молодой человек не был на нашем начальном этапе обсуждения. Так.
Про внешность, да, уже было, друзья, мы уже обсудили. Это, наверное, большую часть, пока большую часть стрима мы обсуждали внешность. Ну, я бы просто, знаешь, вот Потому по что это внешности бы вопрос добавила. острый, и все-таки Смотри, я бы что по внешности добавила? Вот, у нас какая история происходит? Мужчины хотят, чтобы девушки были привлекательные. Ну, чаще всего так происходит. Никто не хочет себе серую мышку, замухрушку какую-то, какая-то, вон у меня тоже там, почему нет, знакомые. не права ты абсолютно. Конечно, но женщине-то тоже хочется, чтобы мужчина за собой ухаживал минимально. Вот Понимаешь, я а же об когда этом и подходит говорю. мужчина с животом, например, у меня сразу: он ленивый, любит есть пельмени. Я, например, дико слежу за питанием. Это непросто иногда. А богатый внутренний мир его как же? А если он мужчина, там, Но все может добытчик, поменяться для добытчик, некоторых женщин. Если он с кэшем, понимаешь, то все. То есть он чем-то выделяется, понимаешь? Я просто так не мыслю. Для меня этот мужчина все просто сразу. То есть ленивый, с мгм. животом — это все как бы спасибо. Безответственный, да? Внешность мы Мгм. же обсуждаем, ну, как бы для меня внешность — это больше все таки лицо, да, ну и как бы какое-то там тело. Но я бы Ну, что смотри. делала? Я, например, хожу в фитнес-зал. Ага. Очень активно через день я занимаюсь. И мне бы очень хотелось, чтобы, например, мужчина рядом тоже бы ходил в фитнес. Чё это я хожу, а он никуда а он никуда не ходит, например. Ну, то есть, если мы говорим, что, то есть, ну, как бы, я слежу за собой, а он будет на диване с животом. Это как? Нет. Ну, ну, как? Вот так вот. Ну вот, вот так вот. То есть Полюби, он полюби меня такого, какой я есть. Нет, так не пойдет. всего какой есть. Полюби меня такого, какой я есть, с Но это животом, очень легкая, это вылечить. самая легкая позиция в жизни. Я тоже могу сейчас достать все свои пироженки, которые я там у меня есть, припасены. Печенье, сидеть днями и ночами есть и думать: "Ну, меня полюбят такой, какая я есть". Вот сами мужчины говорят, что лучше всего знакомиться, где тебе близко. Ну, сам какой-то, например, в спортзале, да, к примеру. Мгм. Когда ты сам занимаешься спортом, и девушка тоже занимается спортом. То есть не обязательно, чтобы у нее там было попа орех, но при этом как бы, то есть уже какое-то сближение будет на темы того, что вам обоим спорт нравится. Потому что еще одна причина проблемы знакомства мужчин, которые совершают ошибки, сложно, например, найти точки взаимодействия, с чего начать диалог вообще. Поэтому Мгм. начинаются вот эти фразы какие-то пикаперские или какие-то фразы, не знаю. Мне вот чем искреннее, тем лучше. Вот это вот: "Ай, какая красавица там!" Нет, сразу. Или там: "Ах, какой персик!" Нет. Понимаешь? Ну, а чё, нет? Нет, некоторым Нет. нравится женщина, некоторым Нет, ты нравится, знаешь, да. мне было бы гораздо проще, если просто мужчина подошел и сказал: "Девушка, можно вас просто пригласить куда-то?" Или не знаю, там, ну, просто, ну да, надо же куда-то пригласить. Получается, девушка идет куда-то. У меня просто было интересное знакомство, вот что называется, в памяти осталось. Мгм. Я себе загадала, чтобы мне мужчина, вот просто абстрактно, написал стих. И я привлекла мужчину, который меня попросил не номер телефона, он попросил мою почту, чтобы отправить стих, потому что он меня увидел, мой образ. Я тогда была в юбке, такая на каблучках шла, зимой такая в шубке в короткой. Мгм. И он сказал: "Вот у меня только что в голове возник стих". И он мне на почту отправил стих. Вот. Это было очень романтично, кстати говоря. И никакого подката, понимаешь, вот этого такого. "Эй, Вот красотка, да, телефон?" вот, я извиняюсь, я, рекомендую очень часто мужчинам, тоже, да, подходить нестандартно. То есть, ну, не вот этот классический, даже вот то, что ты сказал, это классический подход больше. Эй, красотка, Персик? там туда-сюда, Да. девушка, ой, девушка, какая вы красивая и так далее и тому подобное. Но это, как правило, дело в том, что
это не работает, почему женщины мне объясняют. Я сейчас закончу мысль, да, потом ты прокомментируешь. Э, Женщины, которые даже были на стриме у меня, они говорят следующее. Этого много, Максим. Они достали просто. У них у всех банальное «привет», ты красивая, дай Инстаграм, дай телефон, пойдем на кофе. И вот от переизбытка просто уже болевать очень многим женщинам хочется. То есть поэтому я всегда, если мужчинам каким-то и хочется знакомиться, да, есть такие у меня на канале, и какие-то отношения хотят, да, без знакомства не получится ничего, наверное, все-таки. Вот. Нестандартный подход какой-то. Ну вот, допустим, в магазине я очень люблю знакомиться. Что-нибудь спросить у женщины, да, вот она одна. Я вижу, что она одна в хорошем расположении духа, ну, более-менее все равно это заметно. Где-нибудь там шампанское условно выбирает или там вино в пятницу, в субботу, ну, в какой-то день, когда на расслабоне. Я могу что-то там у нее спросить и так далее. Если я вижу, что ну, женщина как-то симпатизирует, да, она готова идти на контакт, я продолжаю. То есть это все-таки нестандартный подход и без цели знакомства. Потому что очень многие женщины прям реально жалуются на то, что к ним подходит по 10, по 20 человек в день. Вот я жил когда в Батуми, в Грузии, проводил стрим Лиля, зовут женщину, ей 30 лет. Она Мгм. блондинка, ну, там все, да, симпатичная женщина. Вот. И пока она шла ко мне на стрим, она шла полчаса по набережной, к ней подошло 10 человек. 10. Или 7, или 10. Я уже точно не помню. Я говорю, и что? Он говорит, ну да, все со стандартными вот этими кафе, ресторан, и грузины, и русские, и не русские, то есть кто только не подходил, разных возрастов. Я говорю, и что? Он говорит, я всем отказала. Всем. И я, говорит, и я так делаю всегда, потому что мне надоело вот это вот ежедневные стандартные подходы. И вторая женщина то же самое говорила, и третья, и многие-многие другие. То есть, почему мужчины еще не хотят подходить к женщинам? Они заведомо знают, что, скорее всего, будет отказ. Но отказ получают очень многие мужчины, ты об этом прекрасно знаешь. Вам, женщинам, все-таки, ты об этом знаешь, потому что ты канал такой ведешь, да, и ты, наверное, сама отказываешь наверняка. Кстати, очень хороший вопрос. Ну, ты же многим мужчинам отказываешь, а тебе, Да, я наверное, а отказываю. тебе никто не отказывает в знакомстве, понимаешь? В чем разница-то? Я И мы понимаю. равняем На себя самом по деле, я величине. понимаю здесь позицию мужчины, что мужчине приходится подходить, но тоже, знаете, давайте мы не будем все таки забывать, что, ну, вот если бы я была мужчиной, понимаешь, я сама по себе такая, по характеру, ну, активная. То есть, мне кажется, что если бы я была мужчиной, ну, какой-то, я не знаю, конечно, сложно так рассуждать, но ну, тоже, какую-то активность надо проявлять. Если ты сидишь, ничего не делаешь, то оно к тебе само, ну, может, и не вообще в жизни ничего не приплывет. Как знаешь, вот я долгое время, много-много лет потратила на то, чтобы я думала: "Ну, вот если оно мое", ну, не касаемо отношений, а касаемо там Мгм. реализации, работы, я думала: но если мое, то оно точно у меня появится в жизни. Ничего не появится, потому что в жизни нужно трудиться, в жизни нужно крутиться, что то делать. Понимаешь? А получается, сейчас мужчины, я не знакомиться не буду, пусть сами ко мне подходят. Да никто к вам сам не подойдет. Тем более, если мы говорим про среднестатистического мужчину. Понимаешь, Да, опять же, нужно чем-то согласен. выделяться. Вот. Согласен с тобой, да, абсолютно верно. У среднестатистического мужчины, еще называют их таким словом поганым, называется, ну, нормисом, да, сленг такой есть молодежный. К нормису, ну, чтобы было понятно, да, вряд ли, конечно, кто-то подойдет. Вряд ли. А если человек еще ниже, да, вот этого уровня среднего, ну, я имею в виду мужчина, то там вообще без шансов. У него даже при подходе-то шансов нет. Ну, понятно, что они немножко вырастают. Но даже у Нормиса. То есть женщины, я что слышал, не то что слышал, а вот поведение само продиктовывает такую интересную вещь, что большинство мужчин женщинам не нужны. То есть, ну, вот эти нормисы обыкновенные, да, с животиком, с пузиком, без пузика и так далее. То есть, просто не нужны. И очень много подходов. Вот ты говоришь про действия.
женщин вот тоже как игра в одни ворота получается. То есть получается, мы должны действовать, а женщины ничего не должны делать. Ну, я понимаю, что жизнь такая, да, что женщины сейчас избалованы вниманием, и они первыми подходить не будут. Во-первых, и мне даже страшно представить, если какой-то женщине отказать, тем более красивой. А такое есть. Она же с Ну, ума будет сходить. Она будет с ума сходить. Она всех отодвинет вокруг вот этих вот, как же помягче сказать, френдзонщиков, да, вот этих вот всех, да, которых много вокруг, и будет смотреть, значит, в зеркало, скорее всего, что же с ней не так, и почему этот мужчина ей отказал. То есть он ее чем-то хорошо, зацепит. можно я Он тебе вопрос выделяется. Можно я тебе вопрос задам? Смотри, Конечно. тебе бы понравилась женщина, которая взяла бы все в свои руки? Она к тебе подходит, она такая активная, она тебе звонит, названивает: Мгм. "Максим, слушай, ты когда вообще пойдешь со мной гулять?" А ты такой занятой и думаешь: "Чё ты вообще?" Ну, понимаешь, мужчина по природе, ну, не мне тебе рассказывать, все таки свободолюбивые больше, чем женщины. Так И а? так ты это вопрос или это Это продолжение? вопрос. Тебе бы понравилась такая активная женщина в твоей жизни, Я, которая бы взяла, сама бы подошла, такая да, все решает? Так это же потом на отношениях будет сказываться. Мужчины у нас интересные. Они хотят жить в патриархате, чтобы женщина их слушалась, но при этом сейчас женщины должны сами подходить знакомиться. Вы хотите какую-то нежнятину девушку, или вы хотите активную такую, как эмансипированные девушки? Надо прям активно. определиться. Не, смотри, тут немножко это называется уход в крайность. То, что ты говоришь, это, Мгм. это называется навязчивость. Навязчивость не нравится ни женщинам, ни мужчинам. Вот то, что ты описал, это навязчивость. Ко мне, кстати, я сейчас не хвалюсь, но в более, наверное, юном возрасте ко мне женщины подходили знакомиться первыми, и ничего страшного не было. Причем это не выглядело навязчиво. Просто мужчина, а можно с вами познакомиться, а можно вас пригласить на танец, ну, когда это в ресторане. Такие случаи были, и мне это было приятно, знаешь ли. Вот. Ну, просто это сложно представить. А то, что ты говоришь, это навязчивость. А Это так никому оно не обычно и понравится. происходит, если девушка начинает. Это приятно, я знаю. Для мужчин приятно, когда девушка. Я вот знаешь, как за какое знакомство? За Мгм. то, чтобы, для мужчины, очень важно выбрать самому женщину. Вот ты согласен с этим? Вот если сама женщина подойдет и будет проявлять внимание, а ты к женщине как-то вот, ну, так присматриваешься. Мужчина же не так это работает. Ну, это Мужчине вот получается, то, что сейчас и я и понял всё. тебя. Он понял, что вот она, вот нравится она мне. Ну, это то, что сейчас происходит, когда мужчина подходит к женщине, и женщина присматривается, да, ну, то есть, ну, да, вроде и ничего, а может быть, отшить, послать, сказать, что у меня муж есть и так далее. То есть, э, я понимаю прекрасно, все равно выбор, то есть, ну, если мне женщина не понравится, я отказывал женщинам. Очень часто это было, когда ко мне подходили, и мне женщина не нравилась, я им отказывал. Ты бы видела, какая реакция, конечно. Мне было Ну, страшно конечно. потом рядом находиться где-нибудь в ресторане, не дай бог, какая-то бутылка в голову не прилетит. Это неприятно, естественно. Понятное дело, что мы выбираем, да, ну, когда про мужчину говорят очень сложно, иногда мужчины просто вынуждены брать то, что есть, потому что выбора нет. Это про тех же мы говорим нормисов и ниже нормисов, которые, ну, это жизнь, это факт. Просто я как мужчина говорю, который общается с большим количеством мужчин, и который все это знает. Женщине очень тяжело это понять. Очень тяжело. Даже самая серая мышка, средненькая, да, девчонка, там, женщина, ну, такая приятная она внешность, но не супер красавица. Она Мгм. пользуется огромным спросом. Она пользуется огромным спросом со стороны даже и богатых, и привлекательных, и так далее. То есть там проблем никаких абсолютно нет. И вот ты говорила, хотим мы там мышку, не мышку. Да многие хотят. Вот, но не получается ничего. Просто не получается. А то, что ты говоришь про выбор, естественно, хотелось бы выбирать. Я всегда говорю мужчинам, ну, нужно все-таки создавать для себя такие условия и выходить из вот этих нормисов, да, условно, для того, чтобы это тем, кому надо. Я еще раз говорю, многим мужчинам не надо это вообще ничего, чтобы все уже было. А тем, кому нужны отношения и качественные, и гармоничные, чтобы так не унижаться, вот то, что происходит, когда мы подходим к женщине и получаем 28 тысяч отказов,
Это, извините меня, унижение. Это просто, когда роняют самооценку ниже Ну, плинтуса. это самооценка, да, падает очень, да. Так это происходит 10 раз он подойдет, ему 10 раз уронили самооценку. А она ничего не потеряла. Она получила знак внимания и поняла, что она сексуально востребована. И все. То Я есть, понимаешь, понимаю. вот что происходит. Поэтому я всегда говорю мужчинам так, рекомендую, не советую, рекомендую. Выходите из этих нормисов, кому нужны отношения. На полголовы хотя бы будьте лучше. Вот как ты говоришь, Согласна. уникальные, оригинальные, выделялись как-то и так далее. Внешность, деньги, наверное, там это, а когда это все в совокупности, у него уже выбор. И женщины сами этих мужчин ищут. Я Согласна, абсолютно. 100%. Просто в чем Женщинам проблема? очень Женщины... нравятся занятые мужчины, как и мужчинам нравятся тоже женщины, не которые сидят и просто ждут мужчину постоянно, которые тоже чем-то занимаются. Поэтому если мужчина будет целеустремленный, занятый, какой-то серьезный, мне, например, вот если говорить про финансовую составляющую, важна ли она для меня, мне Да. скорее важно, вот именно, чтобы в человеке видеть вот эту цельность. Пусть он Мгм. будет, только на начальном этапе, пусть у него нету денег, но если я вижу, что он стремится, он хочет как-то развиваться, он внутренне уверен, есть чувство собственного достоинства. Получается, что много мужчин, ну, немного мужчин, я не нет, немного, но некоторые мужчины, вот которые мне тоже пишут, вот у меня, например, мне просили консультацию. Молодой человек, он мне пишет: "Что мне делать? У меня проблемы с женой". Вот, в принципе, я понимаю, конечно, вопрос спросить. Я говорю: "Ну, вы поймите, я же не могу, это нужно жену же спрашивать тоже. Вы мне будете рассказывать свою точку зрения, ну, свою позицию. Каждый одеяло тянет на себя всегда. Нужно еще послушать женщину, чем она была недовольна". Мгм. Понимаешь? И я потом подумала, думаю, вот если бы мой мужчина с кем-то советовался, ну, то есть как-то, не знаю, понимаешь, не знаю. Но в любом случае ты правильно говоришь, то, что мужчина должен, ну, тоже расти, он не должен останавливаться. А женщина, вот если говорить про женщин, женская тоже позиция, женщины начинают тянуть мужчин: "Ну давай, давай сделаем". Я тоже знаю таких мужчин, которые после свадьбы расслабились, ничего вообще не делают. Не просто, они еще как-то там что то девушку могли завоевать, после свадьбы вообще Мгм. ничего, никакой не самореализации, работу он бросил, он сидит дома, его все это устраивает. Но женщину-то это не устраивает с двумя детьми. Понимаешь? То есть нужно не останавливаться, нужно расти. У нас сейчас такое время мы проходим вообще, в мире происходит, а, переустановка такая очень, переформатирование такое очень сильное. Плюс, все вот эти вот, щас, кризисов постоянно много, да, но сейчас уже какие-то глобальные кризисы, плюс разные ситуации, да, сейчас сложные с нашей страной. И, мне кажется, что это такой поворотный момент для людей, те, кто, скажем так, останутся на плаву, которые готовы выживать, которые готовы становиться лучше, которые готовы бороться, за то, чтобы жить лучше, стремиться к чему-то. Потому что цены растут, да. Кто-то себе скажет: "Ну, я все, я уже вообще, я никак, я не отношения не могу потянуть, я ничего не могу". И расслабиться. Вот ему хватает там на хлеб с маслом и достаточно. А кто-то скажет: "Нет, я буду, значит, надо больше зарабатывать, значит, надо стараться, трудиться". И пойдет, понимаешь, в рост. И Мгм. какая-то часть, она, ну, пойдет дальше, какая-то вот останется. Ну, так, наверно, было всегда, я не знаю. Но я за то, чтобы расти, я за то, чтобы двигаться, я за то, чтобы и таким образом, когда ты сам в движении, женщины будут притягиваться просто автоматически. Женщины обожают. Вот я слышала голливудского актера, который сказал, он говорит: "Вы знаете, в чем секрет, чтобы ты нравился женщинам? Занимайся своим любимым делом, э, люби себя в том числе, да, вот это чувство собственного достоинства. Все, женщины будут сами притягиваться, они будут стараться хоть как-то в твой вот этот активный график попасть. Захочется это делать, когда женщина понимает, что мужчина занятой".
Вот, понимаешь? То есть здесь, М. должно комплекс такой быть. Да, я понимаю, о чем ты говоришь, и примерно то же самое, ну, плюс-минус, ну, с мужской точки зрения я говорю своей аудитории, которым еще отношения интересны. Вот, у меня какой еще вопрос вылетел из головы, что-то еще хотел спросить. Все-таки, все-таки, вот как, давай вот просто вопрос этот подытожим, да, вот какие Давай. проблемы и так далее. И потом уже перейдем к чату, все-таки мы обещали, что общаемся с аудиторией, ответим на донаты и так далее. Все-таки каким образом вот молодому парню, да, вот 25 лет условно, 25 лет, потому что у молодых ребят очень большие проблемы с ровесницами. Вот как ему подойти, ну даже 25-30, пусть для любого мужчины, давай возьмем. Как ему подойти к женщине, чтобы ну, с большей эффективностью, чтобы это знакомство было, ну, хоть как-то приближено к удачному знакомству и не получить отказ. Вот что делать? Что делать? Вот по пунктам, если можно. Мгм. По порядку. По пунктам. Быть уверенным, не, тушеваться вот так вот. Нужно, сначала понять, что ты будешь говорить, потому что, как я уже говорила в нашем эфире, очень важно, что произносит мужчина. Ну, стоит ли затрагивать, чтобы это была какая-то приятная внешность, да? То есть, внешность человек же не выбирает, от природы. Вот он родился таким, и что ему делать? Что ему теперь отношений не иметь, что ли? Я вообще считаю, что мужчина не должен себе говорить, что он какой-то не красавец, что он какой-то. Надо найти в себе то, что вот тебя может выделять от других. Вот, то есть какой-то комплекс сделать из него плюсом и просто это развивать. Вот я бы таким образом, вот если бы я родилась, там, ну, скажем, там, мне говорят там, что я симпатичная, да, но если бы я родилась не и то, я вот, скажем так, там, ну, обладаю вот какой-то, да, такой вот, как бы, ну, опять же, как говорят со стороны, да, там, симпатичной внешностью, но тем не менее я не останавливаюсь, я ухаживаю за волосами, как многие девушки, я хожу в фитнес-зал, я сижу на диете, я не расползаюсь, я не ем все попало. Я не сижу в машине в автомакдаке, в очереди этой. А сколько народу сейчас вообще питается всем этим. Мгм. Эм, ну вот я, может, ухожу куда-то там, опять же, в крайности, ты можешь сказать. Ну, мы Но уходим опять-таки я к вопросу внешнего вида. это Опять-таки, это ну, касаемо внешнего как ни вида. То есть крути, тоже лицо, как-то, тело. ну, если ты худенький, иди в спортзал, кто тебе мешает? Э, Мы, на самом деле, вот как говорят, времени нету, можно найти. Для того, что человеку, когда нужно что-то, он найдет время для этого. Пусть идет. Я сама хожу в спортзал. Ты думаешь, там огромное количество мужчин? Да ничего подобного. Вот. Так же, как и, в принципе, и женщин тоже сейчас не такое уж прям все прям там ходят. Нет. То есть это вопрос выбора. Надо делать, себя лучше. Вот так вот я считаю. Но если мы говорим про базовую какую-то просто, вот я мужчина, я такой вот, не знаю, средней внешности. Вот я говорю еще раз, ни в коем случае мужчинам не надо говорить, что он какой-то урод, вот это слово ужасное, некрасивый. Ни в коем случае вообще, если сам человек себя считает таким, то его и окружающие будут таким считать. Это вообще надо убирать. Надо, как я самая привлекательная и обаятельная. Надо перед зеркалом. Ну, я шучу. Ну, в общем, ни в коем случае так не делайте. И как знакомиться? Вот, как я сказала, сначала нужно подумать, что вы будете говорить девушке, на какую тему. Подойти уверенно, без вот этого вот "привет", без вот лишних вот этих комплиментов, которые ты тоже. Вот лично я вообще не люблю, когда говорят комплименты в начале. Просто всё вот это: "Ты красивый" или там вот "У тя такие глаза", там. Не надо, не надо. Пусть все самое вот такое, самые такие очень приятные, где-то, может быть, там интимные комплименты касаемо там какой-то внешности,
оно потом может быть. Но не надо с самого начала эти комплименты говорить, не надо. Ну, я, по крайней мере, так вот мыслю. Мгм. Потому что, как ты правильно заметил про эту девушку, которая перестала вообще с кем-либо знакомиться из-за этих комплиментов шаблонных. Потому что ты постоянно это слышишь. И это не высокомерие, не то, что вот мы так устали, а просто это, ну, очень банально звучит. Это действительно надоело, правда. В этих словах нет искренности. То есть искренность — это когда вот человек действительно это, ну, не знаю, как это объяснить. Но я еще, видишь, такой человек, мне нужно узнать человека, чтобы вот, как-то все это, в общем, ну, в общем, у меня много мыслей. И просто вот так вот уверенно надо знакомиться. Пусть это будет искренне, пусть это где-то даже будет, может, с юмором, может быть, какой-то, ну, вот юмор, он всегда спасает. Что-то сказать, очень, чтобы это мило как-то прозвучало. Подойти, набраться смелости, и все. Ну, откажет и откажет. Надо проще относиться к отказу на самом деле. Ты так не думал? Я согласен, что, что надо проще относиться, но я сейчас скажу в каком случае. Э, Вот если вот ты говоришь про уверенность, это все верно, абсолютно. Да, Без уверенности никуда. Вот мужчине страшно. Ну, я всегда говорю, как бы с уверенностью мы, так у нас, так, сейчас посмотрю, сейчас, секундочку. Идет стрим? Идет. Так. Меня слышишь? да, да, я тебя слышу. Мгм. Да, то что-то у меня немножко лагать начал стрим. Вот, я все время мужчинам рекомендую идти туда, где вот эта уверенность отсутствует, да, где есть страх. То есть, если и подходить, то воспринимать даже отказы, ну, с точки зрения опыта. Опыта. Просто ты Да, опыт нарабатываешь, чтобы тебе не было так обидно, ну, в итоге, да. Вот. Где-то плюс-минус все равно мужчина, который живет в современном мире, он понимает, что скорее всего, ну, это реальность наша. Как бы он там позитивно не мыслил, не отправлял бы куда-то в космос вот эти вот мысли, да, вот, что там он сейчас я позитивно настроен, там все подойду, познакомлюсь, и все равно он получит отказы, как правило. Это наша реальность, то есть от этого никуда не уйти. Позитивно нужно мыслить, но в этом случае это не поможет. Это показывает практика. Вот, и подходить, тебя? да, зная в голове, что ты, скорее всего, получишь отказ, но воспринимать это как опыт. Опыт для прокачки своей уверенности. Да. Вот. Вот это нужно делать абсолютно. Я Ну, это согласен. как Это вот на работе. Ты приходишь, вот тебе, у меня, например, подруга моя, она приходила, ей 10 раз отказывали. У нее филологическое образование, она очень умная, интересная, она прекрасно знает языки. Вот, ну, не подходите, и все. У нее, кажется, Мгм. самооценка просто снизилась. Я говорю: "Юль, ты чё вообще? Ты этих всех людей не знаешь. Тебе вообще должно быть абсолютно все равно. Ну, нужно 20-30 раз сходить. Ты точно будешь кому-то нужна. Понимаешь, мы сами себе вот эту самооценку. А если посмотреть, разных, известных личностей, сколько они преодолевали, вот того, что им отказывали. Ты знаешь, например, вот эта вот, писательница Гарри Поттер, сколько ей отказывали, вообще сказали: "Вообще ваш Гарри Поттер вообще здесь никому не нужен. Вы давайте про роботов, сейчас вот будет интересно, про космос, давайте нам книги". А она Мгм. сказала: "Нет, я все таки добьюсь этого". И она столько редакций обходила, отходила. И в итоге, понимаешь, то есть, ну, я бы проще относилась. Вы подходите к девушке, вы даже вообще не знаете. Ваша самооценка, она вообще не должна от этого теряться. Я понимаю, если бы вы еще какое-то время общались, и женщина бы разочаровалась, сказала: "Ну, вообще, ну, он такое там несет, или он вообще такой". А вы подходите, по сути, мужчина подходит вообще к ней, может, она сама сумасшедшая, может, она вообще сама Мгм. недостойная какая-то, а мужчины расстраиваются из-за того, что она там им отказала. Вообще люди друг друга не знают. Ну, отказала, значит, другая какая-нибудь не откажет. Ну, я бы так вот мыслила. Чего из-за этого расстраиваться? Я просто, видишь, я и с работы легко уходила. Я такая, понимаешь, мне Я проще.
когда не получала 200 отказов или 20 отказов или 5 отказов. Очень, ну, понимаешь, мы говорим, ну, мы на разных планетах находимся, мужчины и женщины. Если можно- Ну, а что тут такого? Ну, это как бы, да, понятное дело, вроде бы взгляд женщины такой, что ничего в этом такого нет. А что чувствует мужчина, вы же не знаете. Вот. А Да я вам я хочу знаю, сказать, что это неприятно, я он, прекрасно это это не то, что понимаю. неприятно. Просто мужчине кажется, что он, он Ну, я понимаю, осознает, сниж что ему вообще, не это как нужно. будто он маленький такой, маленький червячок такой в этом мире. Да. И он не понимает, что ему делать дальше. Поэтому вот это вот, я ролик снимал, да, о проблеме тотального мужского одиночества. Это действительно существует не только в нашей стране, а по всему миру. И в Азии, и даже в арабских странах, и в Турции. Я в Турции 2 года жил и общался с местными мужчинами. У них очень огромные проблемы, несмотря на то, что там туристы какие-то Ой, приезжают. слушай, там Они вообще про турецких женщин, вообще Турки там просто сложно все, за да, там сложно. за турецких женщин они вообще не хотят. Ну как, кстати, знаешь, почему не хотят? Турецкое законодательство такое антимужское, ну как бы Жесткая, жесткая. жесткое, да, то есть бьет по мужчинам. Мне просто рассказывали вот очевидцы, так скажем, да, там, во-первых, бракоразводный процесс очень сложный. Не так-то просто это сделать, если вот детей нет, то, а если дети есть, то еще сложнее. Вот, зависит от срока пребывания в браке. Там ну, много-много. И мужчина вообще может без штанов в итоге остаться. Ну, по крайней мере, это то, что рассказывали. Я сам законодательство не читал. Ну и там, надо Но сказать, в мужчина... Турции у женщин тоже очень очень высокие требования, очень Да, высокие. да, согласен. И мужчины сами турецкие об этом говорят. Вот, Да. и меня просили эти турки, которые годами женщин не видели, в буквальном смысле. Ну, ты поняла, о чем я говорю. А вроде бы нормально и зарабатывают, и все остальное. Ну, то есть проблема существует. Они просили меня познакомить хоть с кем-то. Ну, то есть, что самое интересное, многие наши соотечественницы и, ну, вообще славянские женщины, они на Мгм. самом деле не сильно-то и хотят знакомиться. И есть, конечно, те, кто приезжает там с определенными целями, Турками но ты это имеешь в виду? минимальное количество, да, да. С турками, да. Ну, я вот 2 года прожил, встречался с разными женщинами, славянскими, да. С Да. турецкими это крайне сложно, это невозможно практически, в силу культурных и религиозных особенностей. А с женщинами, которыми там живут, это, да, славянские женщины, их много, и они одни. Они мне так и сказали: Максим, мы не хотим с турками встречаться, то есть, ну, просто не хотим. А они лезут, лезут, лезут. Есть, конечно, те, которые хотят, но я такой массовости не увидел. А я жил в курортном городе Алания, русская часть Махмутлар. Там очень много русскоговорящих. Ну, Иногда в поэтому магазин они на заходишь, сайте знакомств зависают, многие турки. а у них, да, то есть, так и наши мужчины зависают на сайтах знакомств, потому что они вынуждены это делать. Ну, я бы Проблема не же существует. зависала. Если бы я была мужчиной, я бы не была на сайте знакомств, честно могу сказать. Я бы Ну, делом если бы занималась, ты не была сидела. мужчиной, ты так не говорила. А? Если, Что? если бы ты была мужчиной, ты так не говорила, я тебе серьезно говорю. Поэтому с точки зрения женщины, конечно, там по-другому все это видится. И поэтому тотальное мужское одиночество, оно имеет, ну, просто маш- Ну, масштабное, да, хорошо, это смотри. вещь, которая видит. И Смотри, есть 62%, проблема. Тотальное мужское одиночество. да. Значит, я бы так сделала. Я бы сказала: "Так, хорошо, как мне это решить, если меня это беспокоит?" Мгм. Правильно? Надо что-то сделать с Правильно. этим. Я в своих роликах это все рассказываю, как сделать, Сидеть, что ждать делать. закона, который поменяют, Не надо ничего нет. ждать. Будет еще, я думаю, что будет только хуже. Я не думаю, что Согласен. что-то улучшится. На это надеяться не приходится. Нужно надеяться на себя. Нужно, Все значит. верно, А? верно, верно. Верно, надеяться на изменение законодательства, ну, я понимаю, там, может быть, в сфере семейного кодекса, возможно, какие-то подвижки, но даже дело не в законодательстве, а в тенденциях и социальных нормах, которые у нас на сегодняшний день существуют.
То есть есть такая социальная норма, и в нашей культуре, как одна женщина мне сказала на стриме, принято, чтобы мужчины первыми подходили, знакомились, платили, как это называется, алинизм, да, еще некоторые называют. Ну, мы сейчас не будем это обсуждать, как бы, не тема стрима. Вот, как бы вот так. И огромные запросы у женщин. Вот ты вроде бы адекватно, да, говоришь, вот каких, ну, так, насколько я понял, ну, у тебя адекватные запросы, это, как мне показалось. А у очень многих женщин эти запросы неадекватные. И одна из причин тотального мужского одиночества, это исследования проводили, это даже не мои слова. У меня в ролике все это есть. Это одна из причин, и главная причина, это завышенные требования женщин по отношению к мужчинам. Завышенные, то есть они невыполнимые. То есть женщины очень многие, не все, хотят вот таких топовых мужчин, как ты говоришь, богатых, может быть, знаменитых. Если он знаменитый, да, допустим, у него 2 миллиона подписчиков в Ютубе. Я тебе Мне не уверяю, надо знаменитого. Мне вообще не у надо него, знаменитого. не, ну а кому-то надо, кому-то надо. Это же все Ну так, исследования показывают. Это же понимаешь, не мои мужчинам мысли. надо задать вопрос тогда: а зачем мне вообще такая женщина? Пусть сидит со своими требованиями. Нужно с самого начала вот быть честным с самим собой и и с женщиной. Сказать, понимаешь, вот я знаю случаи, когда мужчины начинают с самого начала говорить: "Да, хочешь так, хочешь работать? Работай, конечно! Тебе нравится эта работа? Конечно, я вообще не против". А потом, когда уже в отношениях начинается: "Уходи с работы, мне твоя работа не нравится, сиди дома". Вот, понимаешь? Это вот с женской стороны, и таких случаев очень много, когда мужчина, а это природа мужская, чтобы мужчина хочет, понимаешь, вот опять говорю, вот это вот нелогично, когда мужчина хочет патриархат в своей семье, но при этом он не является патриархальным мужчиной. Он не может выполнять все патриархальные обязанности. Вот. И нужно быть честным с самого начала и сказать женщине: "Вот смотри, я могу это. У меня нету того-то, того-то, того-то". Всё. А мужчины многие боятся, что женщина сразу убежит. Так она, скажите сразу, вот в начале самом: "Слушай, дорогая, ты мне нравишься, но у меня нет денег". Всё, вот сразу проверка. И неизвестно, когда они появятся, к примеру. Вот. Мне вот, например, симпатичные отношения, когда с самого начала, мужчина и женщина, они, ну, не то что примерно на равных, но хотя бы, понимаешь, не история там супербогатого и, Золушки из провинции, или наоборот, когда она Голод- супербогатая и он там. Голодранка с периферии, да, если Ну быть точным. да, понимаешь, и он ее из грязи в князи, и потом она еще там пальцы вот так вот. А я хочу не столбовой дворянкой быть, а владычицей морской. Уже, понимаешь, там аппетиты Правильно. пошли. То есть, когда на равных люди, вот, например, взять каких-то, опять же, там, олигархов или каких-то там известных людей, опять же, с которыми я, например, работала. Я почитала истории, у них вообще, они жен в себе выбрали, которые сами с самого начала, вот с низов, они вместе прошли этот путь жизненный. Вот это честно. Это все Вот. красивая история, которая к реальности имеет лишь Не, ну почему, это косвенные реальные отношения. случаи. Ну, Как это это случай так? реальный, это единичные случаи. Мы же говорим о более масштабном явлении. То есть, да, то есть Ну, это все, понятно. это всё есть. А Если из любого края среднестатистических, мужчин я понимаю. но Но я сейчас говорю о том, что женщины не м, готовы. Вот оборванка даже с периферии, да, голодранка просто какая-то, она приезжает с такими запросами космическими уже. я Хотя из себя понимаю, я ничего не знаю. представляет, имеет только внешность, молодость. А оружие женщины, это современная там молодость и красота. Ну, в принципе, как это и было всегда, я думаю, в истории. Если посмотреть внимательно, почитать. Просто к этому сейчас отношение поменяли, и ценность почему-то в этом выросла резко. Причем искусственно. И сами некоторые мужчины, кстати, взвинтили эту цену. Вот, потому Конечно, что это печально просто за этим наблюдать. Некоторые женщины, которые себя вообще ничего не представляют, даже внешне, и неадекватно оценивают свою вот эту вот внешность, да, красоту, у них порой такие требования, такие запросы. Диву даешься. Вот, конечно, такие женщины отталкивают. Но вопрос, кстати, ты говоришь, зачем такая женщина нужна? Ну вот, предположим ситуацию, таких много. И у меня такое было тоже в том числе.
Вот мне ну, вот, понравилась женщина, да. Ну, вот чувствую, вот, да, мое, да, с какими-то загонами и так далее. Ну, вот нравится, тянет вот меня. Ну, пусть это, не знаю, похоть или что это такое. Но вот думает, да, мужчина все время, они, ну, любовь кто-то это называет. И все, и не может ничего с собой сделать. Таких примеров много. И вот сегодня я уже упоминал 35-летнего мужчину привлекательного, который живет в Москве и пользуется популярностью. А он до сих пор думает о той женщине, от которой он уехал. До сих пор он ничего с собой сделать не может. Но она сумасшедшая просто-напросто, ну реально, ну, на голову повернутая. Потому что это Это, его выбор, понимаешь? Поэтому он ну, о ней думает. А когда женщина выбирает ну, мужчину, мужчина о такой не будет думать, понимаешь? Ну, как правило. ну, как это не будет думать? Ну вот вот у женщины есть определенный запор, вот хорошо. Нравится определенная женщина мужчине, да? Вот он что думает? И больше никто не нравится. Таких случаев тоже много. И у него Да. есть определенные запросы, и он не тянет эту планку. И что ему теперь делать? Отказываться, сказать? Ну, ему, или либо выполнять эти запросы. Вот как ему быть, как ты считаешь? Если не тянет планку, и девушка сама говорит, что извини, но вообще никак. Нет, знаешь, как бывает, на первоначальном этапе вроде внешне понравились люди, да, ну, Мгм. и он ей нравится, и она нравится, но в процессе разговора он понимает, да, что он не потянет, ну, допустим, материально ее, ну, если быть точным. Но она об этом не говорит, но все равно это видно. То есть это все равно перетекает. Женщины же много, иногда, например, так в лоб не говорят. Они об этом думают, и потом раз, при удобном случае, я тебя разлюбила. А истинная причина, ну, просто мало было денег. Там получше вариант есть. Ну да. Вот, что ему делать? Вот он чувствует, ему выполнять этот запрос или не его эта женщина? А Ну, я вот про это и тянет. Ну, говорю, что с самого начала, вот поэтому я до этого и сказала, что с самого начала мне симпатичен вариант, когда, вот 2 случая вот у меня есть прям перед глазами. 1 вариант, когда оба, ну, это вот уже говорит, ну, как бы, может, как равноправие, что ли, я не знаю, как это. ну, пусть будет Вот так. как сейчас тоже мужчины, да, в принципе, понимают, что если равноправие вот оба начинают там вместе, то это более как бы, ну, тоже там много всяких нюансов. Либо вот другой вариант, когда у меня просто, у моей знакомой, у нее там богатые родители, и она выбрала себе, в принципе, у него тоже не бедные родители, но у него там машины попроще. Он сказал, что мне не нужны там деньги от родителей, я Мгм. буду всего сам добиваться. Он еще, я помню, на свадьбе так очень гордо, я была на этой свадьбе, очень гордо сказал, что вот я буду тянуться на уровень своей жены. Мгм. Прошло много-много лет. Ничего подобного, никуда он не тянулся, ничего он не делал, понимаешь, и остался все на таком же уровне. Вот. Расти некуда, понимаешь, расти некуда мужчине. Мужчине нужно расти всегда. Вот, Ну, по понятно. чуть-чуть. Конечно, вот интересная на самом деле дискуссия. Я думаю, тебе тоже нравится, да? Видишь, как у нас даже где-то даже жаркие бывают дискуссии. Жаркие споры. Но Жаркие мне споры, кажется, но мы там. пока не мне кажется, мы пока немножко не пони ну, как бы я не со ты не совсем понимаешь. Точнее, я понимаю, что ты говоришь. Я тебе просто как бы говорю, и у тебя все равно своя позиция. Вот. Ну, конечно, Касаемо, ну, да. ну, потому что ты, ну, бывает, уж извини Ну, меня, я ну, по-женски говорю, противоречишь. конечно, а ты по-мужски говоришь, да. Ну, все правильно, да, так и должно быть, иначе было бы неинтересно. Самое Да. главное, чтобы наша дискуссия была полезная нашей аудитории, да, в Да, первую это очередь. самое главное, конечно. Мы Я для понимаю, что, этого может и быть, затеяли. То, что нам-то от да. этой дискуссии, в общем-то, только Не, ну, приятно только пообщаться и приятно пообщаться. И такой формат совместного стрима, вертикального тем более, я впервые провожу. Вот обычно Нас, кстати, горизонтально. смотрит 433 человека в данный момент. Да, Это, всем мне спасибо кажется, что очень огромное. немало. Да, немало спасибо большое вам, друзья, что пришли. Э, И это твой первый стрим, я так понимаю, да, совместный? Это мой первый совместный стрим, да, и я даже, как-то прям не волновалась. Ну, у меня так, в принципе, мои мысли, они иногда так очень, растекаемо, как бы могут Ну, это формироваться. по-женски. Но я По-женски. надеюсь, то, что по-женски, да, но я надеюсь, что все таки
что все таки я как бы, могу быть полезна, вот, потому что здесь все таки есть, много твоих зрителей, моих, я думаю, не так много. У меня, в принципе, и подписчиков-то гораздо меньше, чем. А сколько ты, кстати, канал ведешь уже по времени? Я веду канал более 3 лет. Я его открыл в августе 2021 года. И 20. первоначально, да, и первоначально я выкладывал ролики про муниципальную службу. Я уже бывший муниципальный служащий. Вот, Все мы с чего-то начинали. Я с да, косметики. да, ты тоже же не с этого начинала, да. Я так Конечно, ты чё? Я про отношения вообще только сколько у меня, год, мне кажется, говорю. Если не меньше. У меня про косметику было. Меня тоже там обвиняли, что вот я там переобулась, как любят говорить. Вот снимала, что не пошло там про Да мне просто не хотелось про косметику. Это вообще моя тема косметика, но я много лет хотела от этого уйти. Вот, и не было никакого понимания, что мне делать, как реализовывать свои желания. вот теперь есть, да, понимание? Да, у Понял. меня на самом деле Ну вот. касаемо развития отношений, у меня есть очень глобальный проект в голове, но я уже говорила своим зрителям, на него нужны мани-мани, и, я пока думаю, как мне это сделать. То есть, ну, нужны люди, соответственно, я сама не могу это реализовать. Но мне кажется, это очень важно. Мне кажется, что это будет просто мега полезно. Я не могу это раскрывать по понятным, наверное, причинам, да. Может быть, кто-то там может, я слишком как-то самоуверенно говорю, но, может быть, кто-то подхватит эту идею, например. Но я пока просто думаю в голове, как это устроить, но это просто мега необходимо, это очень поможет улучшению отношений. Потому что, ну, каналов много, да, по отношениям, они и открываются, да. В принципе, любой человек может сесть, записывать видео про отношения, правильно? Завтра Нет, какой-нибудь там Ваня сядет и будет записывать. Нет? Так не считаешь? нет. Я в силу своего опыта, э, допустим, они могут попробовать, но у них ничего, как правило, у большинства не получится, сломаются на третьем видео. Потому что просмотров нет и не о чем говорить. Вот, допустим, если у человека нет опыта в жизни, да, определенного, то есть ему крайне будет сложно говорить про отношения. У меня просто опыт такой есть, и я решил поделиться с этим опытом со своей аудиторией. Вообще, изначально я рассказывал истории о своих отношениях. А, Естественно, я зашел уже гораздо глубже, дальше и так далее. Я считаю, что качественных каналов про отношения их не так много. На самом деле, в ходе анализа YouTube, да, по крайней мере, YouTube-каналов не так много вообще, в принципе, русскоязычных по этой теме. Это кажется, что много. Конкуренции вообще нет, потому что На качественной украинском, информации кстати, все вот знают. мне пишут, те не пишут, что почему-то на украинском языке вообще нет каналов про отношения. Аудитория маленькая. И в Украине, я так понимаю, большинство людей говорят и понимают больше русский язык. Поэтому То там есть просто смотрят, маленькая аудитория. соответственно. Да. А русскоязычная аудитория YouTube, да, по крайней мере, это около 300 миллионов человек. Это достаточно большая аудитория. Русский язык Мгм, один из самых распространенных в YouTube, мгм. наряду со всеми остальными. Испанский, там, да, английский. Ну, английский, понятно, что больше. Вот. Поэтому в контексте того, что сейчас вообще с YouTube происходит, конкуренции нет вообще абсолютно. Ну, то И есть у можно нас же, в сказать, принципе, что мне повезло, да, что меня так, ну да, что ты как-то. так ворвалась в эту тему, вот, и в принципе даже собрала аудиторию, да, свою, Ну, 21 одно тысяча у тебя дело подписчиков. собрать, а другое дело удерживать, чтобы это было интересно и полезно, опять-таки, я за пользу. То, что я говорю, те, кто, например, там не присоединился с самого начала, когда ты мне задавал вопрос по поводу того, как я вообще пришла к этому, чтобы записывать видео про отношения. Мне очень хочется действительно искренне делать какую-то пользу приносить, потому что записывать видео, открывать канал я
хотела уже очень давно. Но делать просто я такой перфекционист по жизни, и делать просто что-то, непонятно что, мне совершенно не хочется в жизни. Я так и к работе подхожу, поэтому, я понимала, что, наверное, это как бы не мое время, потому что, ну, вообще абсолютно я не понимала, чем могу быть полезна людям. И тут раз как-то вот как-то все случайно произошло. Вот. Ну, ты, кстати, мне говорил при личном нашем разговоре, может быть, ребятам и твоим тоже зрителям будет интересно, да, и моим, что у тебя все таки есть, недоверие, да, к моему, ну, как бы ко мне, то, Да, что я говорю. да, да, да. Да-да, ты честно сказал. Надо сказать, спасибо тебе сказать, что ты все таки честно это сказал с самого начала, Есть несмотря на такое, то, да. что нас ожидал совместный эфир. Вот. У тебя как впечатление не поменялось, всё то же самое? Впечатление, я буду говорить откровенно, мне, ну, приятно, да, что ты пришла. Ну, спасибо тебе огромное за то, что пришла. Приятно, что такой собеседник интересный, и конструктивный диалог, но двойственное чувство. Все-таки есть противоречия. Ну, это как у любой женщины. В принципе, мое мнение, ну, наверное, все-таки поменялось в лучшую сторону, если так сказать. Все-таки я действительно вижу, и в личном, да, разговоре мне, в принципе, понятно было, что ты действительно хочешь поделиться какой-то информацией, опытом, вот с женской точки зрения, да, с мужской аудиторией. Поэтому поменялось немножко в положительную сторону, то есть, нежели чем это было ранее. Ну, хорошо, спасибо большое. Приятно. Ну, потому Так, что да. Мгм. Мгм. хотела что-то сказать, я извиняюсь, что перебил тебя. Нет, нет, ну, точнее, да, но я уже забыла, у меня уже мысль улетела очень быстро. Вот здесь, да, ну да, вопрос к тебе через донат. Мы к чату так и не приступили, я думаю, А как после это через твой донат или через мой? Ну ладно, через я мой. шучу. Я твои донаты не вижу. Не знаю, есть, может быть, если есть, то вопросы Не-не, какие-то я зачитаю. я тебе говорила, что я на самом деле, я правда шучу, потому что я очень спокойна. Я просто спросила тебя, потому что ты меня попросила отследить, если мне кто-то пришлет, чтобы Да, поблагодарить, да, да. конечно. Вот, Да, я ну, просто исключительно из-за этого. А так, ну, мои зрители тоже знают, я не прошу донаты, мне продолжают, я не знаю, тебе пишут такое или нет, мне продолжают писать, что я собираю просто какие-то неимоверные донаты, просто неимоверные. Уже не знаю, помоги с выбором. Мне Porsche Cayenne покупать или, какую-то другую машину? Потому что донаты у меня сейчас просто, сейчас дверь открою, они там просто повалятся. Я пока закрыла, потому что, некуда класть просто их. Денег лучше, нереально. лучше купи на свои донаты не Porsche Cayenne, но это только в Москве ты будешь ездить. А вдруг за город? Купи себе Range Rover новый, а лучше Land Cruiser. На Land Cruiser хоть запчасти можно будет найти. Ну и Ну ладно, ну машина. тогда еще останется у меня, тогда еще тогда можете какое-то время не присылать, мои зрители. Ну, и, конечно, просто мне пишут, и это вообще, что я там то есть никто не знает, что монетизации на "Ютубе" нет. Никто не знает, что, ну, у меня так, на секундочку, за последний месяц мне прислал донат 1000 рублей один мужчина. Все, больше мне никаких донатов нет. И я, главное, их не прошу, вообще никого. Но меня, конечно, зрители замечательные, они меня просто поражают вообще своим незнанием того, что сейчас вообще с "Ютубом" происходит, и что монетизация уже давным-давно. Да и потом, эта монетизация, чё она там? Я знаю, сколько там по Я согласен, что проблемы с YouTube есть. Конечно, мне есть что сказать про YouTube, я долго занимаюсь. И по поводу монетизации, ну, я не буду в это уходить. Ну да, Да. это Ну, так я потом просто. индивидуально могу потом тебе рассказать, как на самом Да-да-да. деле обстоят дела. Вот в личной уже беседе. Вот, и тем не менее вопрос тебе, да, от Давай. нашего зрителя через мой, через донат мой, да, получается. Как выяснилось. Да, спасибо за донаты, друзья. Женщина, приветствую, это к тебе обращение, я так понимаю. Да. Вы за Я же равноправие или патриархат? я за матриархат или патриархат? Вот смотрите, вопрос. Вы за равноправие или патриархат? Если за равноправие, то готовы ли вы платить за себя?
Если за патриархат, готовы ли вы слушаться мужчину? Понятен Я за вопрос? патриархат. Я за Так. патриархат. Если за патриархат, значит вопрос следующий. Да, Готовы я ли готова вы слушаться слушаться мужчину, мужчину? если, Мгм. я буду видеть, что это, лидер. Мужчина Мгм. должен обладать лидерскими способностями. И если этот мужчина, я вижу, я по характеру, довольно такая целеустремленная и тоже не одуван. Я как бы тоже, ну, активная очень, и мне, много всего интересно в жизни. Мгм. Вот тоже касаемо как раз-таки отношений, да, очень важно, чтобы совпадали, желания двоих людей. Часто тоже очень частые проблемы в отношениях, когда начинаются, люди сошлись, а потом они понимают, что вообще общего ничего нету. Один хочет в землянке жить где-нибудь в деревне на отшибе, а другая хочет на курорты дорогие ездить. Спрашивается, чё сходились вообще? Если разные вообще задачи в жизни, ну, желания в жизни, да. Поэтому если я буду видеть, что мужчина, я могу положиться, как это, за каменной стеной быть, с этим мужчиной, я могу на него положиться, я буду подсказывать что-то, но последнее слово будет за мужчиной. Я Вот так. готова, да. Потому Спасибо что, за знаешь, у меня был большой очень путь. А, Потому что, конечно, женщин наших их затрагивает, так как, вот эта эмансипация полным ходом идет. И, конечно, это же делается специально. Поэтому не то, что меня эмансипация прям вот так вот, затронула, но в силу того, что я очень много работала ночами, потому что я работала на съемках и очень ненормированный график. Ты знаешь, я в какой-то момент просто, я помню, я лежу на кровати, я просто смотрю в потолок. Я не помню, сколько было там времени, но какие-то были там часы ночи. Мне кажется, это было там 4 утра. Я лежу просто с стеклянными глазами и понимаю, что когда вообще это закончится в моей жизни, что я делаю со своей жизнью. Потому что это какой-то бесконечный марафон. Я с утра вставала, я бежала на работу. Я ночью работала, я снова просыпалась там через, 6 часов, снова бежала. Вот такая у меня была жизнь, больше ничего в ней не было. И я просто обратила внимание, что у меня даже интереса мужского в мою сторону вообще никакого не было. И я удивлялась, знаешь, я думала, что мне сделать. Никакие платья не помогали, ничего, потому что нет вот этой внутренней, знаешь, как мне комментарий мужчина написал один, что самая красивая женщина — это женщина, которая наполнена энергией любви. Вот когда женщина обладает этой энергией, а эта энергия должна скопиться в женщине, когда она расслаблена. Расслаблена не в том смысле, что она, знаешь, такая бездельница, ничего не делает в жизни, а расслаблена внутренне. Поэтому для женщины очень важно, когда она может положиться на своего мужчину, а не когда мужчина такой что-то говорит, а ничего не делает, и он хочет, чтобы его там дальше продолжали любить. Ну, то есть вот это нужно понимать, вот этот механизм отношений. Всё на самом деле может быть гораздо проще, если просто понимать природу мужчины и природу женщины. Женщине нужно от мужчины, чтобы она была спокойна с ним, чтобы она была под защитой. Ну, я говорю, опять же, мы не берем сейчас деньги, там, вот это вот все, да, ну, те, кому там, тока на материальном заточены. Я вообще не заточена на материальное. Вот абсолютно. Мгм. А, при том, что я могла сейчас, знаешь, вот так вот тоже там сидеть, тем более у меня вот там какие-то подписчики, да, вот сейчас тоже такая: "Ой, у меня там и зрители, у меня там сейчас корона поднимется". Нет у меня вообще такого. Вот, а мужчине нужно, чтобы вот это была от женщины, ну, чтобы она там слушалась, да, грубо говоря, чтобы женщина свободу вот эту не запрещала мужчине, чтобы не давила на него, и чтобы принимала его таким, какой он есть. Вот эти вот базовые, вот эти вот, что нужно женщине, что, ну, на мой взгляд, что нужно мужчине. Все просто. И я себе в какой-то момент сказала: "Так,
что я делаю вообще. Я стала как раз-таки, я очень долгое время не носила платье вообще, потому что мне было просто неудобно. Я постоянно с этим своим гримерным чемоданом, огромнейшим на колесах. Ну, потому что какие там платья, какие каблуки. И я, когда ушла с работы, я была всегда замучена, у меня были такие синячища под глазами постоянно. Ну, то есть, понимаешь, ну что я могла вот истощать? Мужчина же вот, ты вообще вот разбирался, как мужчина влюбляется? Это же очень интересный процесс. Так получается, как мужчина, как пчелка, летит на вот эту вот энергию женскую внутреннюю. Хоть мужчины там смеются над этой энергией, а это так. Вот есть женщины такие невидимки, когда женщина, она красива внешне, она привлекательна, ты смотришь просто фигура, а внутри ничего нету. И мужчина к такой женщине не потянется. А бывает, женщина неинтересна вообще внешне, а рядом, с ней мужчины вьются просто, хотят вот этого внимания. Вот это внутри, понимаешь, что-то вот такое внутреннее от женщины, наполненность какая-то вот эта вот. А у меня этой наполненности не было. И я такая, понимаешь, все там вот, ну, сама за себя там решать, все вот это вот. А, и в какой-то момент я сказала: "Нет, я хочу быть девочкой, я хочу быть женственной". Я стала одевать платье, я ушла с работы. Причем с работы я ушла вообще в никуда. Ну, я уже второй раз в никуда ухожу, но я просто поняла, что все хватит. И я стала высыпаться, у меня пропали синяки, я стала себя привлекательно чувствовать наконец-таки. И вообще, понимаешь, все изменилось. И со мной сразу начали знакомиться. Вот просто буквально я там иду, знаешь, с парковки, там: "Девушка, там, вы прекрасны", какой-нибудь комплимент. Вообще вот просто из ниоткуда, знаешь. В магазине это вообще просто вот. У меня был период вот как раз, когда я вся просто у меня все чакры открылись, женские, женственные. В магазине просто там из-за угла какого-то: "Девушка, я хочу с вами познакомиться". То есть вот, понимаешь, вот как это у женщины работает. Вот если ты бы пообщался, ну, если ты вот побольше узнаешь эту тему, тебе женщины скажут, что какая бы ни была привлекательная женщина, но если она, во-первых, себя не чувствует сама привлекательной, если она вот убитая на работе, почему я считаю, что женщине нельзя упахиваться на работе, просто нельзя. У мужчины не будет. Женщина, она создает уют в доме. Меня чё-то понесло, да? Ты так серьезно, ты как к стенке даже прижался. Где я не Я тебе я как это, слу я выдаю слушаю, базу я женскую. слушаю, да, да, самое не упасть, да. Ты, главное, не Мгм. засни. Женщины у нас не уснули. Потому что про то, что ты говоришь, это все прекрасно. Но где это все? Но я В к тому, реальности что, это практически нет. женственность, вот я себе сказала, что никакой Мгм. эмансипации. Если женщина идет по пути вот этой эмансипации, которую сейчас развивают, когда женщина сама мужчине говорит, что делать, давит на него. Это вот к вопросу о патриархате. У нас же мужчины на самом деле, ну, мы Запад не берем, на Западе как раз равноправие. Но у нас мужчин на самом деле много. Те, кто даже там говорит про равноправие, все равно хотят патриархата, чтобы женщина их слушалась. У меня вот видео есть на канале, про, то, что иностранные женщины хотят познакомиться с русскими мужчинами. Я М. вообще не ожидала, что это видео наберет больше 100 000 просмотров, там 115 что ли, тысяч. Это вообще для меня был шоком. И ведь на самом деле у нас мужчины русские, а, это же вот ну, это ассоциация с мужественностью. То, что на Западе сейчас, не всегда встретишь. Потому что вот эти эмансипированные эти женщины, они поэтому там и сами знакомятся женщины. Вот у меня подруга, она в Лос-Анджелесе живет. Мгм. Там, если ты сама себя как-то вот как раз таки, как что я говорю, мужчина как себя должен проявить как-то, да, как-то отличаться. А на Западе женщина должна как-то отличаться от всех и проявить себя перед мужчиной. Вот там теперь так. А у нас все таки мужчины еще мужественные, поэтому вот так. В общем, я за патриархат, я очень долго отвечала на вопрос, но он денежный, поэтому я уделила ему очень много времени. Ну, Вот. спасибо.
Да. Спасибо за ответ. Все-таки чат-то мы Да, давай мы чат почитаем откроем. вообще мужчин. Да, так, что-то я тут закрепил какое-то какое-то сообщение, не то, которое надо. Да, Случайно. ты же чат. А ты, кстати, что думаешь по поводу вот патриархата или ты сам как бы хотел в своей жизни? Я на самом деле по поводу патриархата, да, вот моя личная точка зрения, это я не верю, патриархата же не существует, да, вот, если вот в нашем культурном пространстве, в том виде, в котором многие себе его представляют. Да, у нас матриархальная система, на самом деле, это и так понятно. То есть, где мужчина не может при такой системе, да, в которой мы живем, Ну, понятно, сейчас да. да, сейчас чисто воды матриархат, причем Ну, такой в конечно. извращенной форме, на мой взгляд, матриархат. Ну, И потому что все обратно, рычаги у женщины, вся свобода у женщины, развязали конечно, руки во всем. мужчина меньше всего защищен в правах, естественно, это понятно. Конечно. То есть, женщина защищена больше. И я не верю в то, что патриархальная система, она вернется. Я, честно говоря, этого и не хочу. Как это ни странно прозвучит. Потому что это... Мы сейчас, ну, вот смотрю за тенденциями, которые сейчас происходят. Мы входим в технологическую эру, да? Искусственный интеллект, нейросети, вот это вот все развивается. Люди, правда, некоторые деградируют очень сильно, а, технологии развиваются. Да, люди И я, деградируют в том-то и дело. да, и патриархальная система, она себя, вот та, которая была, она изжила. То есть она, ну, она не сможет выжить вот в этой, ну, в этом технологической эре, эпохе, в которую мы входим, и через 5-6 лет мы вообще не узнаем ничего. То есть я это тоже об этом очень часто говорю мужчинам. И даже вопросы отношений, они будут несколько в иной плоскости смотреться. И я хотел бы, чтобы было взято самое лучшее, да, из патриархата, допустим, из матриархата, и вообще появилось что-то новое. Потому что патриархальная система и матриархальная, она не подходит под Я, современные кстати, с реалии. тобой полностью согласна, абсолютно. Я вот именно, ну, отвечала просто, чтобы я выбрала, да, я выбирала. Ну, Но я понял, абсолютно да, да. полностью согласна, потому что на самом деле при патриархальной системе, которая была, даже если говорить, ну, там, ну, в Древней Руси, да, вот этот вот, когда, женщина фактически вообще не имела прав. Ну, то есть это тоже, это очень сильный перекос. И, Да. ну, много женщин, которые просто несчастливо жили. Ну, что это? То есть это же не крепостное право какое-то. Вот от этого крепостного права надо уходить. И я полностью вообще согласна, что нужно просто какую-то новую систему издать. И Конечно, что-то потому что, третье, как 12, как да, 13 знак зодиака, что-то третье. потому что, да, действительно, то есть мы видим, к чему привел матриархат и к чему приводит, да, это полное днище, конечно же, по-другому не назовешь. И патриархат, ну да, действительно, вот он же. Ну, возврат к прошлому зачем? Когда надо двигаться вперед. То есть, да, как и думать о прошлом, возвращать бывших, вот это вот, все из этой же оперы и так далее. А То есть равноправие тебе как? равноправие, то, которое я на самом деле не понимаю, как его измерить, это равноправие, что является мерилом. То есть, Ну, потому оба что, решат, одновременно там, ну, вообще и по хорошо, деньгам тоже, и по всему остальному. я То есть отвечу как на этот бы вопрос. мужчина не главный. Я понял, мужчина не главный. Вот смотри, я сейчас отвечу на примере той же Норвегии и каких-то других стран, где есть равноправие, где страны победившего феминизма. Да? Но Скандинавия, она хороший пример, потому что там много было, некоторые подписчики ездили и видели, что происходит. В скандинавских странах действительно есть равноправие. То есть там люди воспринимают друг друга как люди, а не как мужчина и женщина. Как это, допустим, пока еще в нашей культуре. Вот мы воспринимаем, да, когда встречаемся с противоположным полом, как женщина, да, допустим, как мужчина, там, ну и так далее. Допустим, в Швеции и в Норвегии по-другому. И там действительно есть равноправие, там 50/50 там платят, там мужчина не главный, женщина не главная. Но к чему это привело?
Ну, то есть привело это к грусти, печали, к тоске, вечной депрессии, снижение рождаемости. Мужчины перестали быть похожи на мужчин, нет мужественных. Женщины перестали быть женственными. О То есть том и это на речь. корню уничтожает. Это против природы. Это против природы. Поэтому против такого равноправия я против. И Причем вот то надо отметить, равноправие, которое... извини, я тебя перебью, хочу дополнить. Например, на Западе, вот когда начинают сравнивать, там вообще, если говорить о теплоте внутренней, вот там же по-другому немножко вообще взаимоотношения даже в семье строятся. Там могут быть очень прохладные отношения. То есть то, что не свойственно нашему менталитету. Там бабушки, да, которые передают тепло. Там все это несколько иначе вообще. Мгм. Поэтому там тоже, конечно, сейчас равноправие, да, и это такие деловые партнеры могут быть. Вот. Ну да. Не может быть, вот на мой взгляд, не может быть мужчина и женщина, ну, так вот, равными, да, то есть, ну, мы разные просто сами по себе. Вот мужчина с мужчиной может быть равным, я считаю. Не знаю, как женщина там с женщинами, но мы разные, то есть, поэтому мы интересны друг другу. Вот то, что происходит в нашей стране, да, в частности, говорят равноправие какое-то. Его нет равноправия. А если оно даже и есть, но оно в таком исковерканном, искаженном, извращенном виде, и очень часто женщины его используют в свою пользу, извините за тавтологию. То есть, когда удобно. То есть, когда надо, ты мужчина, да, должен быть, а когда не надо, у нас, извините, когда удобно, это равноправие. То есть, да, должности какие-то там занимать или там еще что-то. То есть, а вот когда касается, давай заплатить, ну, платить 50 на 50, ну, банально, в кафе, да, вот в Норвегии, допустим, это принято, или там в Швеции, или, наверное, в Германии в той же самой. А вот у нас нет, ты мужчина, ты должен. И вот вопрос, если задашь женщине, да, а у нас же равноправие, подожди, как это так? Да она еще обидится, развернется, скажет, что я хам, мерзавец, негодяй, пошлет мне к чертовой матери, обольет помоями, и еще распространит это все в социальных сетях. Посмотрите, какие Ну, мужчины, не ты знаешь, мужчины вовсе. Вот такое у нас равноправие, его нет, его не существует. нет, у Вот. нас нет равноправия. Вот я записывала свой предпоследний, ролик о том, что, ну, когда мужчины теряют всё в браке, а после развода все приобретают и счастливы. Я там говорила о примере, когда девушка и мужчина, ну, молодой человек съехались, и она говорит, он за все платит. Она говорит: "Я посуду мыть не хочу". Он говорит: "Хорошо, тогда давай платить раздельно ЖКХ вместе". Ну, так что-то ты должна делать вообще-то. Если ты этого не делаешь, тогда давай так. Она сразу: "Ты не мужчина. Ты как вообще такое мог мне предложить? Ты чего вообще?" Но надо же какие-то адекватность какую-то иметь вообще. Если ты, на попечении мужчины, ну ты что то делай вообще. Просто я вот, вообще, что касаемо женщин, я считаю, что просто уже с катушек съехали. Они хотят только вот с такими ногтями ходить длиннющими, которые вот они там клавиши в телефоне набирают, этот "Инстаграм". Больше они ничего не хотят делать. Хотят, чтобы вот просто вот, тоже деньги с неба, мужчина, чтобы ему там вот просто такими чемоданами летели, и они там тратили их, куда-то ездили в поездки. Ну, они насмотрятся всех этих, социальных сетей красивых. Мне вот моя, знакомая, она молодая, очень молодая, но там вот по полной программе. Сначала она сделала тату в 19 лет, потом, значит, она смотрела всех этих инстаграмных фотографий, где они там вдвоем с молодым человеком и с собачкой у океана. Вот они купили себе собачку, только все получилось не так, как в этих в американской мечте. Мужчина там, работает, как папа Карло, на вахту ездит, она одна с ребенком сидит, и, у нее там вообще просто страшнейшая депрессия была. А потому что они не готовы были. Они насмотрелись на эти картинки красивые, а сами-то вообще не готовы были стать папами. Вот это вот беда сейчас, такая происходит. Все гонятся за какой-то этой иллюзией красивой, и никто не хочет ни за что отвечать. Вот. Мгм. Брать ответственность вообще вот за свои действия, там, за Да, выбор, за поступки. причем женщины говорят: "Мужчины безответственные", а сами считают, что ответственность — это вообще не к ним. Это только мужчина должен быть ответственный. Вот я, конечно, вообще, ну, я много, конечно, вот всяких выходок женщин.
всяких каких-то вот тоже, говорю, в окружении. Вот я когда смотрю или, например, у меня вот знакомая есть, которая живет с мужчиной и ждет, что все равно она познакомится с кем-то. Я говорю: "Ну ты пойми, так нечестно делать. Это вообще вот, ну как ты так можешь?" Но ей вообще ничего не скажут. Ей главное просто выгоднее выйти, ну, причем она замужем за этим мужчиной, но она разведется без вопросов, вообще разведется. Я там, когда общалась там с иностранцами, она говорит: "Ой, слушай, ты там обо мне скажи, тоже скажи, что у тебя подружка есть". Я говорю: "Ты чего?" Я говорю: "У тя ж муж". Ну, ладно, ничего. Представляешь, вот и щас сколько таких женщин, которые вот так вот: "Ну как так можно?" Ну, то есть это вообще, я считаю, что это должна быть определенная, не знаю, программа, это что-то должно вообще дико меняться, потому что вообще это куда-то просто, вообще абсолютно непонимание. То, что такое есть про замужних женщин, вот в какой стране бы я ни жил, вот что касается, вот местные мужчины, да, вот Грузии, в Армении я там жил, в Турции, всегда интересно послушать по поводу замужних женщин, которые приезжают из нашей страны, да. А они даже на расстоянии, бывает, как-то умудряются законтачиться с кем-то там, ну, допустим, она приехала, с кем-то познакомилась, даже с мужем, да, она приезжала, с кем-то познакомилась, с каким-то там Мгм. армянином, грузином или турком, потом эти контакты остаются, находится подружка, вот то, о чем ты говоришь, подружка вот этой вот женщины, и говорит: ой, ты за Так, ты немножко зависаешь, Максим. меня. Максим, ты зависаешь. И сейчас зависаешь. Может, у тебя батарея садится на телефоне? А, у тебя лицо все размазанное, такое, как этот фоторобот. Ну, сейчас посмотрите, я на мобильный интернет переключился, может Потому быть, будет что получше. звук-то идет в норме, отлично, он как надо, а вот именно картинка Да, очень вижу, я вижу, да. четкая, девчонка четкая, а вот ты какой-то Да, у нас с моей стороны, значит, что-то. да. Максим, не зависай тебе, Street Racer пишет. Я хоть Да, ну вот, пока ты кстати, щас настраиваешь, я про тебя пока, друзья, почитаю. я отвисаю, Давай, может быть, ты почитаешь комментарии, почитаю. которые... Давай, ты Да, пока разберись. да. Макс — это любовь, пишет Джордж Ромеро. Мгм. Максим, тебя любят, пишут. Сердечко отправили тебе. Понял. Так, что у нас тут? Верушка своей энергией глушит. Макс, она так тебя до ЗАГСа доведет. И куча сердечек. Влюбилась. Ой, здесь, кстати, периодически пишут, что я в тебя влюбилась. Мужчины, кстати, они такие интересные. Сколько мне пишут, я ловлю на себе взгляды. Нет, конечно, это прекрасно. Я говорю: "А вы уверены, что это к вам?" Нет, это прекрасно на самом деле, но иногда мужчины тоже, они думают, что все в них влюбились. На самом деле, женщина может вообще по другому поводу смотреть на мужчину. Это как раз, знаешь, еще к вопросу, Мгм. когда мужчины говорят: "Женщины, сейчас уткнувшись, во все телефоны, в музыку, они вообще в глаза даже не смотрят". И я вот могу, знаете, что на это сказать? Я думаю, что это многим будет интересно. На самом деле, сейчас, может быть, от того, что такая проблема познакомиться, как только ты начинаешь смотреть на мужчину, он сразу думает, что ты хочешь с ним познакомиться. Он сразу начинает смотреть, потом приближаться к тебе, а ты вообще просто посмотрела. Вот так вот мужчины реагируют. А если уж говорить про спортзал, это просто вообще. Ну, то есть какое-то сжатое пространство, если ты там один или 2 раза посмотрела, все. Мгм. Ух, а я вообще там я даже не думала, я там что то другое посмотрела. Вот это, кстати, тоже мужчина вот.
Не знаю, сталкиваешься ты с этим или нет, но это достаточно часто тоже так думают. Мне там пишут: "Почему вот девушка на меня смотрит, но на самом деле она там не хотела знакомиться". А вот она просто посмотрела. Поэтому сейчас женщины, они стараются не смотреть ни на кого, потому что, правда, некоторые мужчины считают, что это призыв к действию. Ну, такое мнение у меня действительно было. Кстати, не знаю насчет размытой, у меня до сих пор лицо размытое, да? Я уже тут Нет, кстати, ты четкий нормально, стал. нет? Четкий Ну, пацанчик, слава да. богу. Ага. И вот то, о чем ты говоришь, да, действительно, ну, наверное, до 30 лет, наверное, я тоже так думал, призыв к действию и так далее. А потом я понимал, что вот как ты говоришь, ну просто женщина посмотрела и так далее, и больше ничего. То есть, ну а Да, сейчас, да. понятное дело, что, ну, я хожу там, да, ну, может женщина посмотреть, одна, вторая, третья. Я на это никак не реагирую, мне вообще все равно. То есть я дальше иду, и понятное дело, что это не призыв к действию. То есть бывает, ну, может быть, действительно там женщине понравился, ну, может быть, действительно просто посмотрела. Я же тоже могу на женщину просто посмотреть, и не обязательно Конечно. мне понравится, да, вот. Так, как-то так. Я вот сейчас еще тут донаты есть, да, я сейчас, наверное, зачитаю. Конечно, Э, зачитай. Ребята У еще тебя, отправили. тебе ничего не приходило там с вопросами? А. Посмотри, пожалуйста. М. Нет, нет. Нет, у меня нет ничего. Так вот, лидер есть такой, это мой подписчик, да, спасибо большое за донат, без сообщения, просто за организацию совместного стрима отправил. И Дмитрий, это тот, который, я так понимаю, задал вопрос по поводу патриархата, равноправия и так далее. Э, и вопрос к тебе, соответственно. У нас, кстати, ты знаешь, извини, пожалуйста, как-то не могу сказать, что прям аудитория теряется, то есть какое-то удержание аудитории есть все таки. Значит, интересно зрителям. Ну, Ну вот я да, так где-то просто около, смотрю, да, то да, да, есть нет такого около, прям серьезного спада, ну, это приятно. мгм. Женщина, Так, если вы, зачитываю, женщина, ну то есть тебе, если вы за патриархат, то готовы ли вы по требованию мужчины не общаться с разведенными подругами, не ходить в клубы, бары, носить длинные платья, ходить в платке, выполнять всю домашнюю работу. Ну, ну, то есть, ходить в если, платке, дорогой, это нужно в церковь, в церковную какую-то девушку найти себе и радоваться жизни. Я по Мгм. клубам не хожу давно, меня не интересуют клубы. Но, если пойти куда-то раз в год, вот если меня просто куда-то пригласят, я схожу и проведу там время. Но я, честно говоря, в клубах, я даже не знаю сколько, мне кажется, лет 10 уже не была. Я очень давно была в клубах. Ну, просто вот как раз у мужчин запросы в платке ходить. Ну, это вот церковная девушка, ищите себе. Вы, не смотрите тогда на какую-то красотку с декольте в топике, в платке, и в длинной юбке. А еще чего, паранджу одеть, что ли? Очень интересные Пиджак, запросы. пиджак И, можно кстати одеть еще. говоря, на самом деле, это неплохой был бы запрос, потому что я читала о том, что вот если брать мусульманские страны, они же закрыты, от людей, да, они только красивые для своего мужчины. И, в принципе, почему вот в мусульманских странах, крепкие семьи? Ну, мы не говорим про Кавказ, потому что на Кавказе сейчас тоже ой-ой-ой, там вообще по разводам, но там тоже дали Мгм. свободу женщин, и, в общем, там тоже, там сейчас даже глава, да, он, какую-то специально даже делал, не помню, как это называется, но, в общем, не знаю, ты не читал, насильно объединяют, возвращают в семьи, чтобы у родителей Мгм. были дети, разведенных мужчину и женщину. Там уже, по-моему, на тот момент, когда я читала, около 400 семей, снова, в общем, они вместе. Но на самом деле, конечно, женщины, которые открыты, вот такая мода, топики короткие, я тоже делала об этом видео. И в том числе у меня видео есть про вред порнографии, там я тоже об этом говорила. На самом деле социологи, которые занимаются этим вопросом, они считают, что это очень сильно влияет, вот эта открытая одежда на мужчин,
ну и само поведение женщин сейчас. Так что это на самом деле было бы правильно, чтобы мода была, чтобы женщин больше закрывать, а не открывать. Убрать все эти короткие топики, чтобы пузо было видно, ну и так далее. Но просто если говорить уже о платке, там, не знаю, это уже прям вот конкретно вот. У меня, кстати, были в окружении знакомые девушки прям церковные-церковные. Там, свои тараканы в голове. Я бы не хотела бы с такой девушкой встречаться, но это кому как. Мгм. Вот. Вкратце Понял. сказала. Ты вот чат читаешь, что у нас зрители пишут, или не успеваешь? Когда я говорю, может быть, читаешь чат. Вот есть какие-то интересные вопросы, на которые Вы стоило обратить говорите внимание? правильные вещи, но попробуйте заработать больше, чем есть. Думаете так просто, а я говорю нет. Всю жизнь зарабатываю немного, но при этом прилагаю усилий. Я же не печатный станок. Я прекрасно понимаю, на самом деле, не знаю, читал ты или нет, я вообще такой любознательный человек, и я, если мне что-то интересно, я начинаю докапываться, мне нужно все прям до конца дочитать. Вот я когда Мгм. разбирала тему, почему вот, ну, самая опасная профессия, да, это шахтеры, у нас в России, например, в каком-то городе шахтер может получать даже 30 тысяч рублей. Ты представляешь? В маленьком каком-то городке. Я вообще была шокирована. Там 40 тысяч. При том, что Мгм. даже в Москве она не достигает. Я считаю, что шахтеры должны вообще там зарабатывать ой-ой-ой денег. И действительно, вот и я стала задаваться вопросом, а почему мужчины тогда идут в эту профессию? Ответ очень простой: больше нет работы в городе. Поэтому мужчины идут шахтерами работать. И вот действительно, он прекрасный мужчина, трудоголик, а нет возможности заработать. Переезжать все в Москву, тоже, щас такая гонка, да, вот за этими тоже, за этой морковкой, как я называю. Тока зарабатывать. В чем жизнь-то? В чем смысл жизни, да, если ты постоянно только будешь зарабатывать, зарабатывать и жить не будешь? Живешь только на работе. Ну, то есть это вопрос такой, как бы, здесь я бы, вот если бы, ну, я бы на месте мужчины думала бы о том, чтобы просто вот найти девушку, не вот как раз, которая там будет с супер запросами, а изначально, чтобы девушке, женщине это подходило. Чтобы, например, вкладчину, ну, чтобы она тоже, к примеру, там как-то, может быть, зарабатывала, да, и тогда, потому что, ну, если, например, говорить о какой-то минимальной зарплате, ну, семью создавать с ребенком это крайне сложно. Вот просто сейчас согласись, даже если ты вот, ну ты не в России, ты не в России же живешь? Ну, я уже с 2021 года я в России не живу. Ну ты все равно примерно представляешь цены. Но если, например, мужчина зарабатывает 30 тысяч, ну какая семья? Ну как бы вот так вот условно, да? Ну тяжело все таки. Правильно? Тяжело. Конечно, конечно, да. Это сложный И вопрос. Если нету возможности, действительно вот мужчина работает или как тоже мне задают вопрос, а вот если он сантехник, он любит свою профессию, что ему делать? Если вот он, ну, дальше как бы не то, что не хочет развиваться, но он хочет быть сантехником. Здесь на это тоже можно сказать. Например, я как, там, я была гримером, да, и мои коллеги могли зарабатывать, в 10 раз меньше, чем я. Потому что я искала способы, как это сделать, и, очень даже нашла. Вот, то есть здесь тоже от человека зависит. Но это такой вопрос, конечно. Просто надо искать человека, которому это подойдет. Вот это просто. Но опять же, вот, женская природа такая, ей может с самого начала подойти, да, а потом, вот как ты говоришь, как у тебя тоже было, начнутся такие требования, что ой-ой-ой будет. Поэтому нужно честности женщин учить, честности, чтобы женщина была честна перед мужчиной. Вот. может быть, не может быть действительно, ну, очень интересная мысль. Вот я сейчас посмотрю, что у нас еще есть. Друзья, если кто-то хочет конкретный вопрос, вот просто задают через донаты вопрос Веруши, там есть Да, донаты Веруши. может быть, действительно Веру- кто-то хочет конкретно мне какой-то вопрос Да, задать, так как я все таки можете, гость, да, я отвечу. там есть, вы можете через Donation Alerts также Веруши прям вопрос задать, вот, потому что там две ссылки я оставил в описании и закрепленном комментарии. Э, Вот Максим из Канады, ну это
Он просто меня поблагодарил Мгм. за интересный эфир. Да, Максим, огромное спасибо. Ну, вот он уже давно живет в Квебеке. Вот, и там тоже мы с ним общались, там тоже много-много вопросов, проблем у мужчин и так далее. То есть, Там много проблем. Там более того, мужчины вообще также не хотят, не то что не хотят, но просто избегают отношений. Там еще жестче все в плане женщин. Там, если мужчина как-то не так посмотрел, она вообще может пойти пожаловаться сразу на него в суд. да. И У вот нас он еще пишет, пока такого нету. да. И вот он пишет, что ему нравится равноправие и индивидуализм, которое у нас реализовано в Канаде. Вот. В отличие, я так Мгм. понимаю, от, От России. да, от России, ну да, в нашем Ну, у нас пространстве тоже сейчас культурном. идут по пути индивидуализма все-таки. Ну, у Да. нас мода приходит позже, поэтому у нас, если мы что то не сделаем, у нас и это дойдет до нас. Так, что еще у нас тут? Кто-то еще А что-то вопрос-то в отправляет. чем был вопрос? Не, он просто поделился мыслью, вопросов нет. Он Просто, просто да, хотел сказать, что он живет в Канаде. ну да, Мы очень рады. да, у них с равноправием все в порядке. Ему оно нравится. Мы очень Вот. рады, а мы в Москве тоскливый серый. Ну ладно, я шучу, Москва тоже прекрасна. Ну да. Вот тут пишут, иерархия в отношениях и семьях нарушена. Вот и бардак отсюда. И выхода тут нет. Секс-роботы только в итоге. Это вот тоже Ну, это через... такой ужас, эти секс-роботы, честно. Ну вот Да, какое у просто. тебя А отношение? Ну, что я ты понял. думаешь, Максим, по этому поводу? Ты как насчет роботов? Тебе не претит это, что с техникой, вот это неживое? Ну так Я, просто. честно могу сказать, что я не пробовал этого. Вот, поэтому мне Да все сложно. впереди. Спасибо. Вполне возможно, и я ничего не исключаю, мы дойдем до того, что придется вынужденно уже этим всем пользоваться, потому что ну, как мужчины же реально очень многие и кукол покупают, и роботов, андроидов, Покупают. и Мне, еще кстати, там, стали писать в комментариях, прям покупают, делятся опытом. вот. И мое отношение к этому, честно, отрицательное. Леонардо Я пишет: не "Юморит малая". Да. говорит, да, и вот мое отношение к этому всему отрицательное, но я не осуждаю ни в коем случае мужчин и вообще людей, которые, ну, как бы все это используют. Это их выбор, и выбор достоин уважения, любой выбор. На самом деле здесь ничего криминального нет. Им так легче, может быть, они действительно получают от этого удовольствие. И в чем, как они говорят, плюс, я даже уверен, плюсы-то все-таки есть какие-то. Никто не морочит голову, никто никаких требований не выставляет. Она молчит, кукла, и все замечательно, все хорошо. Кого-то это устраивает, а кому-то нужен трешняк, кто-то вот в ЗАГС ходит, это тоже их выбор. Вот. Хотя я не рекомендую все-таки туда ходить. Ну, ничего хорошего нет для мужчины, да и для женщины в целом-то тоже, я хочу сказать. Да для И женщины как раз очень даже. Чё это ты так? Она ж потом ну, все может наполовину. ну, как кстати, ну, жизнь же она себе испортит после этого все равно. То есть, да, у нее, может быть, кто-то ее возьмет чужими детьми и так далее, но она не будет уважать этого человека, как правило. То есть, есть исключения из правил, есть разные ситуации. Но, как показывает практика и моя личная, вот эти женщины, я ничего плохого про них не хочу сказать, они как люди, может быть, и неплохие, но как это было у меня. Женщина, допустим, с ребенком после предыдущих отношений, или брака там, вот мы с ней вот, вступаем во взаимодействие, да, какие-то отношения начинаются, и очень часто они вспоминают там про своих первых вот бывших мужей, там, парней и так далее. То есть их тянет все равно туда, их тянет туда очень часто. Да, вот, очень Мгм. часто. Это, кстати, вообще любых женщин касается, которые выходили из токсичных отношений или не токсичных, просто разводились даже без детей. Вот. Очень часто им хочется через какой-то период, когда надежды не оправдались, да, когда вот в новом мужчине они не увидели то, что ожидалось, вот, Мгм. и он оказался не тем, а тот-то был лучше, потому что там были эмоции ярче, лучше, Да-да, уже сравнение красочнее. пошло.
Да, и они туда хотят обратно уйти не к мужчине, а именно к К этому эмоциям. состоянию, я так понимаю, к эмоциям. На мужчину наплевать, скорее всего, уже давно-давно, а вот эмоции хочется получить. А в новом мужчине, в последующем, они уже этого не видят, как правило. Хотя бывает разное, конечно, но в большинстве случаев именно так вот происходит, как это было у меня. Да, вот. И мне это было Ну, жутко, может быть, ты конечно, знаешь, неприятно. поэтому не зря придумали раньше, что у женщины должен быть один мужчина. И я вот, всегда об этом мечтала на самом деле. Но и здесь мужчина тоже. Мне недавно написал мужчина, что он там из 100 женщин перебрал. Ну, может быть, он так преувеличил, конечно. Просто некоторые мужчины это выдают, как, знаешь, за какой-то подвиг в жизни, что у него было много женщин. Если Мгм. я узнаю от мужчины послужной список длинный, мне вообще мужчина сразу, просто сразу. Вот просто. Мне неинтересно становится такой мужчина. А какая длина должна быть? Ну вот, если не хочешь, не отвечай, У допустим. нас интервью Юрий Дудь. Да, ну, допустим, не, ну он же может сказать не 100, а сказать 10. Нормально это или нет? Или две. Не, мне кажется, 10, даже 10 много. Но я такая, видишь, я традиционная очень девушка. Потому что когда мужчина начинает требовать, чтобы женщина вот была невинна, мне очень часто пишут все таки об этом, ну, тогда мужчина тоже как-то должен не с таким послужным списком быть. Вот. Ну, это, конечно, очень можно. Это можно подискутировать чуть-чуть на эту тему. Э, Но ну, понятное дело, что мужчина, он просто по природе девственником быть не может, да, просто некоторые вот говорят, и женщины, и мужчины, девственник типа, да, даже сами мужчины про себя. Что значит мужчина девственник? Даже само слово дева, да, девственность. То есть, ну, понятно, что мы имеем в виду. Мужчина в принципе не может. У него Ну просто, может быть, не было женщин, не было секса, да, грубо говоря. Вот. Ну, как бы вечно надо своими именами называть. Это я не тебе говорю, а вообще вот. ну, просто мужчины говорят, они же должны научить женщину. Мне вот интересно, а что значит научить? Вот это вот. Ну да, ну Ну, просто, уходим, а, уходим в другую плоскость уже да, да, куда-то. мы уходим, ну, потому что ночь, ой, это вечер, понимаешь? Видите? Хочется об этом Тема уже поговорить. вечерняя, за плюс 18. Ну ладно, это мы на самом деле, если вдруг что, если кому-то что-то понравится, то, в принципе, стримы совместные можно, ну, какие-то мне вот, например, нравятся. Я вообще люблю общаться, поэтому у меня есть такая способность долго общаться на разные темы. У меня вот стримы, я когда начинала стримы, у меня они были сначала час, полтора, последний был мне кажется, часа 4. И то это уже: "Ребят, пошлите спать". Вот. Ну да, эта история вся, она затягивает вот эти Затягивает. Ну чё, почитаем всё-таки? Ой, ведущий покинул. Ведущий покинул. Может, тогда почитаем ребят всё-таки, а то пишут стримы. ребята, что Я здесь, что-то у меня прокрутилось, ведущий покинул. да, Я да, здесь. я такая: теперь мне нужно одной всё это дело Ну, разруливать". кстати, хотела, да, может быть, комментарии есть какие-то, я сейчас тоже посмотрю здесь. Давай всё-таки, да, уже к ребятам перейдем, что пишут, что вообще думают, может быть, да? Давно не общался с Же, после стрима понял, что ничего хорошего. Прекрасно. Иногда, конечно, такие комментарии пишут. Молодцы, конечно, все, что пишут. Но это, конечно, иногда просто шедевры. На самом Есть деле, какие-то. вот иногда в самих комментариях заложен ответ на какие-то вопросы. Иногда, я просто диву даюсь, насколько мужчины, это я говорю абсолютно искренне, как мужчины могут красиво выражать свои мысли. Все это может быть подкреплено знаниями. Очень много мужчин действительно, ну вот я не вижу проблемы, как вот пишут женщины, что мужчины все слабаки, и мужчины все какие-то пошли вообще никакие. У меня, например, на канале много зрителей, которые действительно, вот даже у меня вот самое, которое большое, у меня набрало "Мужчины живут соло", да, там больше там 4000 уже просмотров. И вот там вот кто-то из зрителей написал, что
вы собрали, зрителей, и те, кто пишет комментарии, которые, выражаются очень, ну, не ругаются, они просто дискутируют. И эти комментарии действительно очень интересно читать. И я вот, я говорю, поражаюсь мужчинам, некоторым, которые действительно вот читаешь, и просто, настолько интересно, узнавать мысль человека, как она вот написана именно. Поэтому, зрители, конечно, в этом плане, как у артиста, главные, когда артисты выходят на сцену и понимают, ради кого они вышли. Ради зрителей. Читаю комментарии, слушаю тебя, читаю комментарии. Да, есть интересные, и мы не все зачитываем, конечно, потому что это, ну, физически невозможно. Но, к Вот. сожалению, да. Кстати, вот как относишься к хейтерским комментариям, вот вообще к хейтерам? Они у тебя есть наверняка. Кстати, есть один блогер, я, кстати, скажу его имя, можете даже подписаться, потому что я к нему уважительно отношусь. Коуч Джордж Прабаб. Он сделал обзор и на меня, и на тебя. Это великолепный просто. Вот он качественно делает обзоры, я без сарказма говорю. Вот, не знаю, смотрела ты или нет М. его обзор на себя, по крайней мере. Я на тебе, Нет, я смотрел его обзор на себя, и а свой обзор я, кстати, не посмотрел, почитал только комментарии. Поэтому, если он нас смотрит, Джордж, тебе огромный привет, спасибо тебе за обзоры, за качественные на Верушу и на меня. Мы, плохо, кстати, по да, его там? теме сегодня поговорили. Мы, кстати, Плохо про поговорили. меня говорили, да? Нет, почему? Он, кстати, редко, когда, по-моему, вообще ни про кого плохо не Да? говорит. Тогда я По посмотрю. Как говорят, факту. Джордж Прабаб? Коуч Джордж, да, прабаб, вот так и называется канал. И там, ну, мне показалось, что ничего плохого он не сказал, но он выразил свою точку зрения, которая для тебя, в принципе, и так не нова, Я я на так самом понял. Ну, деле, ты знаешь, я могу честно абсолютно сказать все по поводу хейтеров, по поводу авторов, которые про меня снимали что-то. Сейчас у мгм. меня, ну, наверное, это очевидно, память короткая, могу забыть этого Джорджа. Я, во-первых, сама по себе к критике всегда по жизни отношусь очень уважительно, потому что критика, на самом деле, она делает сильнее только тебя. Просто смотря какая критика, если критика какая-то дурацкая, ну, такая какая-то вот из серии пошлости написали, я вообще на это не реагирую. Мне можно что угодно написать. Это не мои близкие люди. Мне критика не может сделать мне как-то больно очень. То есть меня вообще реакции у меня не будет никакой, кроме того, что я могу извлечь просто из этой критики что-то и, улучшить канал, улучшить видео свое. То есть я к критике на самом деле очень положительно отношусь и считаю, что зря кто-то так переживает там по какому-то поводу, потому что кто-то открывает канал и начинает переживать, что ему какие-то, ну, это что-то у меня все в порядке с самооценкой, я все сама про себя знаю, я знаю свои минусы, я знаю свои плюсы. Вот мне бы хотелось, то есть мне не надо говорить про плюсы, мне можно говорить про минусы, я их буду дорабатывать. А что касается авторов, которые снимали там про меня, ну, я понимаю, может, это тоже самоуверенно звучит, я так ворвалась в эту тему, и мне кажется, многие считают, что я очень несправедливо ворвалась. Вот, то есть, ну, хайп там, да, один как бы. Просто есть авторы, тоже женщина, например, да, автор, она вообще ни про кого не снимает. У меня даже мысли не было снять видео. Я единственное могла бы снять видео про автора — это только в положительном ключе. А снимать видео или особенно делать вообще контент из, просто какое-то обсуждение каких-то каналов, ну, Мгм. либо отличаться от всех. И то, чтобы это было тоже, знаешь, без, унижения. А так вот снимать, хейтить, вот я считаю, что это они вот они это для хайпа сделали. То есть, у меня не было мысли, потому что я, в принципе, так не мыслю, на этом какой-то контент делать. А это, я считаю, что это какая-то обида внутренняя, если честно. То есть, вот это от несправедливости, что у меня какие-то там просмотры, какая-то девочка что то записывает, кто-то смотрит.
Типа она не психолог, она никто вообще. Поэтому это либо для хайпа, либо от обиды все. Ну, либо просто вот настолько внутри в человеке много всего такого сидит, что ему вот захотелось это записать. Я такое записывать не собираюсь у себя на каналах. Ну, понятно. Ну, люди, я на самом деле м, тоже ни на кого ничего не записывал, да, вот так вот конкретно. Могу там кого-то упомянуть, и то в положительном ключе стараюсь все-таки это делать. Вот, но почему я все-таки вспомнил, да, упомянул там про Мгм. некоторых людей, про хейтеров и не хейтеров, кто. Но они что же смотрят нас, они хотят узнать точку зрения, там, твою и мою по поводу их контента какого-то, да, по поводу их обзоров и так далее. Вот про коуча Джорджа сказал. Остальное я комментировать не буду, потому что, ну, где-то вот совершенно не объективно, да где-то вырвано из контекста и так далее, поэтому что это обсуждать, Ну, как просто говорится. понимаешь, даже подумать, вот у меня есть своя аудитория, и появляется какой-то блогер, я начинаю переживать, что его смотрят, а меня нет. И я такая: "Дай-ка запишу видео". И я своим зрителям, которые уже мне доверяют, да, которые подписались, соответственно, на меня, значит, им интересна моя точка зрения. И я им говорю: "Ребят, вы вот этого блогера вообще не смотрите. Она полный просто. Она вас обманывает, она собирает только донаты". Ну, то есть это уже несправедливо, уже, потому что ты настраиваешь своих зрителей против другого автора. Вот это неправильно. Вот с этой точки зрения. Это, ну, для меня это слабая позиция. Я так не делаю. Я вообще не люблю слабость в жизни. Вот так вот. Так, я понял. В эфире почему-то. Ну-ка, сейчас я посмотрю. А может быть, мы сделаем опрос, у зрителей, как им стрим вообще, было полезно, не Да, да. полезно? Давай? Да, И параллельно друзья, комментарии читаем. да, можно, в принципе. Я даже его сейчас, ну-ка, попробую создать вот здесь, прямо на ноутбуке. И мы посмотрим в конце, как понравится. Ой, да. Так, создать опрос. Вот, я так и задал вопрос, Это понравился прям стрим. профессионально Да, да, так. я прям опрос сделал, и он там должен появиться в чате. Да. Давай. Какие у тебя активные, смотрю, уж 65 голосов, 71 уже. Интересно, сколько Ну, моих зрителей по количеству здесь? я думаю, немало. Немало. Я вот, кстати, абсолютно честно заявляю, ну, заявляла, что я не являюсь там психологом, что я как бы просто выражаю свою точку зрения. И мне, кстати, зрители писали, что а в этом-то, кстати, ну, как бы это и нравится. То, что такая другая Пишет позиция. мой подписчик, ну, у него на аватарке там слово из 3 букв написано. Хорошо Ага. держалась. Это про тебя. Хорошо держалась ты. Мгм. Вот. А Кстати, сейчас тут, такая друзья, стрим закончится, и я такая упаду. да, вот. Ну, у нас немножко получилось все-таки вот, да, пообсуждать интересный вопрос по поводу, вот, в первой части, особенно по поводу внешности и всего остального, Знакомство, вот, да. и по поводу знакомств и так далее. Но на самом деле я считаю, что шансов на успех, если мужчина сам подходит и так далее, все-таки они так и остаются минимальными. Что бы там женщина не рекомендовала, чтобы там мужчина не рекомендовал, они А как тогда минимальны. знакомиться? Вот я Как на я отдыхе вижу говорю, реально огромное количество пар, просто огромное. Все идут за ручку, они ж как-то в Москве. знакомятся друг с другом. Ну, в Москве ты видишь, да? Огромный. Там Нет, вот я в Сочи была, в Сочи. Молодые, там разных возрастов вообще, все за ручку идут. Ну, естественно, они приехали на отдых я вместе, но понял. они ж как-то где-то познакомились. То есть, понимаешь, вот у меня есть видео, оно, кстати, набрало не так много просмотров, но я вот там выкладывала еще как-то очень поздно, там вообще никогда так не выкладывала, там в 10 часов вечера, что ли, выложила, и там вообще YouTube, он там не рекомендовал его.
что войну полов разжигают в интернете. Вот это я записала. Потому что, когда я уезжаю на отдых, я вижу огромнейшее количество пар с детьми. И у меня вот тоже вопрос: а где они все знакомятся? Они же откуда-то приехали, они там-то как-то познакомились, чтобы потом приехать на отдых. Понимаешь? А в интернете реально ты Ну, сидишь, и точно. ты как бы, ну, получается, все пишут, да, и у меня нет никого. И складывается впечатление, что реально сейчас все раздельно, женщины раздельно и мужчины раздельно. А так-то нет, в жизнь уходишь, смотришь, вроде нет, все в Да. порядке. Я могу объяснить это. Вот то, что ты говоришь. Вот когда в городе, в небольшом, проезжает, вот, допустим, в небольшом городе возьмем Краснодар, хотя это большой город, не знаю, была ты или нет, Воронеж, Краснодар. М. Это очень не очень удачный пример, потому что, ну, именно для того, что я буду говорить. Ну, допустим, вот небольшой город типа Воронежа, Краснодара, допустим, да, Тулы, еще там чего-то, ну, подобные города. Э, и вот там в основном машины среднего класса, да, ездят, ну, которые в глаза не бросаются. И вдруг проезжает мимо Land Cruiser, Bugatti, там, не знаю, Lamborghini, еще там Porsche Cayenne. Этого же не так много, это бросается в глаза. Правильно? Сразу бросается в глаза. Вот. Нам свойственно обращать внимание на то, чего немного на самом деле. То есть даже вот эти пары, которые ты видишь, ну Сочи это тоже неудачный пример, потому что туда реально приезжают люди отдыхать и парами, и очень много. И в Турции, вот когда я жил, особенно в сезон, много пар разных Много. возрастов. Ну, вот я тоже была в Турции в том году, реально много пар. Но это же они приехали откуда-то, и тут появилось большое скопление людей. А если мы говорим не про курортный город, да, какой-нибудь, в обычной жизни, вот почему я пример с машинами-то привел. То, чего мало, то и бросается в глаза. Ну, Я, понятно. то есть реально пар мало. Вот я нахожусь, я не буду говорить, где я нахожусь, в каком городе, не хочу. Допустим, когда я жил в Тбилиси, и здесь я сейчас живу в большом городе, в очень большом городе, и я с подписчиком встретился, и мы прошлись по центру, да. Мгм. Знаешь, на что я всегда, когда приезжаю, я смотрю, сколько пар. Слушай, в таком большом городе, где я нахожусь, я встретил за час около 10 пар, а прошло несколько тысяч человек реально. И это группы, вот группы одиноких молодых девушек, группы одиноких молодых мужчин и парней. И в основном встречались пары иностранцы. Понимаешь, что происходит? И в Тбилиси, когда я приезжал, и в Батуми, и в Турции я видел то же самое вне сезона. И в России я сейчас вспоминаю тот же Краснодар. Реально, очень много одиноких и мужчин, и женщин. Просто мы этого не замечаем, потому что этого много. Много просто, а то, чего мало, оно бросается в глаза. Конечно, мы пары видим. Ну, конечно же, мы это все видим, замечаем и так далее. На самом деле проблема существует. Но они как-то знакомятся, а мы же не знаем, может быть, этот парень или этот мужчина взял какую-то девочку, за свой счет повез в этот Сочи, чтобы на недельку с ней, ну, покувыркаться. Они могут и за ручку походить, вопросов нет. И таких, кстати, очень много и мужчин, и женщин. Вот реально очень много. Ну, А, может быть. Есть и другая сторона медали, где, да, муж с женой, там парень с девушкой. Но когда они познакомились? Насколько, как долго продлятся их отношения? Они могут поссориться там завтра, послезавтра. Понятно, что это я в крайности какие-то вхожу, но на самом деле пар немного. Я нахожусь, кстати, в стране, где, в принципе, традиционные, ну как, семейные ценности, где-то около патриархальные, огромные проблемы у мужчин возникают со знакомствами с женщинами. Ну, Огромные. И потому что очень много законы одиноких женщин. такие. Все, конечно, очень много от законов идет, очень много. Дали женщинам свободу, и, ну, вот нельзя, не зря был придуман патриархат. Потому что нельзя женщине давать свободу. Женщина очень эмоциональна, она нестабильна, в своих решениях. И поэтому должен быть, ну, и мужчина всегда был главный. Все таки такой Мгм. руководящий, со стабильной психикой, с твердым решением каким-то. Поэтому, законы сейчас везде меняются. Но опять-таки, если взять, например, Эмираты, арабскую страну, Мгм. там пока все в норме, там нет такого. Они держат это.
Это у нас просто все вот это сейчас происходит. Ну, И в Азии, в понятно, Азии, зачем. кстати, я извиняюсь, да, договори, я перебил. Не, я уже договорила, просто я говорю, это понятно, зачем это все делается. Мгм. Вот, Мгм. поэтому надо просто, если кто-то понимает, зачем это делается, надо просто брать все в свои руки опять-таки и, ну, как-то это, в общем, как-то это решать, этот вопрос уже самостоятельно, а не полагаться на кого-то. Ну, на закон, да, как я говорила. Ну да. Вот взять ту же Азию, вот я не знаю, сейчас смотрит мой друг и подписчик, и Влад его зовут, он, кстати, канал свой недавно завел, вот, не знаю, пропиарить, может быть, Удачи сейчас в я найду ссылку. продвижении, Владу. Да, 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 спасибо. Не знаю, смотрит он или нет. Он в Таиланде сейчас живет, в Бангкоке. Вот. И знаешь, Прекрасно, что да. мне сказал? Да, про азиатских женщин. И он там был несколько раз ну, в прошлом году, в позапрошлом. И вообще он смотрит какие тенденции, да, отношение к белым Мгм. мужчинам. Вот Мгм. ходит миф, такой миф, что оказывается там белые мужчины нужны там очень сильно и так далее. Да, вопросов нет. К ним отношение, с его слов, отношение к мужчинам, ему 35 лет, отношение к мужчинам, к белым в прошлом году было получше, нежели чем сейчас. Даже азиатки, вот эти вот тайки, они стали более разборчивы. Они и раньше рассматривали мужчину белого только в качестве кошелька. В принципе, и сейчас это тоже происходит, но они еще и стали на внешность смотреть. Представляешь, что происходит? Ну, Это мне потому что Влад вот это выбор рассказывал. появился, понимаешь? Когда у Да. женщины, 2 платья в гардеробе, она знает, что одеть. Но когда у женщины будет 30 платьев, она совершенно потеряется. Поэтому да, я тоже, мне много пишут, у меня тоже видео про азиатских женщин есть, мне тоже многие Мгм. пишут, что только азиатки, на что уже, но это, видимо, те пишут, кто не был в браке, кто не жил долгое время. Я, конечно, не люблю говорить то, чего на 100% не знаю, но мне также пишут и разные комментарии. Мужчины, которые были, Мгм. например, в отношениях долгое время, и говорят, что азиатские женщины тоже вообще ни разу не простые. И Да-да-да. не надо думать, что им нужно только. Ой, а чё у меня наушники подключились? Ты сейчас меня Наушники слышишь? подключены? А, все, Да, все. слушаю. У меня тут так, нет, все. А, мне просто показали, что у меня наушники, зарядка садится. Что Ага. то у меня резко так да. Вот, так что там, с учетом того, что там у них огромная семья, еще этот русский мужчина будет и семью всю эту содержать. Конечно, наши ребята приезжают здесь, они не чувствуют себя королями финансово. Там они приезжают, для них там и зарплата там небольшая уже Мгм. кажется чем-то ой-ой-ой по их ценам в Таиланде, да. Хотя тоже сейчас курс, такой, что, в общем-то, я вот была тоже в том году в Таиланде. Не могу сказать, что там, ты знаешь, по нашему курсу сейчас прям супер-пупер дорого. Ой, дешево. Но тем не менее, конечно. Вот, но надо тоже с этими азиатскими женщинами тоже надо быть очень это, Ну а то да, и безусловно, есть, намечтаются да, мужчины бе наши. да, безусловно, есть, конечно, и пары, там, и муж, и жена, там, допустим, филиппинки, тайки и так далее. Но я не верю в этот миф. То есть, ты, кстати, говорила, да, ну, понятно, для чего все это делается. Я просто не хочу разворачивать эту тему, я думаю, Ну многие да. догадываются. Просто подталкивают, допустим, определенную группу женщин, я так скажу, да, э, в одно направление, а определенную группу мужчин, похожих на меня внешне, да, вот, допустим, я просто так вот, туда, вот, допустим, там, тайки, филиппинки. То есть Да. тенденции понятны, тут даже никто этого не скрывает. То есть это все, реально это все мифы, да. Ну, вот, ну вот возьмем американца, да, какого-то, который приехал в Таиланд с обвисшим животом, там, ну, совершенно непривлекательный, но есть бабки. Ну, понятное дело, что Мгм. из-за денег. И что, в этом ценность, что ли, получается? Ну, получается только да. И то это уже на это они не клюют, очень многие. И проблемы возникают просто, ну, реально, вот Потому Влад что уже говорит, перебор с этими мужчинами, уже в таком количестве поехали да, эти мужчины, перебор, что. правильно ты говоришь. Да, от избытка, то есть от этого тошнить начинает. Да, да, от избытка, Серийно, да. да. Так И же, то, как что у в телевизоре. женщин у нас, так же, как вот в России, Да. да, от того, что на одну женщину,
приходится много мужчин, которые тоже также мужчины сами виноваты, ну что тут скрывать, виноваты, что сами создают это внимание женщинам. И вот эти лайки, которые ставятся, да, в соцсетях тоже. Мне иногда кажется, мужчины не знаю, как из первобытного времени. Вот они увидели девушку на фотографии, на что мне это пишут? Ну, а что делать? А, я не могу пройти мимо. Вот он не может пройти мимо фотографии, где девушка оголенная, например, там только стринги и что то там прикрыто. Вот не может он пройти. Мне просто вот нужен лайк обязательно ей поставить. Ну, поставь, ладно, что тебе от этого будет? Вот, то есть, и поэтому, конечно, у женщин, вот как у азиатских сейчас женщин тоже происходит. От переизбытка, естественно, женщина начинает очень выбирать. Вот когда женщина после 30 понимает, что в ее окружении мужчин нету, она начинает думать: так, что происходит? Мне нужно выходить замуж, а мужчин нету. И планка женщины, она начинает снижаться. Звука. Уже других мужчин будет рассматривать. Мгм. Других мужчин будет рассматривать, которые, может быть, она раньше не обратила бы внимания. Так, чё-то зависло. Да, Я пропала зави ты у меня. я Да, зависла. У меня из-за этого звонка зависло. ага. Так, я пока комментарии почитаю. И что делать с этим? Отвиснет? Ну, у тебя, получается, был звонок, да, и все сбилось. И все сбилось, да. И всё сбилось. Наверное, уже, может Не быть, и не сделаешь восстановится. ничего. Честно говоря, А даже сейчас не подожди, дай я знаю. выйду и снова Попробую, да, по ссылке зайти еще раз. Вот пишут там всякое разное. Так, сейчас посмотрим, получится у Веруши или нет войти снова. По тому же приглашению. Так, ну-ка сейчас посмотрим, что А происходит. можешь мне новое приглашение сделать? Нет, скорее оно формируется один раз, то есть по-другому А уже не я что то получится. видишь. А ты Ой, выйти, так-то. ты выйти можешь из стрима? Звук пропал, не слышу тебя. И снова зайти? Ну, получается, стрим создал я, попробую из него Да, выйти. Да, попробую из него выйти и по да. этой же пригласительной ссылке снова зайти. Если Давай, сейчас интересно. попробую. Да, попробуй. Но это я тогда сейчас прям покину трансляцию, да? Ну да, изображения все равно нету. Вот. Ну, давай, сейчас покину. Попробуем. И хуже не будет. Так, сейчас попробует Веруша еще раз зайти по этой ссылке пригласительной. Я извиняюсь за технические вот такие вот проблемы. Так, вот, да, можно ее снова пригласить. Так, ты должна появиться сейчас. Вот. Да. Снова Видишь, рано. то есть можно выйти и по пригласительной ссылке. Это мне нельзя выходить. Но я надеюсь, никто не будет звонить в Если это ты время. выйдешь, то все, сразу все закроется, трансляция Ну, запустится. получается, да, Я да, поняла. получается. Ну, надеюсь, что этого не произойдет. Вот, кстати, минус, наверное, стримов таких, да, если кто-то позвонит, допустим, создал эту трансляцию, то Мгм. выходишь, наверное, уже с потерей стрима, хотя, может быть, и восстановится, не знаю. Ну, Мгм. слава богу, трансляция идет. Так, ты почитаешь чат? Я сейчас буквально на секунду отойду. Слушай, а Прям я секунду. тут, подожди. Давай я почитаю, хорошо. Ты Да, что-то почти сделаешь? пообщайся с аудиторией, прям буквально секундочку. Макс, она хотела тебя кинуть. Естественно, это же сущность женская. Ой, мой платный вопрос был: если женщина за патриархат, то готова ли она по требованию мужчины не общаться с разведенными подругами, носить длинное платье, делать всю работу по дому? Я не получила ответа.
делать работу, если женщина не работает. Если вы готовы полностью содержать женщину, тогда женщина будет готовить, делать по дому. Но я не такая женщина, если конкретно про меня спрашиваете, которая будет, только сидеть дома и заниматься глажкой, стиркой. Я немножко не такая. Я буду совмещать, но мне, нужно как-то немножко и реализация тоже. Вам нужна Мгм. конкретно такая домашняя женщина, вот, еще раз говорю, с церковными этими всеми историями. И я не готова по требованию мужчины не общаться с разведенными подругами. Вообще какой-то бред просто. И что теперь, если они разведённые? Они чё, плохие от этого, что ли? Ну, это очень странно. Иногда у мужчин такие Ну, желания странные. И мужчины, что мне эта подруга сделает разведённая? У меня что, своей головы на плечах, что ли, нету? Вот у меня, например, ну, недавно был случай интересный. Немножко недопонимание с мужчиной было, с одним. Не моим мужчиной, сразу говорю, это щас начнётся. Вот. И я спрашиваю своих подруг. Я понимаю, к чему мужчины этот вопрос ставят, потому что мужчины, они, конечно, ой, женщины, они, конечно, влияют на мозг женский в том числе. И я спрашиваю всех своих подруг просила, что делать. И мне, естественно, все с женской стороны сказали: "Как так можно? Это вообще непозволительно для мужчины, ла-ла-ла-ла-ла". Я, значит, собак спустила. Ну, я шучу, конечно, но в общем. И мы все такие сидим: "Да, действительно, это вообще". Вот. А потом я поговорила с мужчиной, спросила у него, спросила: "Слушай, а чё ты думаешь по этой ситуации?" Он говорит: "А чё я думаю? Ну, вообще-то" и взял и расписал мне. И я понимаю, что я вообще дико не права оказалась в этой ситуации. Ну, то есть я вообще накрутила, вот как женская история, я вообще накрутила того, и меня, соответственно, мои подруги накрутили так, что на самом деле вся ситуация решилась просто одним моим сообщением, и всё. И вопрос решен. Ну, то есть я просто как бы сама пошла навстречу, и всё. Вот это целое раздули из мухи слона. Но это женская история, я понимаю, такой вопрос, но не вижу ничего плохого в том, чтобы общаться. У меня хорошие подруги, сразу скажу. Разведенные, неразведенные, они прекрасные. Я выбираю очень круг общения, поэтому, на меня плюс на меня никто не повлияет. Да. понятно, ну, вот мне нечего добавить. Ты, ну, Видишь, уже совсем соглашаешься, видишь? Гипноз! просто К концу ты, стрима да, гипноз произошел. еще скажи этот, как, космическая энергия, Энергия ну, любви. космическая энергия, да-да-да, космическая энергия. Вот. Нет, просто действительно есть факты, когда разведенные женщины влияют очень пагубно. Поэтому мужчины задают вопросы. Вот. Ну, коль у Конечно, тебя я есть своя голова понимаю. на плечах, ну, ты сама ответила на этот уже вопрос вот в своем Есть, кстати, спиче, так сказать. арабская пословица такая хорошая, что если ты хочешь воспитать хорошо дочку, то следи за ее окружением. Поэтому вопрос на самом деле правильный, просто я выбираю свое окружение очень тщательно и отказываюсь в том, ну, как бы от женщин, которые не вижу смысла с ними общаться. Вот. Мгм. Так что вот так вот. Так, Просто Дмитрий, он настолько хочет, он столько копирует эти сообщения с этим вопросом, что мы не ответили. Надеюсь, Дмитрий, я открыто ответила, уже исчерпывающе. Рост какой? 1,76 м. 50 мне, Александр. Меня вот поплыл, поплыл, спрашивают поплыл ага, мальчик. Про меня, наверное, кто? пишет, поплыл мальчик. Но там пишут, что я влюбилась, и ты поплыл. Я какие-то Мне, знаешь, комментарии что не зачитываю. написали? Мне написали: Такое "После пишут, прямого с ума После сойти. прямого эфира у Максима будет канал не "Жизнь свободного мужчины", а "Жизнь женатого мужчины". Ну, как.
что Или творится. жизнь несвободного мужчины. Вот мне, знаешь, такие вопросы все время очень часто мне пишут: "Ты реально хорошая, почему мужчины в твоей жизни?" То есть мужчины думают, то есть для мужчин сложно найти женщину хорошую, а для женщины мужчины кажется, что очень легко найти, да? Вот просто взять так быстро: раз я хорошая, значит, очень быстро взять и найти себе мужчину. Но нет, в жизни так не происходит. Понимаете? Все не так просто. Всегда интересно почитать комментарии про себя. Вот, я читаю их, Кто вслух пишет не какие-то зачитываю. Ну, просто про себя читаю. Очень интересно, конечно. комплименты или нет? Ну, разного направления комментарии. Вот, какие-то люди предположения строят, какие-то фантазии. Ну, я все прекрасно Конечно. понимаю. М, Да, слушай, даже вон там это на хорошо. новогодние, не знаю, какие-то ты смотришь какие-то концерты. Я просто вообще телевизор не включаю. Тут к родителям приехала, у меня родители там включают, и Мгм. начинается: "Ой, а это подстриглась, а это, слушай, а как ты думаешь, она хороший человек или нет?" Понимаешь, вот как бы ты видишь на экране кого-то, да, и ты сразу, у тебя начинается вот это вот мыслительный процесс. А она ж там развелась, да? Слушай, а он вообще ее бросил, он вообще не мужик на самом деле. Как так можно было, да? То есть я, 15 лет работала с артистами, с публичными людьми. И на самом деле, если кому интересно, у меня была очень интересная история с, артистом таким, Ермольником, актером. Ну, я много с известными артистами, но вот конкретно Ермольник, он мне так с детства нравился, и я должна была его гримировать. Я так ждала этого момента, у меня руки тряслись. Я думала: "Боже мой, неужели мой кумир?" И он просто прошел мимо меня и сказал: "Я гримироваться не буду". Холодно, вообще бесчувственно. И я стояла, я думала, я сейчас расплачусь. И ушел. Ни здрасте, ничего. И я пошла и думаю: "Как так? Это вообще, как он так мог? Он такой грубый". А потом я просто поняла, ну он же тоже человек. У него, может, какие-то, может, у него до этого разговор какой-то был, и он Мгм. не в настроении или что-то такое. Может, у него что то болит, да? Ну, то есть и вообще публичные люди или люди, которые на экране, они часто вообще не соответствуют тому, что можно в жизни. Ну, как бы это образ просто, образ такой. Вот. Но это если говорить именно про артистов и публичных, у которых действительно какой-то образ. Мы же с тобой ведем прямой эфир, мы естественные с тобой. Да. Просто мне вот, тоже там, ну, предположения тоже обо мне там пишут, но меня же никто лично не знает, вот какая я на самом деле. Я в своих видео говорю то, как считаю нужно. Вот это вот моя философия в жизни. Потому что я не знаю, как ты, например, Максим, но мне кажется, что ты сам как автор понимаешь, что если ты мыслишь, не так, как ты говоришь в видео, но это странно. Это, вряд ли бы, мне кажется, вообще бы набирало какие-то просмотры. Ну, сидел бы ты какое-то время, говорил, что хотят только зрители слышать. Ну, а если бы ты это вот говорила не то, как ты думаешь и как чувствуешь, ну, мне кажется, что это был бы очень сильный диссонанс. Со Абсолютно верно. И не имеет Вот так смысла вести вот это вот. соглашается. Просто Ну, ручной стал. нет, ну, потому что я очень Я часто об этом, шучу, да я шучу. я понял. Я очень часто в стримах это говорю, что вот у меня раньше был немножко контент, другого плана, ну, больше было агрессии какой-то все-таки. Сейчас этой агрессии нет, ну, потому что с течением времени ты в вопросе разбираешься больше, ну и смысл в чем тогда, да, то есть где-то даже я где-то подыгрывал, ну, подыгрывал публике и так А далее. агрессия с мужской стороны или с женской? У тебя же много женщин на канале, да, тоже? Ну, женщин процентов, наверное, 10, не больше. Немного. В основном это мужчины. Да. И, Ну да, мы на канале не говорим, как богатого мужчину привлечь, поэтому женщины сидят на других каналах. и почему-то они идут к женщинам. К женщинам идут. Как привлечь богатого мужчину. Надо, наоборот, у мужчины надо спрашивать вообще, что хочет мужчина и так далее. Вот на самом деле это правильно. Потому что я стараюсь все-таки всегда говорить примеры
Вот, допустим, женщина там сказала, вот у женщин вот такой опыт есть, женщины сами говорили. То есть я стараюсь ссылаться хотя бы на что-то, потому что я не знаю, что в голове у женщин. Ну, реально, мне очень сложно говорить, там, что она хочет, чего не хочет. Искренне она или не искренне, да, то есть это очень сложно, да нет в этом смысла никакого. Вот, и я не учу, допустим, мужчин, то есть я не являюсь ни коучем, ни психологом, кстати говоря. Если у меня консультация, то это формат дружеской беседы. Вот, и это все несет рекомендательный характер. То есть никаких советов я не раздаю. Вот, если меня люди сами об этом не просят. И стараюсь ссылаться все-таки на какие-то вещи очевидные, или на свой опыт, да, или на опыт других мужчин, или на какие-то исследования, или еще на что-то. И исходя из этого выдавать вот тот контент, который есть. А учить там, допустим, жизни, там еще чему-то, как нужно, что нужно. Это пусть сами мужчины разбираются и так далее. То есть я все-таки, мое намерение и цель вот, дать материал, исходя из своего Мгм. опыта, вот в первую очередь. И чтобы мужчины все-таки самостоятельно принимали решения это делать. Да, сами понимаю, а не ссылаться, допустим, на только на меня или на тебя, да, вот на каких-то других лидеров. Мы не лидеры мнений, ну, допустим, на каких-то лидеров мнений, есть сейчас такие, допустим, политические, или еще там на каких-то людей, кто авторитетом для кого-то является. И зачастую люди принимают решения не свои, и мысли даже не свои. Вот что меня пугает очень сильно. Вот, допустим, сказали там, да, вот эта вот злополучная чашка кофе, там, еще там что-то, вот, плати, не плати там за женщину, это олень, не олень, тюлень. Я уже устал это говорить, то есть, да, какая у меня позиция по этому поводу. Но вот, допустим, мужчина по-другому не может. Да, вот как ни крути, вот он сидит и думает, ну, я могу только вот пригласить женщину, только так с ней взаимодействовать. Я что там, буду подсматривать за ним, смотреть, олень, ай-яй-яй, да мне вообще все равно, что он там будет делать и так далее. То есть самообманом самое главное не заниматься. То есть если жизнь соло, да, допустим, о которой я говорю, это мужчине не подходит, ну и не надо мучить себя. Да, я Не с надо тобой мучить полностью себя. согласна, потому что сейчас вот эти движения мужские, и мужчины вот подкрепляются, а я наедине с мужчиной общаюсь и просто спрашиваю вот в окружении там кого-то, и даже не знакомые вот лично мои, а просто спрашиваю, вот ты хочешь реально женщину? И огромное количество мужчин говорит, на самом деле я хочу женщину в своей жизни. Мгм. Но просто я не буду, бегать там, я не буду вот прям насильно там, не знаю, там, ну, специально вот целеустремленно вот ходить искать женщину. Но я хочу, я предполагаю, что в моей жизни будет женщина. Просто я, ну, сейчас вот такой период, когда я не могу такую встретить, какую я хочу. Вот. Но, я тоже против того, чтобы вот, выбрать какую-то это вот история "Ютуба", когда вот, я не знаю, ты заметила или нет, вот ты автор, ты выбираешь какую-то тематику одну, вот не знаю, там, ругать женщин, к примеру, и вот ты идешь. Как только ты отклоняешься от этого курса, все просмотров. Я не гонюсь за просмотрами. На самом деле, с самого начала вообще не гналась. Даже не ожидала, что у меня будут такие просмотры, искренне говорю. Была просто шокирована, потому что, ну, как бы вот я записываю от души то, что считаю нужным записывать. И я против того, чтобы вот идти по какой-то одной линии. Нужно слушать себя. И мы сейчас просто еще живем в таком мире, где нам навязывают, что отношения ни одному полу не нужны, ни другому полу не нужны. На самом деле, ну, не можем мы всю жизнь прожить без друг друга. Ну, я имею в виду, можем, конечно, но, все равно, ну, может, я очень романтична, но любовь — это самое главное в жизни. Я лично так считаю. Просто, конечно, когда нету этого качества, нету этой качественной любви, когда ты понимаешь, что здесь тебя обманут, там тебе нож в спину поставят, здесь ты не уверен в женщине. Потому что, конечно, у женщин от природы есть эти актерские способности. Поэтому мужчине не то, что сложно понять, что думает женщина. Мне кажется, мужчине даже не нужно этим заниматься, потому что мужчина не поймет женщину. Не поймет он ее на самом деле. То женщина сама себя не понимает часто. Я же сама женщина, но как бы я, скажем так, с сознанием себя и вот если взять, например, себя молодую,
Это вообще, это просто. Вот я бы сама себе с собой вообще бы не хотела встречаться молодой. Это такой ветер в голове, это столько эмоций. Это какие-то тоже у меня и требования были к мужчинам. Ой-ой-ой, там вообще. Поэтому все это я тоже проходила. Я себя, можно сказать, слепила. Просто я стала разбираться, в чем вообще мои все проблемы. А так все это как бы вот эта прошивка, которая сейчас происходит, Мгм. женская, Мгм. она, идёт полным ходом. Вот. Но тем не менее, не нужно доверять всем источникам, где говорят, что женщины плохие, а мужчины вообще самые просто, ужасные. Да, и ссылаться нужно на какие-то факты, не знаю, пруфы, может быть, еще что-то. Но а просто так вот из пальца высасывать, просто как бывает иногда, высасывают из пальца, да, там некоторые Видео есть такие какие-то? ребята, видеоблогеры, люди, в принципе, да, вот там женщины такие, сякие, мужчины такие. И женщины то же самое про мужчин говорят иногда. Просто Да-да-да. диву даешься. Просто я не понимаю, почему YouTube не блокирует эти женские каналы. Там просто на э, ненависть по половому признаку это называется. Ну, То может есть это быть, и вы наоборот женщина. поощряет. Нет, не Поощряет знаю. такую Я ненависть. думаю, все равно, если, ну, YouTube, наверное, виднее там, да, хотя правила сообщества все равно эти каналы нарушают, правила сообщества YouTube. Но пока тенденции такие, что эти каналы почему-то не банятся. То есть и говорят откровенную ложь на самом деле. Что нужно мужчине, как женщина может рассказать женщина. Уж извините меня, иногда в YouTube попадаются ролики и стримы, в моем закрытом телеграм-канале, кстати, есть там, вырезки с некоторых стримов Ютуба, где женщина-психолог, я не помню, как она называется, рассказывает, уж извините меня, не очень привлекательной внешности, с очень большими личными проблемами, прям видно. Но вот рассказывает женщинам, что нужно мужчине и как вообще, какой подход нужно к мужчине иметь и так А далее. нету И ни тут же одного продает курс. психолога здорового. В психологии идут психологи, ну, учиться на психолога, чтобы разобраться в первую очередь со своими проблемами. Я просто была знакома с психологом, который всю жизнь отдал. Это профессионал вообще с большой буквы. Он, к сожалению, его не стало, но он мне честно сказал, он говорит: "Я ни разу в жизни не встречал психолога, который был бы адекватным вот вообще". То есть, они сами приходят в эту профессию, чтобы с собой разобраться сначала. Поэтому, зная это, я очень осторожно вообще к психологам отношусь. Я не говорю, что они плохие там, нет, но, у них тоже там свои, знаешь, всякие истории. Мгм. Так, что Дмитрий, тут да еще? успокойтесь вы уже. Вы мне через каждое сообщение мне пишете. Вы готовы содержать полностью женщину? Полностью, чтобы женщина не работала, сидела дома, воспитывала троих детей. Готовы? Чтобы женщина отказалась от разведенных подруг. А то мне тут в честности говорят, что я нечестна, я за патриархат, а не слушаться не хочу. А еще чего женщина должна тогда, если я за патриархат? Вообще все, что вы захотите? А может, у вас какие-то нездоровые идеи будут? Тоже такие интересные. Вы мне не ответили. Я-то вам ответила. Вы мне не ответили. Вы готовы полностью содержать меня и трех моих детей? Наших, точнее. Хорошая правка была. Оговорочка по Фрейду. Оговорочка, да, кстати, была. А потом поправка, но оговорочка Потенциально была. наших, Да. потенциально моих. Спасибо, что уютно. Ой, Ильдар — это, по-моему, мой подписчик. Я помню. Ильдара я помню. Я уже некоторых подписчиков своих знаю. Да, людей интересует возраст, сколько у меня было по количеству, зачем. Я просто иногда думаю: Партнерство "Господи, хотите? люди, ну это же Сколько так мужчин было? важно. Какую вы Мужчин. информацию себе в голову запускаете?" Сижу какая-то я, Веруша, никому неизвестная.
Зачем вам эта информация? Почитайте что-то интересное в жизни, узнайте, не знаю, визуализируйте свою мечту, подумайте о том, как вы достигнете какой-то цели. Это самое классное узнать, сколько у меня было по количеству мужчин. Я вообще Ну, просто удивляюсь, почему меня не интересуют такие вопросы. Ну, может быть, люди хотят поддержать беседу. Я сейчас, конечно, не оправдываю, но Это скорее еще одна ошибка в знакомстве. не, ну, спрашивать, конечно, не, может быть, каким-то женщинам и интересно будет, да, вот когда мужчина спрашивает: "А сколько у тебя было, мужчин или партнеров там, да?" Никогда женщине не нужно Мгм. говорить мужчине, сколько у нее было мужчин. Это большая ошибка, потому А что женщина, в мужчина. смысле, мне надо говорить. А? То есть, допустим, я знакомлюсь с женщиной, если Да, она и ты мне сказала, спрашиваешь что у нее такой было, вопрос. да, у нее было 25 партнеров, то как бы не надо это мужчине говорить, да, ты считаешь? Нет. Нет. Ну, вот если он задает вопрос, как ответить? Вот Хорошо, как давай мне так. Нет, давай пойдем от другого. Она тебе сказала, тебе нравится эта женщина, она тебе сказала, что у нее было 25 мужчин. Дальше твои действия. Первый вариант. Так. Ну, вот смотри, сразу же в голове она вот вот давай так, в нынешней ситуации, в текущем положении, естественно, никаких долгосрочных отношений уже не может быть. Но я просто не смогу быть с такой женщиной. Второй вариант, как бы я мог поступить. Ну, кайфануть бы просто на краткосрок. И она кайфанет, и я, да, допустим, вот месяц постречались и разбежались. Все. Ну, и да, Мгм. условно я говорю. То есть, ну, вот так вот, в принципе, такой ответ. Но на долгосрочный период лично для меня эта женщина на данном этапе жизни мне не подходит. Я буду прокручивать это все в голове. И Я тебе больше мне скажу, если даже у это будет женщины будет неинтересно. трое мужчин в жизни, ты все равно будешь это прокручивать. Потому Естественно. То что есть тут вот, тут даже неважно, если да, 2 какой будет ты какой ты. мужчины, ты все равно Конечно, будешь думать о том, конечно. что ты был какой-то мужчина. Поэтому Конечно, 100 зачем эта информация? Я считаю, во-первых, мне кажется, когда у женщины было много мужчин, по женщине это можно много понять. Ну, я не знаю, может, мужчины не понимают, но я, например, сразу таких женщин вижу. Как они себя ведут, я вот, например, если говорить про меня, я мужчину близко сразу не подпущу. Вообще даже просто для близкого общения. Сразу нет. Это будет очень осторожно. Это будет, ну, вот как говорят, недоступно. Не то, что чтобы набивать цены вот этой недоступности, а просто я не могу сразу довериться человеку. Зачем так близко сближаться? Я вообще против этого. Я вообще за долгое общение, я за дружбу с самого начала, чтобы она зародилась. Потому что когда возникают отношения без дружбы, например, просто на каком-то сексуальном интересе, потом этот сексуальный интерес угасает, и людей ничего не связывает, абсолютно ничего. А сексуальный интерес, он угаснет в какое-то время, ну, надоест в любом случае. Поэтому я не подпускаю никогда так близко с самого начала. Это раз. Во-вторых, большая ошибка женщин, когда говорят, даже если у женщины было всего 2 или 3 партнера. Потому что мужчина все равно будет, практически каждый мужчина, он всегда будет думать о том, что у этой женщины был кто-то еще. Начинается какое-то сравнивание. В общем, я против этого. М, Против абсолютно. Я считаю, что это неправильно. Ну, как бы не надо об этом вообще, не надо это обсуждать. Для меня вообще, если я полюблю мужчину, он для меня будет единственный. Вот. Единственный и больше никого. Никаких обсуждений, никаких возвращений, а что было, а что для меня делали, а кто это был там. Зачем это нужно, это рассказывать? Так же, как и я считаю, мужчине вообще не надо рассказывать про свои бывшие отношения. Зачем? Кому это интересно? У тебя Не, ну есть подожди. сейчас твоя Если любимая. Да. не, если спросят, у меня женщины спрашивают очень часто, и спрашивали очень часто: Не, ну "А ты как расскажи про автор свои отношения". рассказываешь, но я бы лично,
Я бы, сама мужчине не рассказывала бы, к примеру, свою какую-то там прошлую жизнь. И я бы у мужчины сама не спрашивала. Я бы не хотела этой информации знать. Зачем она нужна мне? Вот, например, я читала недавно случай, когда женщина, девушка точнее, она говорит: "Что мне делать? Я люблю своего молодого человека, а он сказал, что он никак не может забыть свою бывшую". Они живут вместе, то есть он уже, 3 года они расстались, и она как раз писала на форуме, она говорит: "Как он может 3 года помнить про свою бывшую?" А она настолько ему запала в душу, что он вот все, знаешь, вот любит ее и все. А с ней он встречается как бы, ну, им хорошо вместе, но она говорит: "Я не чувствую, что он меня любит". Ну и все такие: "Да нет, ты что, он же с тобой, значит, он тебя любит", там, все такое. Мгм. Она говорит: "Ну ладно, я вам всем поверю, но я так не чувствую", понимаешь? И уже все, ты знаешь эту информацию, ты уже из головы ее. Вот лучше, мне кажется, что-то не знать, чем запустить это в свою голову и потом об этом думать постоянно. У тебя сейчас есть новые отношения, у тебя есть женщина, которую ты выбрал. Все. Нужно прошлое вообще забыть, закрыть и об этом не вспоминать. Зачем это перемусоливание? Что было? Кто она? Ну, я не знаю, Ты я вообще рассуждаешь, ты мне рассуждаешь, ну, по-женски, это понятно. Вот мужчина, даже если, ну, вот, допустим, нет, ну встречает почему там, по-женски? Если бы я узнала, что у мужчины, с которым я встречаюсь, я бы, конечно, такого не выбрала. Но если бы мужчина, я бы узнала, у него было бы даже хотя бы 10 женщин, вообще сразу крест бы на таком мужчине я бы поставила. Понимаешь? Так же, как и ты говоришь, что если бы ты узнал, что у женщины было 25 мужчин. Все то же самое абсолютно. Мы где-то схожи, мы м, где-то в нет, этом тоже мы не то же похожи. самое. 25 женщин у мужчины и 25 мужчин у женщины — это не то же самое абсолютно. Но это Мы ты просто так разные. мыслишь как Мы мужчина. мы просто разные. Ну, понятно, что я мыслю как мужчина, поэтому Просто, понимаешь, даже если для женщины, если да, мужчина хорошо зарабатывает, то для женщины, вот если мы возьмем 2 случая: мужчина плохо зарабатывает и мужчина хорошо зарабатывает. Женщине будет вообще все равно, сколько у мужчины хоть 100 женщин было. Если он хорошо зарабатывает, женщина все равно будет с ним. Ну, я говорю про определенную категорию, которой важны деньги. Но если говорить, вот конкретно про меня, мне всегда не нравились мужчины, у которых было много женщин. Я вот честно. Для меня Мгм. это мужчины, которые не выборочно выбирают женщину, просто перебирают. Для меня Не, больше мне не нравится так, история: выбрал одно и абсолютно все. не так. Абсолютно не так, абсолютно вот, не согласен с этим. Объясню почему. Давай. Мужчины, ну, понятно, мы устроены по-разному. Ты рассуждаешь как женщина, а мужчина рассуждает, и он и чувствует по-другому. То есть он может любить женщину определенную, и при этом у него может быть на стороне там 5-10 женщин, ну, условно, одна женщина. Я не говорю, что измена — это хорошо, это плохо с обеих сторон, сразу подчеркну. Но, допустим, Я поняла, про что. после измены мужчина, он все равно вернется вот к этой женщине и будет ее любить. А женщина, по словам же самих женщин, в процессе измены, да, допустим, она отдает, или, ну, месть там какая-то там мужчине и так далее, мужу или там парню, в процессе измены отдает свою любовь и лояльность уже туда, другому мужчине абсолютно. Абсолютно. То есть это сами женщины говорят, и многочисленные исследования это тоже подтверждают. Если у тебя может быть в индивидуальном порядке совершенно все по-другому, исключение из Ну правил. да, я вообще Поэтому, такая девушка очень необычная. Я вот прям, да, такая. поэтому это не Мне то же самое. один на Абсолютно не то всю же самое. жизнь за преданность, за верность. Вот. Меня, более того, если я выбираю мужчину, то я на других мужчин вообще смотреть не буду. Мне вообще вот просто автоматически другие мужчины, какой бы он ни был красавец. Я, кстати Мгм. говоря, в юности настолько мне вот, возвращаясь к внешности, настолько мне не интересовала внешность, мне всегда интересовала, какая личность у мужчины. Я была так получилось, просто чуть ли не, ну, у нас там, мне надо было где-то побыть, я была в квартире одна со стриптизером мужчиной. Мы тогда общались с ним, мы совершенно случайно на съемке познакомились, а я не знала, что он стриптизер. Я думала, что он танцор.
Потом я совершенно случайно узнала и с ним прекратила общение, потому что там я узнала про него разные истории. Вот, и мы там, такая группа, какая-то, трое таких ребят, певцов. Вот один из них, он там Мгм. квартиру, в общем, ему предоставил. Ну, в общем, и мы туда пошли с ним. Вообще ничего не было. Меня даже это не интересовало. Мне вообще было все равно, красивый он, некрасивый. Потому что то, что он говорил, мы просто дружили с ним. Вот касаемо внешности, я вообще ни разу на него не набросилась. Поэтому здесь, может быть, я не знаю, чем-то отличаюсь, да, от других девушек. Но вот я касаемо, если я выбираю, то все. Мне, красавец, хоть Аполлон будет стоять, я вообще не посмотрю на него. Всё равно будет. Хоть Дэвид Понятно. Бекхэм будет стоять. А если Крис Хемсворт будет стоять, тоже все А я равно? не помню, как он выглядит. Ну, это фильм Тор, высокий такой, австралиец. Кто? Откуда, из какого фильма? Тор называется фильм. Как-то Тор, так не, вот. не смотрела, не смотрела. Ну, и А мне так и актеры-то внешне, вообще мало внешне нравятся, если честно. Я очень так специфически, у меня внешность тоже, знаешь. ну, понятно, как бы, но у большинства женщин все-таки, с которыми, давайте так, я общался или общаюсь, вот, мнение расхожее с твоим, расхожее, Я то на есть. самом деле к концу стрима поняла, о чем ты говоришь. Вот, ты говоришь о том, что женщина, если мужчина внешне не привлекателен, то как бы женщина не будет с ним. Касаемо, например, если близости говорить, я знаю действительно случаи, когда женщина как бы себя уговорила быть с мужчиной. Вот то, о чем как раз я тоже говорю, когда мужчины говорят, что они не будут добиваться, вообще женщину, они не будут стараться ничего делать, ждать кого-то. Не согласилась — до свидания, как говорят мужчины. Ну, по крайней мере, у меня такие настроения там, да, на канале, в комментариях. То есть не понравилось, ну, я понимаю, от чего это. От того, что, конечно, незнакомец, и мужчинам уже все это надоело, для кого чего там делать. Вот. И, конечно, вот эти истории, когда женщины согласились на это, пошли на это, то есть мужчина себя проявлял, и женщина сказала: "Ну, раз он такой хороший", пошла я замуж за него и не смогла себя уговорить. То есть изначально внешне не нравился, и ничего не изменилось. Мгм. А, не смогла заставить. То есть даже было на уровне того, что, ну, близость просто неприятно была очень. То есть он ну, как бы он дотрагивается, а ей вот до такой степени неприятно с ним находиться. Но на это тоже, знаешь, могу сказать, опять же, что, как говорится, с лица не пить, да, воды, и внешность тоже, какой бы ни был красивый человек, она потом замыливается. И, не знаю, поймешь ты, о чем ты или о чем я говорю или нет, но когда ты уже живешь с Мгм. человеком, ты уже немножко по-другому со временем начинаешь смотреть на него. Если говорить про осознанность, ты уже хочешь что-то более внутреннее увидеть в человеке. Ну, по крайней мере, я так мыслю. То есть эта внешность, она как бы уже, да, есть вот эта вот картинка. Но опять же, если человек будет по каким-то поступкам тебе неприятен, то и внешне здесь он тоже будет неприятен. Ну, по крайней мере, я так мыслю, понимаешь? Я понял, Поэтому да, это очень я сложно, понял. чтобы все совместилось, чтобы, все, что человек делает, было приятно и еще внешне приятно. Все равно, нужно на что-то, чем-то пожертвовать. Чем-то пожертвовать придется. Очень редко можно встретить красавца с спортивной фигурой, богатого, щедрого, который не будет доминировать над женщиной, потому что женщины, они не понимают многие. Они думают, что они найдут богатого и будут там, крутить рог из него, но так не получится. Богатые, они, имея деньги и вот эту власть, они, тоже знакомы с таким мужчиной. Там такой доминант вылез вообще. Это просто там вплоть, вообще столько запретов. Это не делай, там с этими не то-то, 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 понимаешь, там, вплоть до того, ты вообще, я тебе сам круг общения тебе скажу, с кем тебе общаться. Вплоть там до мамы с папой нельзя общаться. Это у меня много таких историй, когда хотели богатого, встретили, и просто там,
счастливы, что развелись или что ушли от этого мужчины. Поэтому это все печальная история, когда гонишься только либо за деньгами, либо опять-таки за этой внешностью. Когда, красивый, но сколько я почему я еще так про внешность те говорю? Потому что опять-таки 15 лет я работала на съемках. Соответственно, съемки у меня разные были. Я сотрудничала с рекламными агентствами. Артисты, футболисты, хоккеисты, бизнесмены. Все, вот все, что можно в рекламе. Там я работала, например, была съемка с МТС, я сотрудничала. Там пришли красавцы-мужчины. Там такая была съемка в стиле 18+. Там были пожарные, они были, это модели были мужчины, красавцы, накачанные. Там мы маслом мазали их, чтобы у них тело было такое. Якобы они вот пожарники такие, знаешь, красивые. И вот этот стоит мальчик один красивый, он нереально красивый, обложка, тело нереально красивое. Он начал говорить, и мне просто сразу же, понимаешь, свет, вот как мужчин свет выключается в голове, когда они видят женщину, которая в стату, например, сейчас, или с там слишком накачанными губами, когда вот прям просто табу это тату. Вот так же у меня свет сразу выключается. Он глупый, все, понимаешь? Это природе заложено. Мужчина должен быть умным, чтобы понимать, что ему в жизни делать, как ему заработать на свою семью. Вот так вот заложено. Поэтому женщина, если мужчина знает, что делать в жизни, она пойдет за таким мужчиной. И я знаю также случаи, когда женщины встречаются с мужчинами, сами хорошо зарабатывая. Нашли просто обычного мальчика. Но он не богатый, он вообще, он зарабатывает не так много. Просто понравился человек. И это тоже, кстати, не Я красавец. понял. Да, понятно. Понимаешь? То есть разные Это случаи. я Но понял. внешность, конечно, нам всем хочется, красивых рядом с собой людей. Люди вообще так устроены, что, естественно, нам все нравится привлекательное в жизни, правильно? Ты смотришь на девушек, ты же выбираешь глазами красивых, ты не смотришь на каких-то серых мышках в серой одежде какой-то, такие Почему смешные, смотрю? Не, да? я С какой почему? целью Почему? смотришь? Серые мышки разные бывают. То есть бывают очень приятные, даже милые девушки и женщины. Но Вот. самое, вот если Это вообще поставить мышку и ошибочное, красотку. это ошибочное мнение, что мужчина выбирает только каких-то красоток. Это ошибочное мнение. Нет, Абсолютно. ну красотки, они же тоже у всех понятия разные, красотки. Но мужчина же всё равно больше заточен на привлекательную девушку, так природа тоже устроена. Поэтому женщин природа такими создала, чтобы у них формы были. А мужчин природа создала мужчин не идеальных красавцев. Мужчинам это надо понять просто и успокоиться по поводу своей внешности. Просто вот Нет, этот миф. я не согласен. Мужчины, то, что сказала Веруша, это может быть все звучит красиво, и вам это на самом деле я бы не стал слушать. Вот я первый раз говорю на А стриме. Ты смотри, хорошо, я не мужчина. слушайте, Вот смотри, не что мне слушайте, это делать? не так. Я Очень. мужчина, я родился некрасиво. Ну, просто объективно. Я маленького роста, у Ну, меня непропорциональная фигура, у меня некрасивое лицо. Не знаю, да. что там еще может быть, большие уши, не знаю, все что угодно. Что мне делать? Мне чё, сидеть и, приписывать себя в группу, некрасивых мальчиков, у которых не будут отношений? А у Вообще него не мужчина будет, не должен, у него не да, будет мужчина вообще не отношений. должен о своей внешности думать. Он должен Не, минимально заботиться о своей внешности я не и говорю, думать. неправильно. Нет. Да. Смотри. Я не говорю, что он должен заботиться о своей внешности. Он вообще, на самом деле, для него внешность должна, ну, как бы быть посредственная, да. То есть мужчина может быть внешне достаточно привлекателен, таких мужчин много. Вот которые, я сейчас не говорю о супер некрасивых каких-то. То, что ты Мгм. приводишь в пример, это ты говоришь о мужчинах, которых не так много даже среди моей аудитории, да и в жизни. Я Красивых? говорю, я про некрасивых, про Про некрасивых. них? Вот то, что ты описала, какого-то жуткого карлика, там, я не знаю кого. Вот я говорю Я просто так утрирую. про простых мужчин, которые нормального роста, более-менее нормально выглядят, но женщины, уж так получилось, устремили свой взор очень многие туда, вот в топовые мужчины, это не обязательно богатые.
топовый мужчина может быть просто привлекательный. Таких женщин много. И реально отказывают именно потому, что не понравился внешне. А вот другого выбирать, потому что Так а внешне чё с ним понравился. делать, с этой Подожди, внешностью? я не договорил, подожди. Я не договорил. Дело в том, Извини. что, э, что ему делать? Для того, чтобы, вот ты же сама говорила, да, кушают плохую еду, плохая экология, стрессы, еще там что-то, в фитнес-залы там не ходят, еще там, ну, то есть мужчины же тоже, да, плюют на себя, а элементарно не нужно там лукс-максингом прям каким-то сильным заниматься, потому что это все равно будет заметно, это женщину будет отталкивать. Потому что женщины сами лукс-максятся так, что мама не горюй, они сами этим занимаются, улучшают свою внешность. Ну, ты знаешь, что такое лукс-максинг. Мужчика, я согласна. Когда Да, мужчина поэтому, слишком, это естественно, перебор. когда мужчина этим будет заниматься, да, вот, ну, так Нет, досконально, нет, это не мужское, нет. это будет отталкивать. Я не говорю, что нужно прям себя преображать вот до такого состояния. Вот. Элементарно, да. Ну, просто нормальный сон, вот что, чего мне не хватает. Нормальное питание, чего мне не хватает. Побольше физических тренировок. Ну, я как бы пытаюсь это все-таки сейчас исправить, и у меня вроде получается. Вот, меньше стрессовых ситуаций. И мужчина, в принципе, если он будет это соблюдать простые правила, он и так будет, ну, уже будет привлекательнее внешне. Он будет подтянут, да, у него лицо, кожа лица улучшится, я не знаю, там, волосы, может быть, еще там. Ну, то есть уже будет На самом лучше, деле если это привлекательные люди вот это и счастливые. есть, вот это и есть Не натуральный думала о лук с том, максимум. что самые привлекательные люди — это просто счастливые люди. Нет, это не так, абсолютно, абсолютно не так, абсолютно не согласен. Опять к концу стрима теперь не соглашается, снова придется работать. Потому что это, ну, у нас конструктив, у тебя своя Смотри, точка зрения, я знаю, у что меня я сейчас своя. какой аргумент Ну, приведу. Я работала на хорошо, свадьбе но я еще очень не много договорил. лет. Я ж не договорил еще. А, Я ж извини, не пожалуйста, договорил. извини. Да. Вот. Я когда закончу, я скажу, что я Да, закончил, да, чтобы можешь мне только напомнить, у меня память плохая. У меня правда память плохая. Можешь мне про свадьбу напомнить, я скажу? про какие Что я свадьбы. про свадьбу Я помню, хорошо напомню, да. Вот, и по поводу вот этого лукс-максинга и всего остального, эта тема хорошая. То есть, ну, когда это в натуралку, да, идет, так скажем. То есть, просто мужчина заботится. Вот ты же сама говорила, заботиться о себе, да. Фитнес, шмитнес, правильно, неправильно, а нормальное питание. Да. Вот, допустим, нормальный образ жизни, без вредных привычек, да, ну, или минимизировать, хотя бы лучше, конечно, вообще исключить. Вот, и тогда, в принципе, ну, организм будет здоровее, внешность, естественно, будет улучшаться, все будет улучшаться. То есть, да, в чем проблема? Допустим, я же не говорю, что нужно там пластическую операцию себе делать и так далее. Не надо этого делать. То есть, если есть какие-то дефекты, да, и как-то это выглядит неэстетично, это другой вопрос, да. То есть, тогда действительно, может быть, нужно прибегнуть. После аварии, там еще там что-то, либо с рождения что-то пошло не так. А в основном-то мужчины нормальные. То есть, ну, надо просто, кому важны и интересные отношения. Я же почему говорю, из нормисов, да, лучше вот вырваться. Так кто-то, вот большинство людей, я сейчас не говорю про мужчин, они что, да, занимаются спортом, да, на регулярной основе, они нормально питаются, не спят нормально, не избегают стрессов, нет. Ну, вот, допустим, Новый год недавно был. Многие, наверное, дали себе клятву. С Нового года брошу пить, курить, буду там заниматься тем-то, тем-то. Кто-то это делает, минимум. Минимум. То есть никто ничего не будет, это тяжело. Это нужно себя заставлять. И до цели очень далеко. Вот. Поэтому такие вот дела. А если приложить какие-то усилия, да, для себя в первую очередь, вот в чем ошибка мужчин, они это делают для женщин зачем-то. Для себя надо делать все в первую очередь, и тогда, если ты сам себе интересен, и ты от этого будешь кайфовать, и, соответственно, ну и для женщин ты будешь более привлекательным на самом деле. То есть, а когда ты даже делаешь для женщин, это все равно заметно. Да, И когда я с тобой вот полностью согласна. он ходит в зал, допустим, ну, накачался, допустим, хорошо, а женщин нет. Что он делает? Бросает все это к чертовой матери, говорит, все это фигня, ничего не работает и так далее. А если бы он это делал для себя, ненавязчиво, он бы кайфовал бы от этого.
было бы Да, все прекрасно. Может быть, кто-нибудь там на горизонте бы нарисовался бы. Вот, согласна полностью. да, я закончил свою мысль. Что делать прям вот то, что ты описала, ну, это просто, ну, такие мужчины есть. И я не знаю, честно, я не знаю, что им делать. Я не Слушай, ну знаю, я что тебе им. объективно могу сказать, я вот когда вижу на улице, я вообще не могу сказать, что я вообще вижу постоянно красивых мужчин. Ну нет в Ну, таком так же, как количестве и красивых женщин, мужчин. так же, как и женщин. Красивых людей вообще стало мало. Я не хочу обидеть женщин ни в коем случае, они там считают себя все красавицами и так далее. Вопросов нет, считайте. Но лучшую оценку даст мужчина, так же, как и женщина лучшую оценку даст. Вот ты говоришь, нет красивых мужчин, женщин тоже не очень-то Не, ну я много не говорю красивых. нет, их просто немного. Да, немного. Ну да, ты поправила меня. Да. Мгм. Я закончил, кстати, свою мысль. Ты по поводу свадеб хотела там что-то Да, сказать. смотри, ну, я работала на свадьбах, за 15 лет я уж, поверь мне, видела столько с пар. И, конечно же, я обращала внимание. Понимаешь, иногда вообще непонятно, что нашла женщина в этом мужчине. Просто вот я запомнила пару, они вот как 2 крота. Реально, там мужчина просто крот из дюймовочки, абсолютный. У него пузо начиналось прямо от груди. И вот вся фигура, ну, это вообще даже внешне просто крот. И она тоже такая, у нее тоже пузо такое. Вот они 2 вообще настолько похожи. Я, наверно, подумала, вот они на этом и сошлись. Ну да. Понимаешь? А для нее он красавец, для нее он ей нравится. Я бы никогда в жизни с таким мужчиной не была. Вот, то есть, вот ты говоришь по внешности, а сколько я пар знаю, опять же, из свадеб, вообще ни разу не красавцы. Ну, вообще ни фигуры, ничего нету. А у них свадьба, у них жена красавица. Кстати говоря, невест очень много, реально красивых. Особенно, когда невесты без макияжа, и мы ей делали какой-то такой очень аккуратный макияж. У меня там, я помню, была невеста, она в полиции работала. Она вообще в жизни не красится. Мы ее накрасили, а вообще все в шоке просто были. И это просто вообще чума, девушка. Абсолютно обычной внешности мужчина. Вообще ни разу не красавец. У меня, я говорю, огромнейшее за 15 лет пар, где я вообще вот сказать, что я увидела мужчину-красавца, ну, может быть, пару раз. А. Интересного вот такого. А Ну, так я это не. всегда, вот я думаю, что женщина в нем нашла? Вообще никакой. Но понимаешь, ну что-то нашла она в нем. Вот касаемо опять-таки внешности. Ну вот смотри, в течение всего стрима мы с тобой говорим о разных вещах. Ты говоришь на перспективу долгосрочных отношений. Я не про это же говорю. То есть Да, я на для перспективу. меня личный брак, вот то, что ты описала, это может быть брак по расчету, это может быть от безысходности, или может быть действительно желание Нет, ты что, какое-то. там вообще не брак, там такие свадьбы бедные были, вообще не по расчету. Не, 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 не. Ну ладно, ладно, допустим, ну захотели так люди. То есть людей все равно не остановишь от глупого поступка. Это когда он идет за. Я считаю, что это глупейший на сегодняшний день поступок но идти это в этот давно брак было. через женщину. Свадьба, вот Это это мое вот мнение. про том, это вообще свадьба, на лет 8 назад была. Не, 10. я понял, но ну, как бы не суть. То есть Ну, поняла. людей все равно много ходит в ЗАГСы, это их проблемы, это их выбор. Я вообще не понимаю мужчин, которые туда идут, абсолютно не понимаю. То есть для чего, зачем, то есть, ну, наверное, боязнь потерять женщину. Может быть. Я немножко не об этом же Это хотел сказать. инициатива женщин, конечно, в основном. Нет, Я извиняюсь. это инициатива мужчин в основном, как-то не странно. Идти в ЗАГС зовет мужчина зачем-то. А потом прибегает на мой канал и говорит: зачем я это сделал, Максим? Меня обобрали до нитки. Вот. Ну, я что-то слышал, что нельзя как бы в ЗАГС идти, но думал, это не про меня. Вот, вот в итоге у нас, видишь, такое огромное количество разводов и всего остального. Я просто не понимаю, зачем идти туда, где, ну, вероятность очень высока, даже не 50/50. То есть, ну, Ну, скорее всего, если бы выберут я была меньше. мужчиной, я бы просто миллион раз подумала перед тем, как это Да, сделать. Вот это есть просто неопрометчивый есть шаг. одно верное решение. Правильно сказал вот и не буду фамилию называть, маэстро есть такой, потому что он там, его там киноагент, короче, ладно, Панасенков, киноагент Панасенков.
Есть такой, то есть, ну, я должен М. сказать в эфире. Маэстро. Вот, да, маэстро его еще называют. Недавно Мгм. у него удалили канал, там потом восстановили. Что он говорит про ЗАГС? Очень интересную вещь. Я всегда об этом в эфирах и в роликах говорю, что как только у вас в мыслях появилось, или вы собираетесь идти туда, вот в это госучреждение под названием ЗАГС, вот, разворачивайтесь, бегите, бросайте имущество, бросайте все подальше от этого места, идите, вот пока вот сил хватит и так далее. То есть, ну, не портите себе жизнь. Я с ним абсолютно согласен. Я его сейчас процитировал, есть ли такой ролик у него реально на каком-то из каналов. Есть. То есть, также его слова, которые я поддерживаю, любые отношения рано или поздно заканчиваются. То есть, ну, и нужно думать, как ты из них будешь выходить. Но это реально так. То есть, Не ну, надо я так говорю, думать. Да. ну, как бы это понятно, но я У говорю нас сейчас, жизнь заканчивается, слушай. жизнь Все заканчивается. Но заканчивается. отношения заканчиваются раньше, как правило, у большинства А раньше. зачем вступать? Это, понимаешь, это как будто ты машину, вот у меня подруга, я помню, я покупала себе первую машину у меня, ну, она сейчас у меня она и есть, но это марка хорошая. Она мне говорит: "А зачем ты такую покупаешь? Ты же ее разобьешь". Я говорю: "В смысле?" Я не покупаю машину в смысле, что я ее разобью. И у меня так и не было аварий вообще. Вот по моей причине, только уже потом, спустя много лет, меня там Я понял. въезжали. Понимаешь, зачем вступать в отношения, зная, что они закончатся? Нет, не Это так. мужская позиция. Не так. По-другому было сказано. Еще раз говорю. Он сказал следующее. Рано или поздно любые отношения заканчиваются. Поэтому перед тем, как вступать в отношения, подумайте, как вы будете из них выходить. Вот я о чем говорю. То есть, Зачем? пожалуйста, ради бога, вступайте. Как вы будете из них выходить? Просто много страданий, много раздела имущества, еще там что-то. С ума все сходят, боже мой, что делать? От меня ушла женщина, вот эти вот оленячьи все эти вещи, это я терпеть прям не могу. Слезы эти крокодили, ушла, господи. Ну ушла, да слава богу, что ушла, надо радоваться вообще. Что ушла предательница, что ушла то, все. То есть женщина, которая абсолютно не подходит. То есть зачем об этом горевать, тосковать? Понятна эмоциональная привязка. Ну, не конец же света, в конце концов. Просто это очень хорошие слова, кстати, вот этот, да, маэстро сказал, так скажем. Ну, Думать надо. известно. Ну, ты вступаешь, ты думай, ты вообще, то есть, ну как ты будешь, все равно это все закончится. И жизнь закончится, и все остальное. Ну как ты из этого будешь выходить? Предположи, в любом случае, ну, ты можешь уйти от женщины, она может уйти от тебя. А у нас же очень странные какие-то мысли у многих. Вот Нет, со для мной этого начала не я бы так произойдет, сказала. я не разведусь до гробовой доски, это все прекрасно, хорошо. Много таких примеров? Мало. Отношения те же самые. Но люди не думают, что это все равно все закончится. А оно заканчивается. Заканчивается, ну думать-то надо своей головой, ну столько есть информации, ну как-то вот более взвешенно, что ли, к этому надо подходить. И вообще, Я извиняюсь, мне там комментарии подожди. нависают. Не, я с Да. точки зрения мужчины говорю. Ну, на Ага. эмоциях, там, на похоти, конечно, там дурак пойдет в этот ЗАГС, навешивают на него кредитов, ипотек и будет всю жизнь расплачиваться. Это его проблемы. Как говорится, как говорят у нас, олень, ну, среди нашей аудитории олень должен страдать. И пусть страдает. Это его выбор. И он должен нести ответственность за свои глупые поступки. Вот, я к чему говорю? Опять-таки, я не обобщаю, не обо всех мужчинах и женщинах это говорю. Я вынужден просто это уточнять. Я к чему говорю-то это все, да? Вот, взвешенно там и так далее, я там сказал. Ну, по крайней мере, м, вот прежде чем вступаешь в отношения, да, ну, ты посмотри на опыт других. И вообще, задай себе вопрос, а зачем тебе женщина? Зачем тебе отношения? Что ты от этого хочешь? Никто ж не задает этот вопрос, даже когда в ЗАГС идут, никто не задает этот вопрос. Для Здесь продолжения рода. согласна. Банально. Для продолжения рода. Так это можно и без ЗАГСа делать. Дальше что с этим родом ты будешь делать? У тебя отнимут ребенка, будешь платить алименты, с приставами будешь ходить добиваться там, чтобы ребенка дали посмотреть хотя бы, да? Либо бывшая жена или эта мамаша будет манипулировать этим несчастным мужчиной и говорить сначала деньги, потом ребенок. Ну такое есть и есть. Не во всех случаях, но таких случаев очень много. Зачем? Вот прежде чем куда-то идти, спроси себя, зачем тебе женщина, зачем тебе отношения? Любовь
эмоции, это все прекрасно, но это все по-женски. Это все по-женски, не по-мужски, ну хоть немножко головой-то надо думать. И почему так происходит? Из-за тотального мужского одиночества, которое спровоцировало все вот эти вот проблемы, беды и так далее. Мужчина хватается за эту соломинку, за эту не такусечку, серую мышечку, единственная, которая на него обратила внимание. Да какие там красивые женщины, они там Да другие поэтому мужчины мужчина занимаются. должен выбирать себе женщину, а Так не как он будет мужчина выбирать? женщину. Как А? он будет себе выбирать, если он, ну, как бы нормист в большинстве случаев? А у женщин запросы до небес. Как он Ну, будет это вопросы выбирать? понятно, да. Но я хотела просто дополнить, что я с тобой согласна. Я не очень согласна, как бы я понимаю, о чем ты говоришь, что это Панасенков, да, я как бы, ну, то, Да. что я видела, это Панасенков, там все с ним ясно. Тем более я с ним, я его видела в театре, он такой творческий человек А, ты видел очень. его вживую, да? Да-да-да, ну, он Я в помню. театре там ошивается, скажем. Я вот человек, который видел вживую и, наверное, знает то, что, наверное, ну, наверное, не надо говорить, да, в эфире. Ну, слушай, ты понимаешь, творческие люди, он, конечно, там со своими монографиями, да, он, конечно, Ну, там да. интересный в каком-то плане, да, Ну да, но монография, все-таки да, художественная творческие деятельность. люди, у них несколько, ну, немножко по-другому там мысли. Вот, так как я опять-таки работала много лет в театре, я знаю всех артистов. Это, ну, творческие — это вообще отдельная каста. Мгм. Мужчины, я их, честно говоря, не всех даже как, ну, как мужчину рассматриваю, вот скажем так. Ну, здесь без обид просто. Просто это очень творческая направленность у мужчин. Это как, знаешь, модельеры. Вот Мгм. мужчины. Как модельер может видеть, что будет хорошо женщине? То есть это должно быть что-то в полушарии, что-то же от женского, ну, какое-то преобладание женского должно быть у этого мужчины. Вот, и я говорила как-то в своем видео про РСП. У меня такая немножко еще реклама параллельно идет моих видео. Но это я Ну, так кстати, просто. ссылочки на твой канал все есть в описании. Если кто-то хочет, подписывайтесь, друзья. Да, ну, Посмотрите. это я так просто шучу, но я там говорила о том, что на самом деле я сама поражаюсь, как быстро люди заводят отношения. Еще вообще не узнали друг друга, у них уже свадьба или они уже живут вместе. Вот я говорила, что люди порой машину дольше выбирают или какую-то технику, чем просто узнать элементарно человека, с которым ты будешь жить, общаться, тратить время свое. Плюс, как ты говоришь, да, что потом может быть впоследствии, если вы разойдетесь, как вы потом все это хозяйство будете делить. И, скорее всего, делить будут мужское хозяйство. То есть вот меня тоже вот это. Я была недавно на свадьбе, и тоже вот я стою, делаю прическу невесте и думаю: "Блин, парень, беги, пока не поздно. Что ж ты делаешь-то?" Там причем невеста, понимаешь, такая: "Ты куда пошел? Ты почему так долго? Ты почему мне не позвонил?" Ну, Ужас. парень, у тебя еще есть пару часов отказаться. Надо было сказать ему. Не, пошел. Что, да, Все, да, все, жених, да. Вот. То есть, уже конечно, развелись, наверное. я поэтому за то, чтобы люди дольше узнавали друг друга. Нужно потратить, не гнаться за гормонами, за то, что все, я ее увидел, я ее хочу, или он такой, вот я прям не могу, вся вообще горю просто внутри. Надо попридержать коней, но узнаете вы друг друга. Ну, может быть, у вас вообще цели разные в жизни. Я вот за то, чтобы вот, понимаешь? Ну, у каждого по-разному. Мы с Хорошо. подругой на эту тему спорили. Моя подруга, например, она сказала: "Я не вижу смысла долгого вот этого размусоливания, узнавания друг друга. Вот там 10 свиданий, все подходит, все вместе". Понимаешь? Чё время тратить в жизни? Ну вот, я по-другому думаю. Я понял, да. Ну вот потом эйфория вот это проходит, все это проходит. Да,
И что Пару потом с этим месяцев, и делать? всё заканчивается, да. Вот у меня вопрос, так скажем, вот подрезюмируя, да, всё, что мы тут, говорили. Давай. Вообще, как ты считаешь, в современном мире вообще нужны вот эти вот долгосрочные отношения между мужчиной и женщиной? Вот в таком старом каком-то формате? Потому что нового пока ничего я не вижу. Абсолютно. Его нет нового. Нету. Гармонии А нет новый никакой, это то есть какой? А? Новый это какой? Вот какой формат новый будет, чтобы он Не, подходил вот людям? нет, хорошо. На мой вот переформулирую вопрос. На твой взгляд, как как выглядят долгосрочные отношения между мужчиной и женщиной в современном мире? Вот настоящие и, ну, вот реальные. Не просто там, по старым патриархальным, вещам, но, может быть, действительно где-то такое есть? Вот какая твоя точка зрения? Возможны ли такие отношения долгосрочные в современном мире с учетом всего, что мы тут с тобой сказали? И какие они все-таки должны быть на долгосрок? То есть что должно присутствовать? Вот какая модель отношений? Что это такое? Ну, Вот я очень много долгосрочные. от, женщин слышу, несмотря на то, что женщины сейчас хотят править миром, да, вот дали вот эту вот свободу, руки развязали. Ну, эмансипация, опять-таки, это женщины все равно хотят видеть рядом с собой сильного мужчину. Просто сильного, ну, чтобы он был, естественно, сильнее женщины. Когда женщина сильнее мужчины, то такие отношения, ну, просто это либо будет вот как из «Золотой рыбки», Мгм. дед будет вот такой вот, или как из «Морозки». Да я хотела сказать, мне всегда было жалко очень его, вот это вот. Смотрел «Морозку»? Сказку нашу? Да, Вот, да, вот конечно. такой вот. Да, Мгм. вот такой вот будет, с этой мачехой вот такой вот. У нас щас очень много таких вот семей, на самом деле, где женщина правит, а мужчина вот такой вот, бессловный. Поэтому, если вот говорить про долгосрочные, лично мне очень близко, когда все таки мужчина глава, когда он занимает какую-то лидерскую позицию. Я, конечно, понимаю, что не все лидеры от природы, это понятно, но лидер не в том смысле, что он вообще среди всех лидер, а лидер хотя бы, ну, как-то вот, не знаю, в каком-то, может, маленьком круге или, ну, может быть, даже не в круге, просто не обязательно там прям вот лидер-лидер, но, чтобы все таки он вот эти лидирующие качества присутствовали в нем, вести Мгм. семью за собой. Потому что, опять же, знаю случаи, когда мужчина не может этого делать. Он не знает, он сложил лапки, он сидит без работы, он готовит, он выполняет женские обязанности. Когда мужчина начинает выполнять женские обязанности, мужчина превращается в женщину, а не в мужчину. И мне кажется, что раньше все таки гораздо лучше понимали, как должны строиться отношения. Это было правильно, что мужчина главный. Вот есть такое понимание, что мужчина, он должен быть приближен к чему-то духовному. То есть, как бы, ну, это так, тоже есть, знаешь, какое-то предположение. А женщина, как бы, она должна быть за этим мужчиной. То есть источник у мужчины — это что-то такое вот, да, ну, что-то на уровне тоже там, ну, какого-то роста, не знаю, духа какого-то, ну, вот этой духовности. А женщина за мужчиной. Женщина, она как, вот именно замуж, вот слово. Вообще раньше же, в русском языке не просто так вот эти слова. Это сильное значение очень слов. Просто у нас сейчас вот это все американизированное, вот это, английские слова а на самом деле наши русские слова, какие-то очень сильное значение придавали этому, и поэтому не просто так называется, когда женщина идет замуж. За Мгм. мужем. А у нас, получается, сейчас, мужчины некоторые замужем, а не женщины. Поэтому в мужчинах, я считаю, как бы ни было обидно, может быть, прозвучит, но в мужчинах нужно возрождать, вот эту силу мужскую, мужественность поддерживать, а в женщинах нужно больше женственности, чтобы женщина не давила на мужчину и чтобы женщина
Научилась уважать и слушать просто своего мужчину. Вот и все. Когда будет соблюдено то, что женщина может на мужчину положиться, мужчина знает, как ему решить. Поэтому для мужчины важен интеллект в жизни, вот ум вот этот, понимаешь? Чтобы вести свою семью, чтобы женщина понимала, несмотря ни на что, сколько, вот если говорить про долгосрочные отношения, разные передряги в жизни происходят. Будут ситуации, когда у мужчины, например, денег не будет, остался без работы. Ну, то есть, если говорить про то, что мужчина там содержит свою семью, к примеру, да, если опять же возвращаться в патриархат. Чтобы женщина не побежала сразу от него, бегом искать кого-то другого, а чтобы просто женщина была уверена в том, что мужчина, он, ну, мой муж, он сейчас, он знает, что делать, он справится с этим. А я знаю такие случаи, когда женщина упахивается на работе, а мужчина, опять-таки, он совершенно много лет уже не знает, чем ему заниматься, и сидит. И уже там отдыхает за счет женщины, ездит. Сначала ему все неудобно было. Мужчины тоже очень, в общем-то, расслабляются. И вообще, когда мужчина расслабляется, это плохо, плохо по жизни. Вот. Понятно. Ну что ж, позиция понятна. Я уже неоднократно высказывался по этому поводу. Э, я думаю, что мы будем подходить к концу, да, к завершению Давай. стрима. А у тебя вообще Да. обычно стримы сколько по времени идут? Ой, по-разному бывает. Ну, где-то в среднем 3 часа вообще стрим идет. А, Ну, а у нас мы щас, мне кажется, уже сколько? Щас, мне кажется, 4 уже, нет, идет? 4 часа, да, у нас стрим уже идет. Очень хороший стрим. Мне понравился. Как и подавляющему большинству наших зрителей, 78% ответили «да». Понравился стрим. Друзья, поставьте еще один лайк до 300, чтобы мы красиво завершили нашу трансляцию. Если хочешь, в принципе, есть, может быть, какие-то интересные сообщения, я вот читаю чат, пока Ну, мы вот вообще ребятам, получается, эмоции пока времени какие-то особо не нет. уделили. Да. Ну, можем, кстати, вот сейчас уделить, посмотреть, Ну, что в чате. давай, да, вот в Пожалуйста, окончании да? все таки почитаем. То ребята Да. пишут, обидно даже. Ну, конечно, очень много, хейта в мою сторону, что я там это вся. Ну, ничего. Ну, это... Я вообще считаю, вот, просто подытожу, я считаю, что вот глобальная проблема в том, что ни мужчина, ни женщина сейчас не понимает своей роли в отношениях и в семье. Вот правильно ты говоришь, нужно понять, для чего мужчине женщина, что он с ней будет делать, да, там, в том числе, если начнутся проблемы. И женщине тоже нужно это все понимать. И глобально просто, так как идет деградация, Мгм. вот опять же роботы сейчас, вот девушки-роботы. Ну, я говорила в своем тоже видео про роботов, что, э, мужчина вообще должен приложить какие-то усилия для чего-то. Так же, как, в принципе, люди. Когда что то хотят получить, они должны усилия приложить. С этими роботами, со всей техникой никто никакие усилия прилагать не будет. Поэтому чем меньше ты делаешь отдачи какой-то в жизни, тем меньше ты что-то получишь в ответ. Так работает вся эта система. Ну, понятно. Я думаю, возможно, чтобы не листать весь чат, друзья, вот предлагаю, если есть какие-то вопросы, чтобы вот мы в самом Да, конце давайте, пожалуйста, накидайте сейчас. да, накидайте, мы ответим. Ну, я думаю, что там 3 вопроса, да, допустим, максимум. Я думаю, этого будет Вот это достаточно. стрим. Любо-дорого, как говорится. Мануэл Дель кто-то там пишет. Вот видите, разные реакции на стримы, но это, в принципе, ожидаемо на самом деле, так же, как и хейт и так далее. Есть там много еще интересных сообщений, просто я не считаю нужным их зачитывать. Это тоже какие-то эмоции, какие-то ожидания. Люди хотят какого-то трэша, еще чего-то. Вот, ну, я не знаю, какой-то, может быть, ругань, чтобы кто-то кого-то поливал грязью. Я выбираю СПБ вместо РСП. И это правильный ответ. Так, Но здесь я с ней согласен. Стрим познавательный.
Каких блогеров она смотрит, вот спрашивают. Вот каких блогеров ты Я смотришь? никого, ребят, я честно говорю, я никого не смотрю. Я смотрела, могу сказать честно, я смотрела Сатью раньше. Еще до того у меня даже вообще мысли не было о том, что я буду записывать видео про отношения. Вот я вам просто как на духу говорю. Я его давно смотрю, ну как давно смотрела, там где-то года 2 назад я Сатью слушала. Я еще смотрела блогера из Америки, который вернулся. Вот такой Назар есть. Вот его смотрела, потому что он очень так Илишев, не Илишев, да? Назар Илишев, Илишев. да, да-да-да-да-да. Он очень Да-да. неординарно мыслит, и мне очень нравились его ролики, но он сейчас немножко, как бы, я уже перестала его смотреть, он так немножко такой, ну, как бы сошло на нет, у него там вдохновение какое-то его, и уже неинтересно стало, но очень такой неординарный Мгм. парень. Я смотрел тоже этого блогера в Да, у 2021 него очень году. прикольные И ролики всё. были по Америке. Да, да. Вот, ну, про косметику я раньше смотрела, потому что я вот думала как-то с косметикой развиваться. Ну, все это на нет, да, сошло. Мне на самом деле это вообще было неинтересно это снимать, и даже смотреть про косметику было неинтересно. Все, и кого я еще смотрела? Я на самом деле, знаете, кого смотрю? Но это не блогеры. Я смотрю Джо Диспенза. Те, кто хочет, я просто верю в жизни в визуализацию, у меня в жизни это очень работает. Я знаю, что мужчины более скептично относятся к этому. Я слушаю Джо Диспенза, последнее время я слушаю Боба Проктора, но это как бы лекторы, у них просто эти видео на "Ютубе", но это не блогеры. Вот, а именно мужские каналы. Вот я, например, делаю свои видео, я тебе говорила, Максим, когда мы с тобой до еще, ну, в подготовке стрима, абсолютно честно, что я, вообще беру какие-то заголовки из комментариев и делаю. Я читаю комментарии, то, что мне пишут, и понимаю, что это интересно, и делаю такой заголовок, и, раскрываю эту тему. А мне пишут, что я беру у других блогеров, что я выслеживаю. Я вообще вот ни одного канала. Я даже более того могу тебе сказать, от того, что я никого не смотрю, я, честно говоря, даже тебя не знала. Просто вот от того, что мне начали писать, и потом вот, написал, твой зритель и мой в итоге зритель, да, такой настойчивый, спасибо ему большое. Я не знала никого. Мне начали писать про там Арсена Маркаряна, да. Он вроде бы известный, а я его вообще тоже не знала. Ну, я никого не знаю, потому что я не смотрю вообще вот эти мужские каналы. Во-первых, я не смотрю, могу объяснить почему. Во-первых, я не смотрю, по причине того, что я не хочу, чтобы у меня было какое-то повторение. Оно, конечно, так как сфера одна, оно, конечно, повторение какое-то будет, но зачем мне слушать, кого-то, если я делаю видео по такой же теме? Я же высказываю свое мнение. Я не хочу никого копировать, не хочу ни у кого забирать какую-то информацию. Я просто делаю то, что я сажусь просто, как я готовлюсь к видео, просто сажусь, выписываю на листочках. Вот у меня всегда со мной ручка, листочки. У меня много записей разных. То, что я пишу, вот у меня осталось там. Я просто выписываю какие-то себе там, знаешь, такие заголовки, какие-то фразы, которые я должна сказать. Все, и я сажусь. У меня никакого здесь текста, ничего нет. Просто сажусь и говорю свои мысли, плюс подкрепленные уже тем, что я нашла в интернете. То есть как-то так. Поэтому никого не смотрю, ребят, честно. Всё понятно. Ну вот Спасибо пишут: "У за Веры ответ. методичка не от души вещает". А как я могу на стриме 4 часа не от души вещать? Мне просто это интересно. Немножко вот, немножко логику надо, логика. Немножко можно включить ее. В общем, перекладывает ответственность так же, как и все женщины, и не хочет повзрослеть. Ага. Так, какие-то вопросы, да, вот а, ко мне какие-то остались вопросы? Общее такое впечатление о нашем прямом эфире.
Что Ну, скажете? Так, я вот смотрю, у нас 79% стрим понравился. Я тогда завершу опрос. Спасибо Мгм. за участие огромное в Там был опросе. очень там был смешной комментарий. Ты когда рассказывала, я засмеялась, должна была написать: "Смой косметику, и Максим будет красивее". Ну, а кто спорит-то? Стрим пишут, понравился, отлично. Так, 1500 не дают поставить. Вера Врелись, спасибо большое, Энджи. Да, нам понравился Drone Station, спасибо. Нельзя расслабиться, надо упариваться, все ради ага. Но не надо буквально понимать, расслабиться — это не значит, что мужчина должен как пахарь постоянно работать, не отходя от, станка. Расслабиться я имею в виду вообще просто никуда не двигаться в жизни. Я к этому. так, ну что ж, друзья, я думаю, будем заканчивать тогда стрим. На все, что можно и нельзя было, обсудили. Мне кажется, да, мы просто вот, Большой вообще спектр вопросов. я, честно говоря, думала, что мы в 1,5 часа уложимся. Ну, и мы могли еще даже дольше говорить, но все-таки время есть время. Вот, 4 часа, я думаю, более чем достаточно. Иначе мы уйдем прям в какие-то глубокие прям Ну темы, не, которые... все, хорошего понемножку. Я считаю, так, Да. перебор. И зрители устанут, и мы тоже Я уже можем в все, конце Бобик концов. сдох. Поэтому спасибо за то, что нашла время и пришла на канал, Пришла поучаствовала в прям, стриме. Спасибо, ножками да. пришла на твой канал. Очень рад, что тебе понравилось. Я вижу, что у тебя хорошее впечатление осталось от стрима, от первого совместного стрима. Вот. Друзья, все ссылки в описании на канал Веруши. Мой канал вы знаете. Кто пришел от Веруши, если захотите, подписывайтесь на мой канал. И мои зрители на канал Веруши, если сочтут нужным, если нравится, поддержите канал подпиской Да, тоже. я хотела сказать, Максим, спасибо тебе большое за стрим. Ты очень приятный собеседник. Мне очень понравилось, что ты деликатно, что ты не давишь. Вот, кстати, мне кажется, в отношениях ты не будешь давить вот таким вот, только вот я и все. Даже могу сказать для зрителей, до сих пор у нас сохраняется, вот уже несмотря на 4 часа, 340 человек. Мне кажется, это прям хороший показатель. Людям действительно интересно. Мы когда обсуждали, Максим сначала сделал одну тему, потом я чисто вот эта женская тоже история, все улучшить. Было такое, да. Я говорю: "Максим, а тебе не кажется, что надо твою тему поменять?" Максим очень достойно вышел из этой ситуации с терпением. Он сказал: "Так, хорошо, давай, как ты думаешь? Давай, хочу тебя послушать, чтобы тебе тоже было комфортно". Так что прям вообще спасибо тебе большое. Было действительно очень комфортно. И на время нашей мини-подготовки, и вот сейчас, с тобой общаться, делиться. Очень неадекватное мнение, я считаю, и по поводу, в принципе, и женщин, и по поводу тоже самих мужчин. То, что ты говоришь, несмотря на то, что, может быть, кажется, что мы, как ты говоришь, с разных планет, да, вот наши мысли. Но в целом, в основном, все, что ты говорил, мне, в принципе, тоже близко. Просто мы долго про внешность это говорили. Может быть, это у нас раздельно, но остальное, в общем-то, мне близко, то, что ты говорил. Так что я очень рада этому опыту. Ты у меня первый, скажем так. Сейчас некоторые вырвут этот кадр и все, ну ты поняла, вырвут из контекста, куда-нибудь вставят и все. Ну вот. Есть такие умельцы, Да, состряпать я какой-нибудь помню, ролик, это и как у что делать. меня моя коллега, она работала с Николаем Басковым, и они пошли в ресторан просто после он пригласил Николай Басков вообще очень добрый, я с ним работала, очень классный. И, он пригласил просто всех, оплатил счет в ресторан после съемки. И там Мгм. приписали журналисты, что Николай Басков женится, он подарил кольцо своей гримерше. Настя потом это говорит: "Господи, мы же просто пошли покушать". Так же, как и у нас может сейчас сложиться совершенно другая история.
Классный стрим, хороший. Благодарю еще раз тебя. И спасибо за Да, хорошие слова, Беларусь. все. Вот, возможно, когда-то мы повторим, но первый стрим всегда лучше. Вот, первый всегда лучше, да? Правильно же? Я не знаю. Ну, я Ладно. вообще, на самом деле, хотела, пока оставить тему стримов, то есть уже сосредоточиться Мгм. на видео. Но видишь, ты сбил мои планы, в принципе, чему я рада. Вот, так что, ну, да, не знаю, как там дальше все получится, но, в общем, классно, что Ну, сейчас получилось. да, все может быть. Вот, как бы, я считаю, что, в принципе, сегодня стрим получился в общем и целом. Вот, остались приятные впечатления от тебя, как от собеседника тоже. Тоже было приятно и пообщаться вот в таком формате. И для меня это было необычно. Я, честно, м, даже не предполагал, что в ближайшее время, да, вот такой стрим состоится, и вообще у меня желания не было. Вот, и, А, благодаря кстати, а подписчику, зачем ты да, его сделал? благодаря подписчику, ну, настойчиво, говорю как есть, настойчивость подписчика, вот этого, да, и твоего, и Мгм. моего, она сыграла ключевую роль, за что ему огромное спасибо, и я не пожалел. И мне стало действительно интересно. Мне стало действительно интересно, а почему бы не попробовать, ну, как бы, да, провести с тобой стрим. Я люблю проводить стрим с женщинами, честно, люблю. Вот, потому что это мужская и женская точки зрения. И я не ошибся, и действительно стрим получился очень классный. Вот, и ни о чем не жалею. Наоборот, рад, что все состоялось, что даже с техническими какими-то проблемами вначале мы разобрались, все у нас получилось. Классно. Ну, в общем, желаю тебе продвижения твоего канала, твоего дела. Вот. Так что Да, да. так. Ну все. Все, друзья, всем пока. Спасибо за Пока, ребят. участие. Спокойной ночи. Всем спасибо большое, что были с нами. И всем хорошего настроения. Пока-пока.